Флюр Галимов. Роковая ошибка. Юлер. Повесть. Перевод с башкирского Фарита Ахмадиева. Пролог. Прелестные весенние дни. Восхитительный миг, когда нежным зеленым ковром покрываются горные вершины, леса и поля, когда реки освобождаются от постылых ледяных оков и наполняют окрестности радостным гулом. В зеленеющих зарослях у реки бродит мальчик. Взгляд его задумчив, он что-то ищет вокруг. Вот мальчик подставил ласковому солнцу свое лицо и с блаженством прикрыл глаза. Затем устремил свой пристальный взор на проплывающие по небу белоснежные облака. Повинуясь едва заметному дуновению ветра, превращаются они на глазах в чудесные фигуры. Вот это облако похоже на волка, а то — на молодого джигита. Но вот он уже превратился в белобородого старика, а волк тем временем обернулся сказочным конем. Акбузат мальчик и сам не заметил, как вскрикнул, увлекшись своей фантазией. Эх, вот бы мне промчаться на таком коне. Если я сумею найти волшебную палочку, то и у меня будет такой тулпар, как у самого Урла-Батыра. А шутливый ветер-художник снова превратил чудесные фигуры в обычные облака. И сколько бы ни вглядывался мальчик в синее небо, больше крылатый конь не появлялся. Он грустно вздохнул и опустил голову. Но вскоре увидел небольшое озерце. И богатое воображение превратило его в океан, а звенящие ручейки — в полноводные реки. Увидел мальчик и множество островов и целую флотилию кораблей. А по берегам возвышались города и села, где жило много разных людей. И приключались с ними удивительные истории. Мальчик устремил свой взгляд на зеленеющие вершины гор, и в тот же миг в душе его родились стихи. Проснулись горы от сна. Пришла на землю весна. Поле и леса, все кругом. Укрыло зеленым платком. Птицы в небе ликуют, поют. Прославляют весну, гнезда вьют. Новые песни весенней звеня. К Гиделе стремится стерля. Он долго любовался прекрасным весенним пейзажем и вдруг вспомнил, ему непременно нужно найти волшебную палочку. И мальчик вновь принялся за поиски. Эх, какой наивный мечтатель с чистой детской душой. Впереди тебя ждут суровые испытания жизни, непростые ситуации, не оступись, остерегайся лжи и злобы. Чтобы не потерять себя в этой круговерти, держись своей светлой мечты. Когда-нибудь ты обязательно найдешь свою волшебную палочку и оседлаешь крылатого коня. И тогда на твоем знамени пусть будет начертано добро и справедливость, а на щите народ. Счастливого пути тебе, мечтатель. Пробивая дорогу в печать. Вот уже полгода Ильгум каждый день с нетерпением встречает почтальона, выхватывает из его рук газеты и журналы и спешит домой. Торопливо и в то же время с некоторым волнением он просматривает почту. И в этот раз он не нашел того, что надеялся найти. Руки его невольно опускаются, искорки в глазах гаснут, взгляд замирает на одной точке. До сих пор не печатают. Говорит он сам себе и озадаченно размышляет по этому поводу. Полгода назад он послал в редакции разных газет и журналов свои рассказы и статьи. Но почему-то его рукописи не спешат появиться на страницах печати. Хоть бы ответ прислали оттуда. Читал он эти свои работы знакомым. Они его хвалили. Хорошо написано, мол. Одну статью даже показал как-то журналисту республиканской газеты. Он тоже сказал, это должно быть напечатано. Так почему же не печатают, недоумевал Ильгам. А кого же там печатают? Через некоторое время задался он вопросом, и стал заново перелистывать периодику. С интересом исследователей отмечал Ильгам имена и фамилии авторов, указанные должности и регалия. В моменты сильного волнения и вспыльчивой по натуре Ильгам начинает говорить сам собой: так, оказывается, что больше всего печатаются собственные корреспонденты, затем известные писатели, поэты, экстрасенсы, профессора, работники культуры. Реже – внештатные корреспонденты, знаменитые садоводы, рыболовы, пчеловоды, пенсионеры, нахваливающие газеты и журналы. Изредка появляются небольшие материалы из деревни. Но Ильгам ни за что бы не согласился на публикацию такого куцого материала. Раз уж печататься, то нужно дать что-нибудь большое, солидное,
Чтоб не стыдно было поставить свое имя? А нет, так нет. Чем же отличается его статья «Основы основ» от тех объемных материалов, которые печатают в газетах? Почему же ее не выпускают? Потому что ты, товарищ Буранбаев, пока что неизвестный писатель или профессор, а простой тренер с филологическим образованием. И пока тебя в республике никто не знает, сам себе ответил Ильгам. Еще раз просмотрев материалы сегодняшних газет, он нашел там подтверждение своим догадкам. Затем принялся за чтение рассказов. Прочитав один, дал свою оценку, так вроде хорошо написано, но автор допустил одну большую ошибку. Видимо, не совсем ориентируется в законах. За преступления, совершенные в армии, солдат не сажают в дисбат больше чем на 2 года. За тяжкие преступления их отправляют в тюрьму. Ильгам принялся за следующий рассказ. «Не верю. Нет логики, жизненной правды», — воскликнул он неожиданно для себя, прочитав о солдате, который, вернувшись домой после 4 лет войны, вместо того, чтобы бежать к жене и детям, целый день проводит на сенокосе, помогает соседям. Невольно вспомнил Ильгам, как торопился вернуться к семье после 4-месячной командировки несколько лет тому назад. Несмотря на свою молодость, Ильгам успел объездить полсоюза, испытать всю тяготу жизни. Зато получил богатый жизненный опыт. Он взялся еще за один большой рассказ. Не дочитав до конца, остановился, устал. Как можно писать таким занудным, витиеватым стилем? Но Ильгам настойчивый. Что ни говори, кандидат в мастера спорта по борьбе. Привык доводить начатое дело до конца. Тяжело вздохнул и продолжил чтение. Вдруг остановился, прикусив язык. Еще раз прочел удивившее его место, какое неудачное сравнение. И все-таки дочитал рассказ до конца. Конечно, для этого ему пришлось собрать всю свою волю в кулак. Ильгаму пришлось сделать над собой усилие, чтобы начать читать рассказ следующего автора. Но с первых же строк глаза его загорелись неподдельным интересом. На одном дыхании прочел он рассказ до конца. Еще раз взглянул на фамилию автора. Его я знал как хорошего поэта, а он к тому же и прекрасный прозаик, отметил с белой завистью Ильгам. Писателю удалось в небольшом по объему произведения выразить животрепещущую идею. А какой блистательный стиль, какой язык! Как умело использованы фольклорные мотивы, придающие произведению дух подлинной народности. Ильгам, неравнодушно к изящному слову с детских лет, еще раз не спеша перечитал рассказ, смакуя каждую его строчку. Выпускник филологического факультета пединститута, он страстно желал оставить свой след в литературе. С тех пор, как взялся за перо, Ильгам завел особую тетрадку, которая служила ему копилкой интересных выражений, незнакомых слов. Он старался вести дневник, чтобы постоянно совершенствовать навыки литературной работы, но это ему удавалось с трудом. Не хватало и времени, и терпения делать регулярные записи, что для профессионала, по мнению Ильгама, является одним из важнейших условий. Мысли и переживания фейерверком вспыхивали в его горячей голове, так неким и неуслышанные, терялись в сутолке будней. В 6 вечера в дверь позвонили. Это вернулась с работы жена с детьми. Ильгам отворил дверь и улыбнулся Альфие, которая привела из садика 5-летнего сынишку и 2-летнюю дочурку. «Ох, и устала я тащить эту пышку. 2 шага ступит и сразу тянет ручонки, подними. А самая тяжеленькая», — выпалила с порога жена, протягивая мужу дочку. Ильгам подхватил дочурку на руки. «Вот так, лентяюшка, маме ведь тяжело. Ты тоже хорош. Хоть бы пришел за детьми, помог», — упрекнула Альфия. «Сколько раз я тебе говорил, бери санки», — отреагировал Ильгам. «Сама в садике работаешь, уж детей-то можешь, наверное, отвезти-привезти». Альфия заглянула на кухню и упрекнула. «Хоть бы чайник поставил к нашему приходу». «Да вот газетами зачитался», — сказал в оправдании Ильгам. Альфия была явно не в духе, не преминула поддеть. «У тебя всегда есть причина: заседания, соревнования, собрания, газеты, журналы, или вместо того, чтобы спать,
Как все нормальные люди, сидит пишет что-то. И все без толку. Лучше бы деньги зарабатывал, как муж Райсы. «Какая муха тебя укусила сегодня? Что стряслось?» — прервал Ильгам жену, которая уже начала заводиться. «Ничего не случилось». С безразличным видом ответила Альфия. В ее планы не входило сразу же выложить то, что не давало ей покоя. «Ладно, все равно скажешь, не удержишься», — усмехнулся про себя Ильгам и стал раздевать детей, повесил одежду. «Пап, купишь мне самосвал?» — спросил сын. «Не папа, а ты сколько раз тебе повторять?» — поправил его Ильгам. В последнее время он много читал о красоте родного языка, подъеме самосознания, национальной гордости. «А ты, купишь мне самосвал?» — повторил просьбу сын. Видя, что отец в знак согласия кивнул головой, добавил. «И еще автомат». Маленькая дочь, которая только-только начала говорить, с интересом слушала их разговор. «Мне куклу купи», — пролепетала она. Альфия с Ильгамом рассмеялись. Счастливый отец подхватил дочь на руки. «Купим, конечно, купим». Сели пить чай. Через какое-то время Альфия с трагическим выражением на лице сообщила. «Райся, купили импортную дубленку. Я померила, мне так идет». «Тебе все идет, дорогая». Альфия расцвела в улыбке от комплимента мужа. Ильгам не кривил душой, когда говорил это. Жена у него действительно красавица, и статья вышла, и лицом. Бог не поскупился, когда одарил ее красотой. Только характер немного подкачал, обидчивая, вспыльчивая. К тому же в последнее время все больше увлекаются модными тряпками, одеждой, колечками-сережками. И сейчас повела речь о том же. Райса сказала, что может и мне достать такую же. Ильгам несколько удивился. «Недавно только купили тебе пальто с норковым воротником. Да и денег нет особо роскошествовать. Давай у свекрови одолжим, потом постепенно отдадим». «Нет, не получится», — немного подумав, ответил Ильгам. «Походи в своем пальто, потом посмотрим». Альфия обиженно надулась. Какое-то время сидели молча. Тишину нарушил Ильгам. «Завтра иду в Уфу». «Что там будешь делать?» — без удивления спросила Альфия. Она уже привыкла к частым поездкам мужа. Почему-то рукописи до сих пор не печатают. Надо съездить, узнать причину. Альфия скривила в усмешке губы. Мало того, что на соревнования ездишь, так еще и за этим надо ездить. Сам говоришь, денег нет лишних. Пойми, Альфия, надо. Ладно, делай, как знаешь. Разве ты когда-нибудь меня слушал? Всегда по-своему поступаешь. Хочется тебе жить вольным казаком, так и жениться не надо было. Дома даже неделю не живешь, по любой причине спешишь уехать. Всю жизнь так и прокукуешь с командировочным мужем. Ежи в свою Уфу, только знай, все это бесполезно, не будет толка от твоей писанины. Ильгама сильно задели эти слова, но он промолчал, с трудом сдерживая себя. Начнешь спорить, разгорится ссора. Справедливости ради надо заметить, в словах жены есть доля правды. Ильгам – беспокойный человек, неугомонный. Неделю, самое большое 10 дней поживи дома и ноги сами тянут в путь дорогу. А вдали от дома он скучает по семье, торопится вернуться. На следующий день на рассвете Ильгам собрался в путь. Перед выходом задержался у зеркала в прихожей. Внимательно рассмотрев себя, он остался очень доволен, улыбнулся и направился к двери. На автовокзале без лишних хлопот удалось сесть на уфимский автобус. Ильгам всю дорогу строил планы своих действий в столице. Первым делом надо зайти в редакции республиканских газет, а затем заглянуть в молодежные. Он захватил с собой 3 рассказа, написанные за последнее время, рассчитывал предложить журналу от Тирмы. Так в мыслях до раздумьях дорога кажется короче. Ильгам и не заметил, как подъехали к столице. В доме печати Ильгам первым делом направился в редакцию республиканских газет. Бродил по коридорам, не зная, к кому обратиться. Наконец, решился и зашел в один кабинет. Его встретил плотный, живой мужчина лет 55. «Проходи, братишка, садись». «В чем дело?» «Полгода назад я отправил в вашу газету статью.
До сих пор не напечатали. Хотел узнать причину. Мужчина внимательно оглядел Ильгама и спросил. «Статья с собой есть?» Ильгам достал из дипломата второй экземпляр статьи. Мужчина поправил очки и принялся за чтение. Ильгам старался придать равнодушное выражение своему лицу, сделал вид, что рассматривает кабинет, а сам внимательно наблюдал за читающим, стараясь понять, какое впечатление производит его статья на журналиста. Но тщетно. По спокойному лицу мужчины нельзя было что-либо определить. Наконец, он дочитал статью и поднял глаза на Ильгама. В последнее время мы часто получаем письма с критикой на использование русских слов в газете. Вот и ты использовал слово «катастрофа». А ведь это по-русски. Хотя в башкирском языке есть аналогичное ему слово. Мужчина с полминуты сидел молча. Раз сам пишешь, значит, читаешь газеты, журналы. А то, что Верховный Совет так и пишется без перевода, не знаешь? Слово «верховный» принято не переводить. Ильгам не растерялся. Но ведь слову «верховный» есть аналогичное в башкирском. Я верю, что и слово «совет» заменим на «шура». Мужчина удивленно посмотрел на Ильгама, затем улыбнулся и взялся за телефон. «Алло, Рашид? Я тут к тебе одного парня направлю, примешь?» Мужчина повернулся к Ильгаму. «Иди, загляни в общественно-политический отдел. Статью твою там посмотрит». В общественно-политическом отделе сидели двое мужчин, лет по 40-45. Тот, который постарше, с интересом расспросил Ильгама, откуда он родом, где живет, какой вуз окончил, место работы. Затем, покопавшись в ящике стола, достал статью Ильгама. «Так, основы основ. Это ты написал, братишка?» Получив утвердительный ответ, мужчина продолжил. «Статья хорошо написана. Даже не нуждается в редактировании. Прочитав ее, сразу не решил пустить в печать. Так гладко написано. Ты, братишка, без сомнения, владеешь пером». Потом я еще раз прочел статью. Стоп, думаю, не спеши. У нас в газете было очень много публикаций на эту тему. Поэтому я решил пока не давать. Если хорошая статья, то напечатайте, сказал Ильгам. Но я же говорю тебе, братишка, эта тема была у нас широко представлена. А по-моему, сколько бы ни писали о национальном самосознании, лишним не будет. Чтобы пробудить народ от глубокого сна, нужно еще очень много статей написать. А в моей статье предлагаются также конкретные меры. Еще раз повторяю, братишка, заведующий отделом заговорил обиженным голосом. В последнее время на эту тему было много статей известных профессоров, писателей. Конечно, известных писателей, ученых вы печатаете, вспыхнул Ильгам. А таких, как я, пока еще неизвестных молодых, не выпускаете. Доброжелательное выражение лица у заводила тут же исчезло. Он, казалось, не знал, что ответить. Он наморщил лоб, размышляя о чем-то, вдруг лицо его озарилось. «Вот что мы сделаем, браток, неси-ка свою статью в молодежную газету. Они, кажется, эту тему еще не затрагивали. Ты иди пока, поднимайся на 8-й этаж, а я им позвоню». Облегченно вздохнул заводелом и взялся за телефонную трубку. Ильгам оставил статью в редакции молодежной газеты. Заодно решил заглянуть в отдел литературы и узнать судьбу своего рассказа, отправленного полгода назад. Ему ответили, что напечатают. Ильгам вышел из дома печати в приподнятом настроении. Он снова поверил в себя. Ильгам поспешил в редакцию журнала «Актирмы». В кабинете увидел редакторов. Представившись, Ильгам обратился к тому, кто был постарше, с просьбой. «Габитагай, я привез 3 рассказа, написанных за последнее время». Редактор доброжелательно улыбнулся. «Оставь, прочитаем. У меня просьба к вам, Габитагай, я издалека приехал. Часто приезжать в Уфу тоже не получается. Поэтому хотел, чтобы вы рассказы эти прочитали сейчас. А я похожу где-нибудь пока». «Ну, хорошо», — согласился редактор, взглянув на часы. «Подойдешь попозже». Ильгам прошелся по окрестным магазинам, накупил подарков, сладостей детям и вернулся в редакцию. Габитагай пригласил его присесть к столу.
Итак, думаю, что рассказ «Ошибка» может пойти. Выигрышный момент в том, что обычно ученики просят прощения у учителей. А в рассказе, наоборот, учитель признает свою вину и просит учеников понять его и простить. Ошибку отдашь в молодежное издание. Рассказ Рика уж больно надуман. Бойся надуманности, когда пишешь литературное произведение. Поэтому, убери-ка ты его подальше, через года два прочтешь, сам поймешь. Актуально, свежа тема у заметки возвращения. Но это еще не рассказ, никуда не годная композиция. Вот взгляни. Он начал дотошный разбор произведения. По ходу сделал несколько полезных советов. Поработай еще над рассказом, с учетом всех замечаний и потом принесешь. «Когда можно будет напечатать в вашем журнале?» — с надеждой спросил Ильгам. «Подожди, братишка, не спеши», — улыбнулся Габитагай. «Уровень у журнала высокий, поэтому попиши еще годик и два. А сейчас возьми тетрадь и ручку да запиши все то, что я тебе говорил», — подумав немного, добавил. «Самое главное в нашем деле не рассказ о событиях, а описание, образное повествование. Это достигается с помощью таких художественных средств, как портрет, троп, картина, разнообразная лексика, необычная деталь, и других. По твоим рассказам чувствуется, что ты мыслишь больше по-русски. Читай литературу на башкирском языке, займись теорией литературы. Еще вот что, свяжись с литобъединением, которое есть в вашем районе. Запиши адрес. Раз уж взялся за творчество, не бросай, пиши. Желаю удачи». Ильгам поблагодарил его за добрые советы и вышел из кабинета. По дороге занес рассказ «Ошибка» в молодежную редакцию. Всю обратную дорогу Ильгам был в хорошем настроении. Мысль о том, что если все пойдет гладко, то в ближайшее время публикуют два его рассказа и статью, согревала его душу. Ильгам привык анализировать события и заново прокручивал сегодняшние встречи. В голове возникали вопросы, что же было бы с его творческими работами, если бы он не приехал в Уфу. Статья так и лежала бы в столе у редактора газеты, рассказы пылились бы дома. Ильгам и не думал, что ему предложат опубликовать «Ошибку». А общение? Ведь познакомился со столькими писателями, поэтами, журналистами. Получил столько полезных советов. Ильгам сделал для себя важный вывод: начинающим авторам общение с известными писателями необходимо как воздух. Вообще, творческая личность не развивается, если варится только в собственном соку. Вернувшись, Ильгам решил посетить местное литобъединение. Сказано, сделано. Не откладывая дело в долгий ящик, Ильгам на следующий же день направился в литературное объединение, познакомился и поговорил с его руководителем. Дал прочесть несколько своих произведений. Хакимагай, просмотрев рукописи, сказал: «Талант у тебя, без сомнения, есть. Сейчас его надо старательно развивать. Оставь нам по одному экземпляру рукописей». Слышал, наверное, недавно учредили городскую газету на башкирском языке. Статью напечатаем, правда с некоторыми сокращениями. А несколько рассказов подготовим для альманаха «Молодой силы». После этих слов Ильгам почувствовал себя окрыленным. Руководитель объединения понял это по его лицу и улыбнулся. «Книги по теории литературы я дам попозже», — продолжил он. «Сейчас послушай некоторые замечания по стилистике, не надо строить длинных, нескончаемых, сложных предложений. Пиши проще, яснее. Далее, как можно реже используй в тексте междометия, да-да, так-так. По-моему, они являются сорняками в прекрасном саду башкирского языка. Еще вот что, хорошенько продумывай композиционную линию». На прощание Хакимагай сказал: «Думаю, что ты нашел себя. А раз нашел, не пропадай. Старайся больше времени уделять творчеству. И помни, талант – это еще не все. К нему требуется трудолюбие. Не научишься трудиться, погубишь талант». Вспомни роман Гончарова «Обрыв». Главный герой Борис Райский имеет способности к литературе, неплохо владеет кистью. Но ни писателем, ни художником не становится. Вообще, от него никакого толка.
Потому что Райский не приучен трудиться в поте лица и зарывает свой талант в землю. Как пример можно привести взгляд американского писателя Джека Лондона. Он трудолюбие ставит на первое место и всю жизнь остается верным своим принципам. С рассвета до обеда он все свое время проводил за рабочим столом. А когда не работал, то записывал мысли, приходящие в голову. Короче, только работая и работая можно в полной мере реализовать талант, данный Богом. Ладно, браток, будешь в наших краях, заглядывай. Ильгам в прекрасном расположении духа вернулся домой. На одном дыхании пересказал жене о своих успехах. Но Альфия не спешила разделить его радость. Слушала, ничему не удивляясь, почти равнодушно. Наверное, до сих пор обижается на то, что без ее одобрения в Уфу поехал. Пришла в голову Ильгама мысль, и он решил сказать ей приятное. Как только опубликует рассказ, на гонорар куплю тебе французские духи. Дели шкуру неубитого медведя, рассмеялась жена. Всю жизнь так и будешь фантазировать? Почему же фантазер? Обещали напечатать, не пройдет и 10 дней, как опубликуют. Мало там таких ж бумагоморателей вроде тебя. Альфия произнесла эти слова с легкой усмешкой. Ильгам не обиделся, хоть его это и задело. Чтобы перевести разговор в шутливое русло, он, напустив на себя самый серьезный вид, произнес: «Такой человек, как я, не только в Башкортостане, в России, а может быть и во всем мире только один. И этот человек собственной персоной находится перед вами», и отвесил поклон. «Уйди, бестолковая голова. Это ты сейчас так говоришь. Вот лет через 10 посмотрю на тебя, как ты возгордишься, будучи женой известного писателя». Альфия представила описанную мужем картину и от души расхохоталась. Смеяться-то они смеются. Но Ильгам точно знает одно: жена не верит в его творческое будущее, не воспринимает серьезно его стремления. Считает, что это временное увлечение, неразумное. Впрочем, Ильгам с Альфией – полные противоположности, их можно сравнить как огонь и воду, землю и воздух. Из мира животных они больше всего похожи на кошку с собакой. Кстати, Ильгам по гороскопу родился в год собаки, а Альфия – в год кота. На самом деле, Ильгаму иногда хочется на кого-нибудь рявкнуть, с кем-то полаяться. Но обиду легко забывает, потому что прост, душа наизнанку. Альфия намного хитрее, ее интересы чаще всего преобладают в семейной жизни. Попробуй обидеть, долго не забудет, может даже при случае, как многие женщины, отомстить. Ильгам – увлекающийся, мечтатель, как жена говорит, фантазер. Альфия – реалист. Она предпочитает твердо стоять на земле, в отличие от мужа, витающего в облаках. Ильгам – гуманитарий. Жена предпочитает точные науки, физику, математику, даже арифметику. При счете денег может быстро, без бумаги и карандаша, сложить, вычесть, разделить любые цифры. Ильгам живет сердцем, Альфия – разумом. Даже книги они читают по-разному. Альфия за 2 дня может проглотить 500-страничный роман. Если спросить ее через некоторое время, она может пересказать основные события романа, когда герои познакомились, поцеловались, поженились, поругались, развелись. Но ее нисколько не интересует идея произведения, философские искания героев, их эстетические идеалы и стремления. Ильгаму же потребуется не меньше 10 дней, чтобы прочитать книгу такого объема. Отрывки, которые понравились ему особо, он перечитывает по несколько раз. Во время чтения, сам того не замечая, может воскликнуть: «Вот это да! Хорошо сказано!» Может и посмеяться от души, если с юмором написано, а если очень печально, то горлу подкатывает ком и на глаза наворачиваются слезы. Название автора понравившейся книги, свои мысли по этому поводу он старается записать в дневник, который достаточно редко берет в руки. Ильгам, по простоте душевной, поверил в то, что его рассказы и статью напечатают в самое ближайшее время. Прошла неделя, другая, а произведения Ильгама так и не появлялись в печати. Где-то спустя месяц после того, как он побывал в Литобъединении,
В местной газете вышла его статья «Основы основ», правда урезанная до 1/4 в виде заметки. 7 печатных страничек на машинке своего маститого произведения он хотел увидеть полностью опубликованными. Но что поделаешь. Ильгам прочел этот свой первый опыт в литературе на одном дыхании и прошептал: «Начало есть». Прошло больше 2 месяцев со времени его поездки в Уфу, но до сих пор ни одно произведение не увидело свет. Ильгам уже не ждал почту с былым нетерпением. Напечатают — хорошо, а нет, так пусть катится к черту, махнул он на все рукой. В таком подавленном настроении он встретил как-то руководителя литобъединения. Тот испытующе взглянул на Ильгама. «К нам почему не заходишь?» — поинтересовался Хакимагай. «Да времени нет», — не зная, что ответить, сказал Ильгам. Поговорили о том, о сем, обсудили последние новости. «Ну, а как у тебя продвигаются творческие дела?» — спросил Агай. «Пишу, конечно», — заминкой ответил Ильгам. «Только какой от этого толк, если не печатают? Молодым опубликовать свои произведения на страницах печати — это что-то невозможное». Руководитель объединения улыбнулся. «Постой, браток, не выноси сразу столь суровый приговор. Все писатели когда-то были молодыми и испытывали такие же трудности. Вот в будущем году опубликуем несколько твоих рассказов в альманахе «Молодой силы». До этого что-то выйдет в молодежной газете, ведь она уделяет большое внимание творчеству начинающих литераторов. Если все это воплотится в жизнь, можешь считать своей большой удачей». «Хорошо, если все будет так, как вы сказали», — с сомнением произнес Ильгам. «Не волнуйся и не падай духом», — подбодрил его Хакимагай. «Помнишь, что я тебе говорил насчет творческой личности?» Ильгам на несколько секунд задумался, затем лицо его озарилось и он ответил, словно прилежный ученик: «Талант — это еще не все. К нему требуется трудолюбие». Хакимагай удовлетворенно улыбнулся. «В наше время творческой личности требуются и другие качества». Он бросил на Ильгама многозначительный взгляд и нарочно замолчал. «Какие же это качества?» — с нетерпением спросил Ильгам. «Сила воли, настойчивость, стремление к цели. Повидал я на своем веку, как отсутствие этих качеств сломало многих талантливых ребят». Помолчали. Паузу прервал Ильгам. «А из меня толк выйдет?» — с сомнением спросил он. «Выйдет, если не сломаешься. Первый гонорар. Самая маленькая глава повести. Впрочем, как и сами гонорары. Прошло почти 3 месяца после поездки в Уфу. Как-то жена торжествующе вручила Ильгаму желтоватую бумажку. Обещал купить французские духи, выполняй обещание. Ильгам молниеносно выхватил квитанцию. Это был денежный перевод за опубликованный недавно рассказ «Ошибка», 17 рублей 24 копейки. Конечно, Ильгам обрадовался, но почему-то не чувствовал себя полностью счастливым. Может быть, потому что слишком долго ждал этого события и перегорел. Он еще раз взглянул на извещение: деньжат маловато. Ильгам не ради гонорара пишет, но все-таки. За 5 печатных страниц ему заплатили всего 17 рублей 24 копейки. Он подсчитал, сколько потратил времени на написание этого небольшого рассказа, около 3 дней. Потом переписывал на бело, редактировал дня 2. Где-то полдня печатал на машинке. Итого ему понадобилось целых 6 дней. А сколько времени он обдумывал, прежде чем приступил. Стоило ли так долго биться над этим маленьким произведением? Но ошибка — первый литературный опыт Ильгама. Сейчас он способен иногда в день написать больше 3 машинописных страниц. Со временем производительность труда увеличится. Что ни говори, сидеть над листком бумаги больше 7 часов в день не получается, голова начинает гудеть. Да, 17 рублей за недельный труд – слишком мало. И как только писатели существуют на такие гонорары, Ильгаму раньше казалось, что писатель гребет деньги лопатой. Альфия, словно угадав мысли мужа, усмехнулась. «Так, когда купишь духи французские?» «Раз обещал, конечно, куплю», — ответил Ильгам твердо и сел просматривать свежие газеты и журналы. Молодежная газета опубликовала отрывки из дневника известного башкирского поэта.
Поэт вспоминал, как он получил гонорар за одно стихотворение в размере 80 рублей. И купил на базаре гуся за 30 рублей и еще много всяких продуктов. Ильгам задумался, да ведь цены того времени почти совпадают с сегодняшними. Сейчас гусь на базаре тоже стоит 30 рублей. Но, чтобы сегодня поэтам получить 80 рублей гонорара, нужно написать не менее 400 стихотворных строчек. Значит, в кровавую эпоху Сталин-писатели жили во много раз лучше, чем сейчас. На заре перестройки пришел к такому неожиданному выводу Ильгам. Но, хорошенько подумав, он поблагодарил судьбу за то, что ему не пришлось жить в то страшное время. Выборы, или без политики не обойтись. Вскоре Ильгама вызвали в Литобъединение. Хаким Ага не стал ходить вокруг да около, сразу выложил суть вопроса. «У меня к тебе просьба. Как тебе известно, до выборов осталось всего 20 дней. Надо использовать это время с максимальной пользой. Конечно, мы давно ведем работу в этой области, но сейчас нужно активизировать агитационную деятельность на финише предвыборной кампании. Ты бы смог нам помочь?» «Конечно, помогу. Что надо делать?» «Что делать, говоришь? Задача у нас одна – поддержать на выборах депутаты местного и Верховного Совета своих кандидатов, то есть людей, которые способны бороться за суверенитет Башкортостана, за башкирский народ. Вот, ознакомься с материалами предвыборной кампании». Ильгама включили в агитационную бригаду. Хаким Ага объяснил, что и как нужно делать. На прощание сказал: «Запомни, писатель должен участвовать во всех мероприятиях, кипеть в гуще событий, бороться, не жалея сил, за свободу своего народа, судьбу страны, а не сидеть дома взаперти и предаваться мечтам». Для Ильгама наступили беспокойные дни: встречи с избирателями, собрания, распространение листовок, выступления. Все свое свободное от работы время, все выходные он посвятил предвыборной кампании. А творчество? Даже подумать об этом было некогда. Каждый день приходил он домой очень поздно и, наскоро перекусив, падал в кровать. Жена, конечно, была недовольна, но Ильгам старался не обращать на это внимания. И сегодня он вернулся домой почти за полночь. Заспанная Альфия открыла дверь и пошла на кухню разогревать ужин. Подождав, пока муж поест, она начала сварливым голосом. До этого был командировочный муж, теперь стал квартирантом. «Скажи-ка мне, когда-нибудь мы начнем жить как люди? Как только проведем выборы, так и заживем, моя милая», — улыбнулся Ильгам. «Хватит, Ильгам, на сей раз улыбочкой не отделаешься. Я с тобой серьезно говорю. И тебе серьезно отвечаю, после выборов обещаю больше времени уделять семье, а сейчас надо работать». Альфия ехидно усмехнулась. «Думаешь, мир перевернется от такой твоей работы? И вообще, какая польза нашей семье от твоих похождений?» Ильгам вспылил, видно, сказалась усталость последних дней. «Что я, пью или гуляю?» По-твоему, в его голосе послышались металлические нотки. Увидев, что жена испугалась, он сказал примирительным тоном: «Ты, Альфия, не совсем темный человек, все-таки педучилище закончила, должна понимать, что если сейчас, в самый разгар предвыборной кампании, мы проспим, то и к депутатским мандатам прорвутся противники независимости Башкортостана». Альфия ненадолго притихла, но вскоре нашла новый аргумент. «А почему один ты должен переживать за Башкортостан? Ну-ка скажи, много ли в нашем доме таких деятелей? Почему Рамили, Ильшата и дядя Ахнафа голова не болит за башкир? Они тоже не темнота. Один – мастер, второй – инженер, дядя Ахнаф, в институте преподает. И все они башкиры. Значит, они башкиры, которые еще не проснулись. Шамиль, муж Райсы, тоже не проснувшийся башкир, да?» Альфия повернула разговор в неожиданную сторону. Ильгам не знал, что ответить. Потому что Шамиля, при всем желании, трудно назвать спящим. Вот уже 2 года, как он открыл кооператив. Занимается торговлей. Проще говоря, спекулянт. Откуда-то привозят товар, здесь продают.
Альфия все уши прожужжала, мол, у них то есть, это есть. Все время хвалит их, Шамиля ставит в пример. Наконец, Ильгам нашел, что ответить жене. «Шамиль, спекулянт», — сказал он презрительно. «Не спекулянт, а бизнесмен», — назидательным тоном возразила Альфия, добавила. «Умные люди, пользуясь ситуацией, стремятся сделать побольше денег. Разве что только не приговаривают: куй деньги, пока Горбачев. Мне тоже спекулянтом надо стать, чтобы деньги заработать». «Нет, ты не станешь бизнесменом», — она сделала ударение на последнем слове. «Это не каждому дано. Ты, лучше, борись за Башкортостан». Ильгам вспыхнул было после таких слов, но сдержал себя. Он все-таки хотел убедить жену в своей правоте. «Как ты не понимаешь, сегодня гораздо важнее пробудить национальное самосознание народа, вести борьбу за независимость Башкортостана, чем гоняться за длинным рублем. Эти занятия не то, что сравнивать, даже рядом поставить стыдно. Нация вымирает, республика превращается в колонию. Если сейчас не проснемся, окончательно засохнем. В час, когда решается наша судьба, если я буду сидеть дома, или гоняться за длинным рублем, как я потом посмотрю в глаза своим детям». Предвыборная кампания была в самом разгаре. В ходе агитационной работы у Ильгама на многое открылись глаза. Равнодушие народа, низкий уровень национального самосознания оставили в его душе глубокую рану. Ильгам поначалу не хотел верить своему печальному открытию. Для того, чтобы окончательно удостовериться, он решил провести своеобразный социологический опрос. С этой целью он встал как-то пораньше и направился в одну башкирскую деревеньку. Было уже 9, когда Ильгам сошел с автобуса. День был прохладный. Шел редкий снежок. Скупо светило солнце. Ильгам постучался в дверь небольшого дома на краю деревни. «Заходите, заходите», — ответили ему из-за двери. В доме бабуля с дедом пили чай. «Проходи, сынок, раздевайся. С нами чайку попьешь», — приветливо улыбнулся старик. Он внимательно оглядел Ильгама, стараясь узнать. «Смотрю и не узнаю, чей ты, сынок?» «Я, дедушка, не из вашей деревни, из города приехал, по выборным делам». «Ах, вот оно что», — разочарованно протянул дед. Вдруг лицо его оживилось. «Как раз сегодня в клубе собрание будет по выборам, во сколько там?» — спросил он у старухи. «Учительница Насима сказала приходить к 2. Из района начальство будет. Я-то не пойду, наверное». «Вот дед, может, сходит», — ответила старуха. «День выборов уже скоро, вы за каких кандидатов хотите отдать свои голоса?» — поинтересовался у них Ильгам. Старик почесал бритую наголо голову, пожал плечами. «Не знаем, сынок, команды не было. На собрание, может, скажут, за кого голосовать. Разве не ходили у вас агитаторы, не объясняли?» «Нет, никто не приходил. Сосед Фатих заходил, говорил, что сразу в несколько органов выбираем депутатов. Только мы не совсем поняли. Сейчас время такое, сынок, сложное, все перемешалось». Старик оказался словоохотливый. Раньше как было: скажут «голосуй», все хором шли голосовали, скажут «работай», засучив рукава работали, а праздник всем миром отмечали. Скажут «ты достоин быть коммунистом», вступали в партию. Конечно, и трудности были, но все было понятно. Например, это говорить нельзя, этого делать тоже нельзя. Самое главное, было правительство, были люди умнее нас, которые думали за нас. Сейчас все не так. Все перепуталось. Только хозяйство устроили, вышли на пенсию, хотели пожить остаток лет в свое удовольствие, как на тебе. Откуда-то Горбачев выскочил, затеял перестройку, все перепутал. Старик разволновался, почувствовал, что наговорил лишнего. Утер платком пот со лба. Ильгам же приободрился. Он подготовил 2 вопроса для социалистического опроса. Первый: как вы понимаете перестройку, и второй: кто такой депутат? Его главная обязанность. Момент был удобный, старик ведь сам завел речь о перестройке. «Дедушка, а как вы понимаете перестройку?» Старик, видимо, не раз думал об этом,
потому что ответил сразу. Честно говоря, сынок, сколько бы я ни ломал над этим голову, все никак не пойму. Ходил даже к парторгу с просьбой объяснить. Он что-то говорил там. Но я понял, что и он ничего не знает. Я тебе, как коммунист с 35-летним стажем, скажу вот что: не будет от этой перестройки никакого толка. Если было бы, жизнь потихоньку к лучшему пошла бы. А так, наоборот, все под гору катится. Ильгам согласно кивнул головой. Он не преследовал цели вступать в спор, а агитировать за перестройку. Его интересовал вопрос. Да, и чувствует, что трудно переубедить старого человека со сформированным десятилетиями мировоззрением. Поэтому Ильгам перешел ко второй части опроса. Как по-вашему, кто такой депутат? Каковы его обязанности? Старик укоризненно посмотрел на Ильгама, мол, чего морочишь голову нелепыми вопросами? Кто-кто? Народный избранник. Его обязанность — выполнять наказы избирателей. В эту минуту заскрипели полы в средней комнате, и оттуда вышел парень, на вид лет 30. «Здравствуйте», — нехотя поздоровался он с Ильгамом. «Младший сын мой, Тагир», — представил его старик. Парень выглядел неважно, трехдневная щетина на скулах, помятое лицо. Было видно, что он с похмелья. Ильгам задал свой вопрос и ему. «Перестройка — это чепуха», — заявил парень. «Вообще, в главе государства у нас дураки сидят. Разве умные люди прикажут вырубать виноградники ради борьбы с пьянством? Сейчас, вон, в магазинах шаром покати, ни водки, ни продуктов. А у нас, например, солома кончилась, скотину нечем кормить. А как ее привезти? За чай да спасибо не соглашаются трактористы. Медовуху сделали бы, сахара нет». Старик со старухой принялись успокаивать сына. Ильгам поблагодарил их и вышел. Зашел еще в несколько дворов и понял, что сейчас дома находятся одни старики, молодежь, на работе. После недолгих раздумий он решил пройтись до фермы и МТС. Потом заглянет на собрание. В третьем часу Ильгам направился в клуб. Перед большим двухэтажным клубом стояло 2 автобуса, 5-6 легковых автомобилей, несколько грузовых машин. Видимо, районное начальство уже прибыло. Ильгам прошел в зал, где уже набралось достаточно много людей. Кандидаты в депутаты районного и Верховного Советов приехали на встречу с избирателями. Хорошо одетый полноватый мужчина читал доклад. Ильгам внимательно слушал выступление. Докладчик назвал 8 кандидатов, их место работы и приступил к агитации. В настоящее время нашим депутатом в Верховном Совете Российской Федерации является помощник председателя Совета Министров Российской Федерации Юрий Петрович Салаков. В период депутатских полномочий он оказал большую помощь нашему району. Этот товарищ пяти стоит. Не понаслышке знаком с экономикой региона, социальными проблемами, помогает нам со стройматериалами и другими необходимыми вещами. Обещает газифицировать нашу деревню, если мы отдадим за него свои голоса, и он пройдет в депутаты. Товарищи, единогласно выберем Верховный Совет Российской Федерации Юрия Петровича Салакова. Не прогадаем, закончил мужчина свое выступление. В зале зашумели. Слово взял еще один агитатор за Салакова. «Знамо, выберем Салакова, коли польза будет», — крикнул из зала мужчина средних лет в засаленной фуфайке. «Конечно, хоть от дров и угля избавимся и печки топить не надо», — поддержали его женщины. В зале становилось все оживленнее. Ильгам искоса бросил взгляд на первого секретаря районной организации, который сидел рядом. Он его давно знал. Тот выглядел вполне довольным. Видимо, собрание шло именно так, как он и предполагал. «Конечно, будешь доволен», — подумал Ильгам. Он Салакова в депутаты протолкнет, а тот взамен кирпич, цемент, трубы выбьет сверх фонда. А раз со стройматериалами все в порядке, то закипит строительные работы, будешь числиться в передовых руководителях образцового хозяйства. А там, глядишь, и в обком пригласят на работу. Будешь пользоваться уважением и у московского начальства, коли кандидат нацепит значок депутата Верховного Совета Российской Федерации. Вот первый подал кому-то знак.
Кто хочет выступить по кандидатуре Солокова? В зале воцарилось молчание. Ильгам и сам не заметил, как вскочил. Он не собирался выступать, не готовился, целью поездки был только социологический опрос. Ведущий собрания дал Ильгаму слово, и тот уверенными шагами подошел к трибуне. Представился, сказал, откуда приехал. «Уважаемые товарищи», — начал он свое выступление. «Первым делом хочу напомнить, выборы — чрезвычайно важная политическая акция. По-моему, выборы депутатов в Верховный Совет не должны проводиться спустя рукава. Тут надо 7 раз подумать, прежде чем отрезать. Нам предлагаются 8 кандидатов. Среди них есть и большие начальники. Судя по кратким биографиям, данных в бюллетенях, все они кажутся неплохими людьми. Только кто среди них в самом высшем органе России будет защитником нашего народа, нашего многострадального Башкортостана? Ильгаму хорошо выступать помогал 5-летний опыт преподавания литературы в родном селе после института. Он держался уверенно и непринужденно. Кого выберем и не ошибемся. Здесь единогласно поддержали решение выбирать Солокова. Он – большой начальник, помощник председателя Совета министров России. Без сомнения, он бросит нам кусочки со своего барского стола, как нищим. А мы купимся на эти крохи, кирпичи, трубы, и потеряем настоящего депутата, способного отстоять гораздо важные ценности для нашей республики. Вы думаете, что московская шишка Салаков замолвит словечко о республике в Верховном Совете или поможет получить статус союзной? Я, почему-то, в это не совсем верю. Наоборот, убежден, что Салаков даже во сне о нас, нашем народе и республике, не вспомнит, не то, что наяву. Ему нужен только депутатский мандат. Его перебили выкрики. Оскорбляет личность кандидата. Остановите его. Пусть не разводя демагогию, это кричали из окружения первого, который сидел с перекошенным лицом. Ведущий собрания только было открыл рот, чтобы лишить Ильгама слова, но не успел. Почему не даете говорить человеку, пусть скажет? Вас только слушать, что ли, выкрикнул из зала мужчина в засаленной фуфайке. Его поддержал усатый мужчина средних лет. Он вскочил во весь свой могучий рост и закричал: «Пусть говорит парень, не перебивайте. Сами провозглашаете, демократия, перестройка, плюрализм, а сами, если не по-вашему, слова сказать не дадите». Правильно говорит. Давай, шуруй. Пусть говорит, послышалось со всех сторон. Ведущий собрания кое-как с помощью колокольчика успокоил собравшихся и дал Ильгаму слова. Вот уже больше 4 столетий наш Башкортостан варварски расхищают, нефть, золото, серебро и другие богатства почти даром уходят на сторону, лесы вырубаются, питьевая вода превращается в яд, отравленный воздух и почва. Но самое страшное то, что родной язык засыхает, а народ вымирает. Между двумя последними переписями населения число башкир уменьшилось больше, чем на 200 тысяч. Если так будет продолжаться, то наш народ может совсем исчезнуть. Что же нам делать, чтобы не допустить этой трагедии? Просыпаться надо. Время бороться за свое счастье. Души наших легендарных предков, которые свои жизни положили ради народа, вызывают к вам. Сейчас наступил очень ответственный момент для нас. Приближается день выборов депутаты Верховного Совета Российской Федерации. И в этот день мы должны отдать свои голоса не за Солоковых, которые обещают нам объедки с общего стола, а за людей, способных защитить независимость Башкортостана и его народ. Давайте посмотрим, есть ли такие личности среди представленных кандидатов. Из 8 кандидатов только 2 башкиры, остальные – русские и представители других национальностей. Почему-то большинство русских кандидатов, особенно большие чиновники, против независимости Башкортостана. Поэтому я не советую голосовать за них. Таким образом, остаются 2. Один – директор химзавода, другой – известный писатель. Вам, наверное, не приходилось сталкиваться с директором химзавода. А я живу в городе и каждый день дышу газом. И надо сказать, газ этот очень вонючий. Тут несколько человек в зале прыснули со смеху.
К ним присоединились и другие. Когда смешки прекратились, Ильгам продолжил свое выступление. Известного писателя Темирбека Гадильбаева вы все хорошо знаете. Многие знакомы с его творчеством, многие знают его как общественного деятеля. Конечно, у него нет кирпича, труб и прочих дефицитных материалов, но у него есть чуткое сердце, которое болеет за республику и народ, и есть острый карандаш в руке. Мне кажется, что из 8 кандидатов только Темирбек Гадильбаев, став депутатом Верховного Совета Российской Федерации, способен бороться за суверенитет нашей республики. А если республика получит статус союзной, если мы завоюем свою самостоятельность, то сразу же заживем лучше. Больше и не придется попрошайничать у центра. Все богатство, которое мы производим, нам и останется. Сейчас, даже стыдно сказать, 95% от всего объема производства у нас забирает центр. Этот грабеж среди бела дня остановится, когда получим статус союзной республики. Такое счастье возможно завоевать только с помощью таких людей, как Темирбек Гадильбаев. Дорогие соотечественники! 4 марта все проголосуем за Темирбека Гадильбаева. Не обманитесь на объедки с барского стола московских чиновников. Зал оглушительно зааплодировал Ильгаму. «Вот молодец, сказал так сказал. Правду матку выложил. Браво!» Настоящий мужчина послышалось со всех сторон. Ильгам посидел еще немного на собрании и вышел. Ему нужно было успеть на автобус. С наступлением сумерек на улице резко похолодало. Что ни говори, шел последний месяц зимы. Дай-ка, напоследок заморозил, мол. Белые хлопья снега успели набело заместить дорожку, протоптанную днем сотнями ног. Скрипит снежок под ногами с каждым шагом. Ильгам продрог, пока дошел до остановки. Сегодня не удалось пообедать, вот и холодно на пустой желудок. Вдалеке весело мигнули фары автобуса. И сразу стало теплее. На обратном пути Ильгама отдалили противоречивые мысли. С одной стороны, он хорошо выступил и, кажется, склонил к своему мнению избирателей, а с другой стороны социологический опрос оставлял желать лучшего. Ладно, Дома займется подробным анализом. Но одно хорошо, заодно Ильгам собрал подписи по требованиям о предоставлении республике статуса союзной. По правде говоря, такие подписи он собирает уже давно, подключил к этой работе и учителей своего района. Ильгам так задумался, что и не заметил, как подъехал к дому. А там его ждал сюрприз. В молодежной газете была опубликована его статья «Основа основ». На сей раз увидела свет 2/3 его шедевра. Конечно, если бы не скромсали статью, было бы здорово. Ладно, не поедет же он из-за этого разбираться. Остается и этому радоваться. Его пока не знают в республике. Будь он известным писателем, то не позволил бы сокращать всем сердцем и душой выстраданные плоды своего творчества. Но ничего, будет и на нашей улице праздник. Ильгам подвел итоги социологического опроса. В общей сложности он опросил 48 человек. На первый вопрос попытались ответить только 2 избирателя. Остальные ответили «не знаю». 5 высказались против, от перестройки никакого толку, в магазинных шаром прокате. На второй вопрос большинство, 32 человека, ответило, депутат – это народный избранник, он должен выполнять наказы избирателей, остальные никакие смогли ответить на этот вопрос. Ильгам не без горечи припомнил, что большинство пожилых людей не знают, как проводится голосование, каков его порядок. Надо оставить того кандидата, которого вы выбрали, а остальных вычеркнуть, инструктировал Ильгам. Старики пугались, как же, сынок, вычеркивать, вдруг что напутаем. Зачеркивать нужно обязательно, старался убедить их Ильгам. Да, итоги социологического исследования были неутешительными. Но Ильгаму стало ясно, что при проведении агитационной работы на должном уровне народу можно открыть глаза. Для этого нужны патриоты, готовые без устали работать день и ночь. А много ли таких в Башкортостане? Он включил телевизор, чтобы развеяться от тяжелых мыслей. По центральному телевидению шла передача, посвященная выборам.
Ильгам с интересом стал смотреть, как репортер останавливал прохожих на московских улицах и задавал вопросы о выборах. Многие не могли ответить, большинство вообще не знало кандидатов. Несколько человек даже и не слышали о том, что должны состояться выборы. Значит, не только в Башкортостане, а по всему Союзу такое положение. Ильгам сел за статью. Сначала торопливо набросал тезисы: народ подавлен, пассивен, к политике относится равнодушно. Идеологическую работу в стране надо поднять на должный уровень. С чего начать работу? Первонаперво нужно провести политический и экономический ликбез для народа, в том числе и агитаторам. Ильгам пробежал глазами написанное и остался доволен. Сильно сказано, кажется. Строчки словно сами выходили из-под пера. У кандидатов неравные возможности в предвыборной борьбе. Кандидаты, занимающие высокие должности, в борьбе за голоса избирателей пользуются своим подчиненным аппаратом и средствами. Предвыборная кампания торжествует девиз «Ты, мне, я, тебе». Ильгам включил в статью и материалы собственного социологического опроса. Ближе к 4 утра черновик статьи, не обманись на объедки, был готов. Завтра утром перепишет на белое и отправит в республиканскую газету. Вот будет здорово, если до 4 марта выйдет. Скольким людям он откроет глаза на правду, сколько тысяч человек сделают правильный выбор. Вот и настал день выборов. Ильгам заполнил 3 бюллетеня и вышел на улицу. Во дворе пенсионеры, которые уже успели проголосовать, шумно обсуждали это событие. И это называется выборы. Вот раньше были выборы, так выборы. С раннего утра до позднего вечера улицы гремели, песня, танцы, шутки, смех. Короче, большой праздник для народа, говорит один. Да, брат, запряжем, бывало, лошадей, девчонок посадим рядом, с песнями под гармошку катим с ветерком, вторит ему другой. Взгляд его устремился куда-то вдаль, лицо просветлело от воспоминаний далекой юности. Да, и во времена Брежнева выборы весело проходили, подключился третий, затянувшись свернутой из газетки папироской. Водки, сигарет, продуктов, хоть завались было. И не говорите, при коммунизме жили, сами того не ведая, сказал один старик и торопливо добавил. Мне оставь немного затянуться. Ильгам с сожалением подумал про них: эх вы, так и не поняли до сих пор демократию, идеи перестройки. Он направился к дому. Дама Альфия затеяла большую стирку. Во время такой важной политической акции ты как ни в чем не бывало белье стираешь, покритиковал жену Ильгам. Плевать я хотела на твою акцию, мне стирать надо. Ильгам, как всегда, тут же вспыхнул. Я и не знал, что моя жена такая несознательная. Кончай стирку, иди на выборы. Когда за мной ухаживал, я тебе несознательно не казалось. Как увидел, так ко мне прицепился. Других парней близко ко мне не подпускал. Лицо Альфии смягчилось и расцвело ослепительной улыбкой. Ильгам не устоял и обнял ее. Он всегда гордился женой, тем, как она умеет себя держать, одеваться, разговаривать с другими людьми. Ему нравилось ходить вместе с ней в театр, в гости, на концерты. «Не хотелось мне на выборы идти», — проворковала Альфия. «Дел полно. Да и что толку от нашего голосования? Все равно пройдут те кандидаты, у которых в руках власть и деньги. Но нельзя же сидеть сложа руки. Нельзя сдаваться без борьбы». Ильгам объяснил жене, за кого надо голосовать, и отправил ее на избирательный участок. А сам открыл дневник и записал: народ не понимает и не воспринимает идею перестройки. Потому что перестройка ведется только на агитационном уровне. Невозможно сразу все перестроить и измениться самим. Для этого нужны смелые политические, экономические и законодательные реформы. Надо создать условия для изменения и условий жизни народа в лучшую сторону. А такие реформы ведут страну к капитализму. А почему топчемся на месте, не возьмемся за реформирование? Может быть, правительство поняло, наконец, что социализм никуда не годен, а коммунизм – утопия, и пытается подготовить общественное мнение к переходу к капитализму? Если подумать, то современный капитализм – это совсем не тот, что во времена Маркса.
Проклятые капиталисты усвоили самые хорошие коммунистические тезисы, такие как коллективное хозяйствование, социальная гарантия, широкие права. Значит, теория конвергенции, которую придумали буржуазные советологи, так много критикуемая на занятиях по философии, оказалась правильной. На следующий день Ильгам решил заглянуть в литобъединение. Хакимага встретил его не в лучшем расположении духа. После приветствия он глухо произнес: «Проиграли мы выборы». Помолчав немного, он рассказал подробнее. В Верховный Совет России прошел только один наш человек, в Башкортостане – несколько, в городской совет никто не прошел. В районах перед выборами продавали водку, сахар, чай, и народ купился на это. Подпися: начинающий бизнесмен и беспощадный червь. После литобъединения Ильгам решил заскочить домой. А затем уже отправился в родной район. Около 2 недель тому назад он договаривался с учителями башкирского языка в райцентре на совещании работников образования о сборе подписей с требованием предоставить Башкортостану статуса союзной республики. А Ильгам заберет подписные листы и отвезет их в Уфу. Дома он оставил жене записку и поехал на автовокзал. Весна в этом году, похоже, обещает быть ранней. Несмотря на то, что только начало марта, день сегодня ясный, солнечный. Больше всех радуются солнцу воробьи. Они уже не помнят о трудной полуголодной зиме и замерзших товарищах, а беззаботно перелетуют с ветки на ветку, звонко щебечут. На автовокзале Ильгам нанял такси и покатил в родные края. Дорога не дальняя, 45 километров. Но в районе надо заглянуть в 5-6 деревень, забрать подписи. «Волга» — отличная машина. И шофер попался хороший парень, за 2 часа облетели всю деревню. Когда уже было собрались в обратную дорогу, Ильгаму пришла в голову интересная мысль: а что если собрать подписи в русских деревнях? Как они смотрят на требование дать Башкортостану статус союзной республики? Он попросил водителя отвезти его в одну из русских деревень за несколько километров отсюда. Доехав до Корнеевки, остановились. Дальше на легковушке было не проехать. Ильгам рассчитался шофером и отпустил его, а сам пошел дальше пешком. Тесно, одна к другой, вдоль русла большого родника выстроились деревеньки: Корнеевка, Луговушка, Дмитриевка. Когда-то к ним примыкали еще и Потаповка, Чагадаевка. Сегодня от них остались одни кладбища. Ильгам решил начать с Дмитриевки. Лет 10 назад это была процветающая деревня, а сейчас осталось всего 4 дома. Ильгам постучался и вошел в один дом. Его встретили старик со старухой лет 70. После слов приветствия, старики рассказали о своих проблемах. «Сам видишь, сынок, помирать собираемся. Вместе с нами деревня вымирает. Из мужского населения я один и остался». Старик тяжело закашлялся. «Всю жизнь на тракторе проработал, вырастили 4 детей, в поте лица трудились в колхозе. А ради чего? Колхоз на нас плюнул, дети изредка навещают». Старика снова скрутил кашель. Старуха дала ему воды и присоединилась к разговору. «Магазин закрыли, за хлебом приходится ходить в Корнеевку. Дорогу снегом заметят, мы без хлеба сидим». Старики, не вникая в суть дела, охотно расписались в подписных листах Ильгама. «Раз надо, мы распишемся, конечно», — сказал старик. В оставшихся 3 домах жили одни старухи. Они тоже одобрили идею суверенной республики и подписались по требованиям. На другой стороне оврага в Луговушке было 7-8 жилых домов. В большинстве своем здесь жили одинокие старухи. Здесь тоже не нашлось противников союзной республики. Деревня Корнеевка выглядела лучше других 2. Не меньше 30 домов, ферма, клуб и здание школы, словно построены навека из красного кирпича. Из разговора с директором школы стало ясно: в школе 4 учителя обучают 7 учеников. В этом году учатся лишь 4 класса. В 2 классах, всего по одному ребенку. Директор горько смеется: по одному обучаем, словно дворянских детей. В прошлом году школу хотели закрыть. Но русский народ сплоченный, не то, что мы, башкиры. Директор оказался башкиром по национальности.
Как услышали эту новость, поехали в райцентр к райкомовским начальникам и все выложили, отстояли. Выйдя из школы, Ильгам направился к ближайшему дому. Во дворе дома молодой парень с мужчиной постарше кололи дрова. Ильгам вкратце рассказал о значении статуса союзной для нашей республики. Мужчины закурили самокрутки. «Так-то оно, конечно, так», — сказал невысокий плотный рыжеусый мужчина, глубоко затянувшись и выпустив дым. «Дает ли нам Москва такой статус?» После войны Туркмения собрала около миллиона подписей и представила их в Верховный Совет России. Как нам известно, Москва не отклонила их просьбу. А чем мы хуже других народов? Если все вместе возьмемся, соберем подписи, и нам дадут. Ильгам записал фамилии, имена, отчества собеседников, адрес и протянул старшему мужчине подписной лист. Тот сделал закорючку негнущимися почерневшими от работы пальцами и передал лист сыну. В этот момент из дома выскочила востроносая худая старуха с коршуньим взглядом, вслед за ней вышла полная молодая женщина. «Подписи ставите? Расписывайтесь, расписывайтесь», — зашипела бабка. «Не успеете опомниться, как завтра обоих заберут. Не болтай ерунду, мать, сейчас не 37-й год, демократия, перестройка, все, что хочешь можно делать. Сегодня перестройка, завтра перекличка». Чтобы узнать, кто в живых остался, съязвила старуха. Мужчина захохотал. «Коли придут, я как отец спокойно не сдамся, с двустволкой встречать буду». Подвыпившего мужчины зло заблестели глаза. И сын подхватил. Прошли те времена, когда человека ценили не выше овцы. Старуха испугалась не на шутку. Она постаралась увести разговор в другую сторону. Подошла к Ильгаму, поинтересовалась сбором подписей. И в конце тревожно спросила: «А после получения этого самого статуса башкиры не прогонит нас из Башкирии? Нам ведь идти некуда». Все замолчали, а пытливо посмотрели на Ильгама. Он постарался их успокоить. «Как это прогнать? Сколько веков вместе живем? Тогда придется гнать половину населения Башкортостана. Это пустые разговоры». Похоже, ему удалось развеять сомнения собеседников, потому что даже женщина подписалась. Только вредная старуха осталась при своем мнении и не притронулась к ручке. Ильгам заглянул еще в несколько домов. В одном из них он невольно остановился в семьях. Внутри, похоже, был праздник, громко пели частушки. «Что ты жалобно поешь? Алла Пугачева. Хрен ты в водочке попьешь. У Мишки Горбачева. По России мчится тройка. Мишка, Райка, перестройка. А на завтра перестрелка. А потом и перекличка». Ильгам решил не мешать застолью и тихо на цыпочках вышел из дома. Очень быстро он обошел всю Корнеевку. Против статуса союзной республики выступили только двое: та старуха, которая потеряла мужа в 1937 году, и пенсионерка, которая раньше работала учительницей. С поездкой в Уфу пришлось повременить, потому что в субботу и воскресенье проходили городские соревнования по самбо. Мальчишки из секции, которой руководил Ильгам, не подвели. Один завоевал звание чемпиона города, трое получили призовые места. В конце апреля Ильгам повезет своих борцов на республиканские соревнования. А к ним нужно хорошо подготовиться. Вся работа по секции теперь легла на плечи Ильгама, ведь прежний старший тренер Владимир Петрович недавно ушел с работы. Честно говоря, уже больше полугода Владимир Петрович и не работал. Его все беспокоил вопрос, как заработать побольше денег. Он и не скрывал от Ильгама своих мыслей, даже сказал как-то: «Сейчас время деловых, а у меня даже нет приличного начального капитала. За 12 лет тренерской работы накопил 4000, квартиру получил и все деньги на мебель ушли». С этого дня Владимир Петрович всю энергию давал доставанию денег. То вывозит с какого-то завода машинами алюминиевую посуду и все это направляет в деревне. На обратном пути тоже пустой не возвращается, хоть перегной загрузит и сплавит его садоводом на удобрение. Что только он не продавал: асбест, олифу, краску, гвозди, использованные шпалы. Через полгода Владимир Петрович купил новенький «Запорожец».
Еще через полгода – подержанные «Жигули». Потом уже окончательно ушел с тренерской работы, стал частным таксистом. А недавно Ильгам повстречал бывшего тренера. Целых 12 лет отдал тренерству, дурак, сожалел Владимир Петрович. Сейчас за день делаю столько, сколько ты за месяц получишь. Вот Ниву купил недавно, похвастался он. Ильгам помнил, что бывший шеф любил прихвастнуть. Все, что он говорил, смело можно было делить на два. «А зачем тебе две машины?» — недоверчиво поинтересовался Ильгам. Владимир Петрович захохотал. «Заруби себе на носу, если есть прибыль, я все могу продать», — сказал он, очень довольный собой. Кроме продажи водки втридорога, Владимир Петрович нашел себе еще одну золотую жилу. Он скупал битые машины у не успевших опомниться после аварии людей и, подлатав их, в автосервисе были знакомые, перепродавал уже намного дороже. На прощание Владимир Петрович сделал Ильгаму, по его словам, выгодное для обоих сторон предложение. «Держи ухо востро, где услышишь про аварию, тут же сообщай мне. Две машины мне найдешь, третью тебе сделаем». Ильгам кивнул головой в знак согласия. А сам подумал, только мне не хватало коршуном кидаться на чужое горе, но вслух не стал этого говорить. Да и как скажешь человеку, который старше тебя на 10 лет, тому, кто обучал тебя азам борьбы, своему тренеру. Наконец, нашлось время для поездки в Уфу. Ильгам упаковал в дипломат подписные листы, положил туда же заново переписанный рассказ возвращения и отправился в путь. В автобусе он погрузился в свои мысли, которые унесли его в далекое детство. Уже тогда он был влюблен в книги. Восхитительный и увлекательный мир книги уносил его в свою волшебную страну, открывал дорогу его мечтам. Примерно в 3 классе ему в руки попала толстая книга «Башкирское народное творчество». Начитавшись сказок и кубаиров, Ильгам увлекся поиском волшебного посоха, как у Батыра. Он даже задумал желание, если найдет свою волшебную палочку, во-первых, превратиться в Батыра, подобного Урлу-Батыру, во-вторых, снарядиться с ног до головы во все доспехи и на добром коне примчаться к той рыженькой девчушке, в которую был влюблен со 2 класса. Он откроет ей свое сердце, они поклянутся друг другу в вечной любви и отправятся Ильгам в путь-дорогу с чистыми помыслами. Я отправился для того, чтобы невидимую смерть сразить, от кровожадного падишаха, от людоедства, всех людей освободить, и живого родника воду взять, и мертвых воскресить. Вот для этого я Батыром родился. Види, как стенает народ. Как на глазах у него, берущая души злая смерть, руку накладывает на людей. Мужчина, считающий себя Батыр, будет ли безучастно стоять, уступит ли злодеям путь, устрашится ли Батыр? Но волшебную палочку Ильгаму в ту пору найти не удалось. Вместо этого он еще больше привязался к книгам. Где-то в 5 классе Ильгам догадался, где нужно искать волшебную палочку, и поделился с матерью радостной мыслью: когда вырасту, буду писателем. Мать удивленно рассмеялась: так прямо и писателем? Трактористом будешь, и то ладно. Эти слова матери показались Ильгаму обидными, ему захотелось доказать свое, но он почему-то промолчал. И про себя твердо решил стать писателем, несмотря на мамино слово. Начиная с 6 класса Ильгам жил в городе, и волшебная палочка удалялась от него все дальше и дальше. Теперь он читал в основном книги на русском языке. Школа, ГИТУ, институт, везде он получал знания на русском языке. Сам наполовину обрусел. Где он только не бывал, объездить пришлось полсоюза, кем только не работал: грузчик, компрессорщик, слесарь, вальцовщик, монтажник, учитель, завуч-организатор, спортинструктор, тренер по самбо. Безжалостный червячок точил его везде, не давал душе покоя. Ты не на своем месте. Ищи волшебную палочку, найди сам себя. На самом деле Ильгам чувствовал в себе некую силу, которая не всем дана от природы. Словно есть только ему предназначенное место на этой земле, и оно давно ждет Ильгама. Если бы ему удалось найти свое предназначение, свою волшебную палочку, он отдал бы все силы своему делу.
Когда Ильгам приехал учительствовать в родную деревню, тот червь еще сильнее принялся за него. Только когда Ильгам на берегу реки Стерли, где когда-то искал волшебную палочку, поклялся писать и писать на родном башкирском языке, червь, точивший душу, как будто успокоился. Ильгам написал свое первое произведение и убедился, что нашел, наконец, свое предназначение, смысл жизни, свою волшебную палочку. Творчество – это чистый, светлый родник, манящий к себе души чудаков, фантазеров, мечтателей. Начало творчества – в живой воде, в стихии родного языка. Если тебе довелось хоть раз испить из чудесного источника творчества, то ты уже не в силах жить без него. А если отречешься от живой воды, то ждет тебя неименуемая духовная гибель. Писать на башкирском языке оказалось для Ильгама несложно. Родной язык словно впитался в душу с молоком матери. Только русло его засорилось заимствованиями из чужого языка. Автобус въехал на мост через Агидель. Ильгам по привычке взглянул на памятник Салавату Юлаеву, мысленно приветствуя его. «Здравствуй, Салават Батыр. Вот я снова в Уфе. Я ведь не просто ради праздного любопытства езжу. Вот организовал сбор подписей 987 подписей везу в поддержку требования о статусе союзной республики. Соберем 1 миллион подписей, получен долгожданный статус. А знаешь ли ты, Салават, что это значит? Мы будем равными среди равных. Обретем свободу. Воплотится в жизнь мечта, передаваемая из поколения в поколение башкирами, свобода, за которую боролись ты, твой отец Юлы, Кинзи, Каранны, Батырши, Карасакал, Валиди и миллионы других башкир. Будь спокоен, Салават, твоя кровь была пролита не напрасно. Наше поколение будет достойно духа предков, которые не жалея сил боролись за свободу Башкортостана. В доме печати Ильгам обратился к двум мужчинам, разговаривавшим между собой по-башкирски, с вопросом, куда сдавать подписные листы. Мужчина постарше, в очках, вытащил блокнот и написал какой-то адрес. «Ты знаешь депутата Верховного Совета Загира Туликаева?» «Знаю, знаю», — обрадованно закивал Ильгам. «Он по телевизору часто выступает». «Точно он. Подписи в поддержку требований Республики Башкортостан статуса союзной он собирает. Вот по этому адресу отвези», — мужчина объяснил, на каком трамвае нужно ехать, и проводил Ильгама до дверей. Только в трамвае Ильгам взглянул на клочок бумаги с адресом и остолбенел. Кандидат наук, известный не только в республике, но и в Москве депутат Верховного Совета вместе с семьей жил в общежитии педагогического института. Ильгам отдал подписные листы и пошел в столовую перекусить. Затем направился в дом печати по делам. Прокладывание дороги в печать продолжается. Ильгам уверенно зашел в редакцию журнала «Актирмы». Редактор Габитага беседовал с черноусым парнем. Заметив Ильгама, хозяин кабинета предложил присесть и представил своего собеседника. «Вот, Ильгам, познакомься с таким же как ты начинающим писателем Таймасом Альхамовым. Ты, Ильгам, проходи, присядь, мы пока договорим с Таймасом», и он продолжил прерванный разговор. «Итак, Таймас, пишешь ты по-башкирски, а мыслишь по-русски, что и видно в тексте, сплошь и рядом русские кальки. Тебе надо определиться, на каком языке творить». «Конечно, на родном, я же башкир», — поспешил ответить усатый парень. Редактор улыбнулся. «Значит, выбираешь трудную дорогу. Тебе придется очень много работать над языком. Чтобы проникнуть в родную стихию, на первых порах нужно полностью отказаться от чтения книг на русском языке, а читать только по-башкирски. Достань 18-томник башкирского народного творчества и прочти. Читай по 5-6 часов в день». Редактор посмотрел на Ильгама. «А ты, Ильгам, мотай на ус. Но за чтением и про творчество не забывайте. Если времени не хватает, все равно старайтесь писать по часу в день. Научитесь работать в обязательном порядке, в системе. Ильгам, ты принес тот рассказ?» «Да, я учел все ваши замечания». Ильгам достал из дипломата рукопись и положил на стол перед редактором. «Ах да», — спохватился Габитагой.
Сегодня в молодежной газете вышел твой рассказ, Эврика, поздравляю, и пожал Ильгаму руку. Ильгам блаженно улыбнулся, даже забыв поблагодарить за поздравление. Редактор начал просматривать рукопись рассказа. После кульминации ты возвращаешь героя домой, укладываешь спать и только потом делаешь выводы. Получается, что ты сам задуваешь разгоревшийся костер произведения, гасешь впечатление от него. Если в самый разгар событий героя сообща решили бы свои проблемы, рассказ получился бы намного острее и сильнее. Ильгам растерялся, неужели придется переделывать рассказ заново? Он понимал, что слова редактора были справедливы. «Как же все это сделать?» — с сомнением спросил Ильгам. Редактор встал, прошелся по комнате, отошел к окну. Затем неожиданно начал играть в театр одного актера, блестяще симпровизировал все роли в рассказе в момент кульминации, придумал монолог и расставил акценты. Устраивая такой вариант, спросил он у ошеломленных парней. Ильгам не знал, что и сказать. Габитагер расценил это молчание по-своему. «Конечно, ты, как художник, вправе не принимать этот вариант». «Конечно, приму», — поспешил ответить Ильгам. Начинающие писатели попрощались с редактором и вышли из кабинета. У обоих больше не было никаких дел в столице, поэтому они прямиком направились на автовокзал. Выяснилось, что оба из одного города, договорились ехать вместе. Таймас родился и вырос в городе, в школе учился по-русски, потом армии, затем окончил нефтяной институт. Сейчас работает инженером на нефтехимическом заводе, живет с женой и 2 детьми в общежитии. Литературой занимается около 3 лет. В периодические печати, в альманахе «Молодые силы» были опубликованы несколько его рассказов. У Ильгама с Таймасом оказалось много общего, почти ровесники, оба спортсмены. Таймас увлекался марафонским бегом в институте, у обоих проснулось национальное самосознание на волне перестройки и оба начали писать. Поэтому они не могли наговориться всю дорогу домой. Обычно те, кто родился и вырос в городе, не знают родного языка. «Ты где учился башкирскому?» — поинтересовался Ильгам. Таймас, похоже, очень гордился тем, что хорошо говорил на родном языке, потому что довольно улыбнулся. Все летние каникулы проводил в деревне, близ Баймака. Но сейчас уже давно не навещал родные края, как умерли дедушка с бабушкой, пусть земля им будет пухом, так никому поехать, никого нет. Бабушка была мастерица рассказывать сказки и легенды. Дед тоже был талантлив, играл на курая. Им я бесконечно благодарен, это они воспитали во мне башкирский дух, научили родному языку. Он вдруг замолчал и как-то погрустнел. Говорю, что язык знаю, а в редакции сказали, мыслишь по-русски. В школе, в институте по-русски учился плюс языковое окружение. Ладно, не переживай, научишься. Даже те, кто в деревне живет, толком говорить не умеют. У тех, кто помоложе, каждое 3-е слово русское, а 4-е – мат. Чисто по-башкирски только старики говорят. Кстати говоря, про мат. В прошлом году я был в Белорецком районе во время отпуска. Там почему-то почти никто не матерится. Я много общался с лесорубами, но не слышал бранных слов. Да и русские слова никто не вставляет. Значит, туда еще пока не дошла цивилизация, рассмеялся Ильгам. Таймас вначале тоже рассмеялся, но потом лицо его стало серьезным. Не нужна нам такая цивилизация, которая уничтожает облик нации. Ильгам согласно кивнул, а потом поинтересовался. А что ты делал в тех краях? Таймас замялся с ответом. Он взглянул на Ильгама, мол, сказать, не сказать. Это мое путешествие не понял никто из родственников, даже жена. Может быть ты, как творческий человек, поймешь и оценишь. Короче, я считаю, что человек, который собирается стать настоящим башкирским писателем, должен объездить вдоль и поперек свою республику. Он должен своими глазами увидеть воспетые в песнях горы Рендек, Иремель, Баймакский, Бурзянский, Абзелиловский, Хайбулинский районы, родные места Салавата, Акмулы, знаменитую пещеру Шульганташ, может быть даже древние земли башкир,
Самару, Саратов, Челябинск, Оренбург с его караван-сараем. Не просто увидеть, но и запечатлеть в своем сердце образ народа и родной земли. У Ильгама радостно заблестели глаза. Это моя мечта — объездить весь Башкортостан. Я был уже в Учелинском районе, видел горы Рендек и Ремель, посетил музей Акмулы. Таймас обрадовался, что нашел единомышленника и предложил: «Может, в следующее путешествие вместе отправимся?» «Конечно», — согласился Ильгам. «Почему бы и нет, вместе веселее». Таймас призадумался на некоторое время. Чтобы писателю изучить всю тонкость языка, недостаточно, наверное, прочитать тома башкирского народного творчества. А что еще нужно? Надо какое-то время пожить в деревне среди народа, языковое окружение. Таймас явно любил употреблять это выражение, само обучит языку. Это правда воодушевился Ильгам. Я 5 лет работал в школе своей родной деревни, языку в основном научился в этот период. Тогда мне, бывало, трудно сходу переходить на русский, например, когда в город приезжал. И потом вот еще что, в деревне много колоритных фигур, интересных сюжетов, характеров, которые может использовать творческий человек. За 5 лет деревенской жизни материала набрал на 3-4 книги. Самое главное то, что ты вместе с народом приобщаешься к национальному духу. По-моему, если в личности нет национального духа, такой человек не может считаться настоящим художником, артистом, писателем. Мне кажется, что искусство должно основываться на национальном колорите. Национальный дух нашего народа мы видим в деревнях. А как известно, 82% башкир проживает на селе. Таймас с Ильгамом обменялись адресами, договорились встречаться и по приезде в город тепло распрощались друг с другом. Творческая колея. Дама Ильгам возвращался уже в сумерках. Дети, как обычно, радостно повисли у него на руках. «Папа, папа!» Ильгам поставил дипломат и полиэтиленовый пакет на пол и прижал детей к груди. Все его существо затопила отцовская нежность. «Соскучились, малыши?» «Соскучились, очень даже соскучились, только я уже не малыш», — сказал сын. «Хорошо, хорошо, ты большой», — согласился отец. «Папа, я тоже большая. А ты гостиниц привез?» Дочка потянулась к пакету. «Ах ты, маленькая сладкоежка!» Ильгам вручил детям шоколадки. Затем осторожно вынул из дипломата сверток. Смущенно улыбнувшись, он развернул бумагу. Там были живые цветы. Их он вручил жене. Лицо Альфии осветилось улыбкой. Альфия очень любит цветы. Если честно признаться, то Ильгам иногда пользовался этой ее слабостью, когда задерживался в командировке или по вечерам. Даже когда жена встречала его надувшись и готовая поругаться, то после букета цветов и парочки ласковых слов она постепенно оттаивала. Давно еще до свадьбы, в первые дни знакомства, букетик цветов вызвал первый поцелуй. Они сидели в парке прекрасной летней ночью. Неожиданно Альфия сказала, что любит цветы, и попросила букетик ромашек. Причем, с клумбы. Ильгам осторожно дал понять, что он не рвет цветов, даже в поле, не то что с клумбы. Девушка не поверила и обвинила юношу в трусости. Будто он боится случайных прохожих. Обиделась, мол, не можешь этого сделать ради меня. Ильгам попытался что-то объяснить, но Альфия даже не дослушала, обиделась еще больше. Резко встала со скамейки и торопливо пошла в сторону общежития. Ильгам, конечно же, ее проводил. На следующий день Ильгам пришел к ней с целым букетом белоснежных ромашек, и обида молодой девушки тут же улетучилась. Они помирились. «Где ты нашел такие прекрасные цветы?» — спросила девушка. «Сам не собирал, на базаре купил», — сделав ударение на первой фразе, ответил Ильгам. Ильгам считает варварством срывать живые цветы, так мирно спящие под ночным небом или раскрывшие объятия яркому солнцу, покачиваясь под дуновением легкого ветерка. Он убежден, что живые цветы имеют душу. Сколько раз обращал внимание, сорванный цветок квази выглядит совсем иначе, чем растущим на поляне. Конечно, Ильгам понимает,
что покупать сорванные чужими руками цветы для любимой девушки – соглашательство с этим варварством. Что поделаешь, так уж заведено. Издревле человек не желал любоваться красотой природы со стороны, а стремился овладеть ею силой. Да, так уж повелось с давних пор. А человек привык подчиняться законам и обычаям той среды, в которой живет. Тех, кто не хочет подчиняться, общество изгоняет, истребляет. Если поразмыслить, то интересно получается, ставшие когда-то причиной размолвки живые цветы впоследствии часто спасали молодую семью от ссор, укрепляли ее. Уделив немного внимания семье, Ильгам зашел в свою комнату и сел за письменный стол. В последнее время из-за своей общественно-политической деятельности он совсем забросил творческую работу. За месяц с лишним не написал ничего, кроме статьи «Не обманись на объедки». После недолгих раздумий Ильгам принялся переделывать рассказ «Возвращение». Но сколько бы он ни бился, ничего не выходило. Промучившись 2 часа, решил прогуляться возле дома. Вернувшись, снова сел за работу. Еще около часа просидел с карандашом в руках. Однако все было напрасно. Семья уже легла спать. Ильгам тоже решил ложиться, решив, что сегодня и дело не выгорит. Почему же не получилось написать что-либо Ильгаму сегодня? Он еще не знал причину этого, позднее, когда наберется опыта, ему станет ясно почему. Все дело в том, что если писатель долго не пишет, то он выбивается из рабочего ритма, из творческой колеи. И чем дольше длятся каникулы, тем труднее снова войти в колею. Таким образом, Ильгам впервые выбился из творческой колеи. 2-3 дня упорной работы помогли войти в творческое русло. Ильгам заново переделал тот рассказ. Ему даже показалось, что он сбросил с плеч тяжелый груз, смог наконец вздохнуть свободно. Уж очень намучился он с ним. 3 раза пришлось переделывать. Зато результат превзошел все ожидания. «Посмотри вот это», — Ильгам вручил рукопись жене и стал с нетерпением ждать, когда она прочитает. Жена, как обычно, не заставила долго ждать, пробежала глазами большой рассказ за 2-3 минуты. «Хорошо получилось», — без особого восторга произнесла она. Ильгама совсем не удовлетворила такая равнодушная оценка его выстраданного бессонными ночами произведения, в которое он вложил всю свою душу. Он молча оделся и направился в литературное объединение. Может быть, там его творение получит должную оценку. Хакимага оказался на месте. Ильгам изложил свою просьбу. «Я рассказ написал, не могли бы вы посмотреть?» Хакимага отодвинул свои бумаги в сторону и приступил к чтению. Ильгам волновался как студент на своем первом экзамене, с нетерпением ожидая профессиональной оценки писателя. Ильгам не в первый раз дает рукопись на чтение. Но в этот момент он волновался особо, потому что придавал важное значение этому рассказу. Наконец, Хакимага дочитал последнюю страницу и очень серьезно посмотрел на Ильгама. «Сильная вещь», — похвалил он. «За душу берет. Здесь затронута одна из самых болезненных наших проблем. Подумай сам, за последние 10 лет больше 500 тысяч башкир покинули республику. Этот показатель я бы назвал не трагедией, а катастрофой нации. Потому что они на стороне тут же обрусеют, потеряют национальные черты». В голосе Хакимага послышались горькие нотки. «Самое страшное то, что разрушается генофонд нации. Это ты точно сумел показать в своем рассказе». Эти слова были как бальзам на душу. Но он вместе с тем испытывал чувство неловкости. Ильгам тут же размечтался: вот бы перевести рассказ на русский язык и опубликовать его там, где больше всего переселенцев, в первую очередь в Тюменской области. За несколько секунд перед глазами промелькнули картинки. После прочтения рассказа «Возвращение» земляки целыми эшелонами возвращаются в родной Башкортостан. «Сколько всего рассказов у тебя есть?» Этот вопрос вернул Ильгама из мира грез на землю. 6. Так, значит 6. Руководителю пришла какая-то идея. На машинке сколько это страниц получится? Кажется 50 с лишним. Значит, больше 2 листов. Каких еще листов? Ну уж не капустных в огороде.
Заруби себе на носу, один учит на издательский лист, это 24 страницы на машинке. Вот, например, он откуда-то извлек тоненькую книжку и открыл ее на последней странице. Сколько условно-печатных листов написано? 4,5. Значит, 4,5 умножаем на 24, получается 108, быстро сосчитал Ильгам. Значит, в этой книге 108 машинописных страниц текста, добавил он. Так точно, улыбнулся руководитель. Сейчас понял, надеюсь, что такое условно-печатный лист? Да уж понял, довольно улыбнулся Ильгам. Чем больше листов, тем туже качан, оба расхохотались над шуткой. На самом деле так, продолжил Хакимагай. Чем больше условно-печатных листов книги, тем больше гонорара, а значит уже кошелек. Руководитель продолжил беседу уже серьезно. Итак, Ильгам, говори 6 рассказов. 2 уже опубликованы в республиканской печати. Принеси завтра еще один, напечатаем в нашей газете. Только не в возвращение, его надо дать в республиканской печати, а что-нибудь покороче. Ильгам радостно кивнул в знак согласия. Потом сделаем вот что, с этого дня принимайся за творчество, засучив рукава, доведи произведение до 4 листов, Хакимагай улыбнулся. Напечатай хорошо на машинке, собери в сборник и принеси нам на проверку. Пока готовится книга, в периодической печати выйдет еще несколько рассказов, они у тебя ходовые. Если рукопись пройдет проверку, то сдадим в печать. Ильгам и раньше задумывался о сборнике рассказов. Но у него было несколько иное мнение о своей книге. Хакимагай, я хотел сказать, Ильгам несколько замялся. Мне бы не хотелось, чтобы первая книга была такой тоненькой. Раз уж выпускать, то надо быть посолиднее. Хакимагай удивленно уставился на Ильгама. Как это, посолиднее? Ильгам сперва замялся, не зная как ответить, и растерянно обвел комнату глазами. На столе лежал том романа Карасакл. Ильгам обрадовался и схватил книгу. Вот такую книгу неплохо было бы выпустить. Руководитель объединения расхохотался, сотрясая всю комнату. «Умереть можно со смеху», — сказал он, утирая платком выступившие слезы. «Конечно, похвально твое стремление издать такую солидную», — он сделал ударение на этом слове, выразительно посмотрел на Ильгама, «книгу. Верю, что и ты когда-нибудь начнешь писать такие произведения. Но помни одно, что многие знаменитые писатели начинали свой творческий путь с таких тонких, даже меньше этой, книжек. Твоя первая книга, если будет в 4,5 листа, это уже очень хорошо». Ильгам все равно остался при своем мнении. Он привык не особо прислушиваться к советам других и все делать по-своему. Во всяком случае, он не подготовит на проверку такую тонюсенькую книжку, а постарается принести 5-6 листов. Ильгам вышел из литобъединения в приподнятом настроении. Посмотрел на часы, пора было домой. Еще успеет перекусить и пойдет на занятия в кружок. Хорошо, что основная работа оставляет время на творчество. Занятия в кружке Ильгам проводит 5 раз в неделю. С 5 до половины 7 тренирует ребят средних классов, с 7 до 9, подростков постарше обучает секретам боевых искусств. Конечно, тренерская работа требует выдержки, зарплата не ахти какая, в год надо выступить на 5-6 соревнованиях. Зато дневное время он может целиком посвятить творчеству. Сегодня после работы нужно будет засесть за новый рассказ. Как раз близится полнолуние. Завтра уже будет нельзя, потому что вторник. Сколько раз проверял Ильгам, во вторник дело лучше не начинать. Ильгам довольно серьезно относится ко всякого рода приметам, предсказаниям. Он чувствует, что существуют в природе некие тайные силы, еще не познанные человеческим разумом. Они оказывают благотворное влияние на человеческую жизнь или, наоборот, негативное. Народная мудрость, основываясь на тысячелетнем опыте наблюдений, заложила это в свою этику, обычаи, традициях в форме обрядов, поверий. Нет, так называемые предрассудки возникли не на пустом месте. Примета – это знак свыше для того, кто ищет и верит.
3 недели Ильгам работал, не поднимая головы. За это время он успел написать 2 больших рассказа. Переписал на бело, перечитал снова и остался доволен. Кажется, получилось очень хорошо. За последнее время Ильгам похудел, осунулся. Потому что не может он работать равнодушно. Творит от всей души, от всего сердца. Когда он пишет, то горит, в прямом смысле этого слова. Когда рождается произведение, ему не до сна, бывает даже глаз не сомкнет за всю ночь. Еще до занятий литературным творчеством Ильгам думал, что писатели сидят за столом перед чистым листом бумаги, вынуждены придумывать различные истории и жизни вымышленных персонажей, их отношения, различные события. В общем, трудная профессия. Оказалось, все не так. Творчество – это восхитительная штука. Когда занимаешься этим делом, то благодаря какому-то чуду расширяются горизонты твоего сознания, в голову приходят невероятные мысли, ты переживаешь неописуемое чувство, дух творчества уносит тебя на крыльях полета выше звезд. Ему захотелось поделиться плодами своего творчества с кем-то из писателей, кто уже распробовал вкус творческого родника. Сегодня суббота, в литобъединение выходной. Но Ильгам, скорее всего, и не пошел бы туда. Не то Хакимага подумает еще про него, прибегает сюда с каждым рассказом. Надо стараться вести себя серьезно, чтобы выглядеть солидно. Как-никак молодой писатель, который готовит первый сборник. Вдруг Ильгам вспомнил о Таймасе. Уточнил по блокноту адрес, быстро собрался, взял с собой рассказы и вышел из дома. «Единомышленники» или гостиница Жоржа Амада. В общежитии Ильгам отыскал нужную комнату и постучал в дверь. «Входите, входите!» — крикнули ему из-за двери. Ильгам вошел в комнату. Таймас был один, сидел за столом и что-то писал. Ильгам, проходи, здравствуй», — поприветствовал он своего гостя. «Кажется, я тебя отрываю от дела». Ильгаму стало неловко за свой внезапный визит. «Нет, нет, сегодняшнюю норму я выполнил уже. Целый день писал. И где семья? Вчера только отвез жену с детьми к ее родителям. Здесь недалеко. Пусть отдохнут, развеятся. Да и мне спокойно можно поработать», — улыбнулся он. «Сам понимаешь, когда семья дома, работать невозможно. А в такие дни как работаешь? В читальном зале Центральной библиотеки. Хорошо хоть близко находится. Нормально устроился», — улыбнулся Ильгам. «Я вот 2 рассказа написал, хотел тебе показать», — объяснил он цель своего прихода. «Давай посмотрим». Таймас, явно заинтересовавшись, раскрыл принесенную Ильгамом тетрадь. «In vino veritas», фантазия на тему любви, многообещающее название, воскликнул он. «На, и ты пока почитай мой рассказ». Таймас протянул Ильгаму довольно толстую рукопись. В комнате воцарилась тишина. Время от времени был слышен шелест переворачиваемых страниц. Где-то через полчаса Таймас начал делать заметки на листе. Наконец, Ильгам дочитал последнюю страницу рукописи. «In vino veritas», на мой взгляд, очень интересная вещь. Я, конечно, не специалист. Но ты создал совершенно новый, ранее не встречавшийся не только в башкирской, но и в русской литературе образ героев. Интересно, почему писатели раньше не обращали внимания на этот тип человека? Он ведь довольно часто встречается в жизни. Талантливый юноша, наделенный природой умом, способностями, не смог реализовать себя в нашей далекой от совершенства жизни. Его не удовлетворяет окружающая среда, он чувствует себя не на своем месте и страдает от этого. Не найдя другого выхода, он придумывает для себя совершенно противоположный нашему реальный мир, в котором и живет. Ты правильно понял идею рассказа, просветлело лицо Ильгама. Да, чуть не забыл. При чтении рассказа одно бросается в глаза: своего главного героя ты со всех сторон охарактеризовал положительно. Это не соответствует правде жизни. Сам знаешь, даже у идеального человека можно найти отрицательные черты. Добавь несколько отрицательных штрихов к портрету своего героя. Ты подкинул мне неплохую мысль, обрадовался Ильгам. Когда перечитывал рассказ, у меня тоже появилось ощущение,
что чего-то не хватает. А как тебе фантазия на тему любви? Таймас не раздумывая заявил. Без лишних слов скажу, очень хорошо. Убежден на все 100%, что ни одно республиканское издание не откажется от такого рассказа. Таймас на несколько секунд задумался и серьезно добавил. Наверное, это маленький шедевр. Я тоже так думаю, улыбнулся Ильгам. Оба засмеялись. А что ты скажешь о моем творении, поинтересовался Таймас. Во-первых, что сразу бросается в глаза. Очень серьезно начал Ильгам. Ты многословен, рассказ перенасыщен липкими деталями. Они отвлекают читателей от основной мысли. Вот, например, Ильгам зачитал несколько строк рукописи. Зарисовки вялые, не хватает динамики. Замечу и сильные стороны, описание природы как у настоящих художников. Умеешь ставить проблему, выбрал актуальную тему. Короче, Ильгам шутливо завершил критику рассказа, 2 вещи из 3, тех, что отличает великих классиков от простых писателей, у тебя налицо: искренность и проблемность. К сожалению, чтобы занять место в ряду с классиками, тебе не хватает одного – художественности. Оба посмеялись от души. Таймас взял чайник и пошел на кухню, которая находилась в коридоре. «Давай, попьем кофе», – предложил он, возвращаясь с дымящимся чайником. «О, бразильский кофе!» – удивился Ильгам, увидев банку. «Где достал такой дефицит?» «Жорж Амадо прислал на днях», – спокойно ответил Таймас. Ему стало известно, что я вот-вот войду в ряды классиков. Они представили, как всемирно известный бразильский писатель собирает посылку, и рассмеялись. За чашечкой ароматного кофе Ильгам рассказал о своем социологическом исследовании. Народ до такой степени подавлен, пассивен, не понимает и не принимает идею перестройки. Почти все ругают и Горбачева, и его реформы, ни во что не верит, посетовал Ильгам. А станет ли народ верить правительству, которое обманывало и обворовывало его на протяжении 73 лет? Если подумать, то можно ужаснуться. Крестьян притесняли, доили, словно скотину, унижали интеллигенцию, рабочий класс, на словах возвеличенной до гегемона революция, на самом деле бесчеловечно эксплуатировали. Как думаешь, почему перестройка не приносит пользы, а наоборот, дает только обратный эффект? О, много причин, протянул Таймас, но самое главное в том, что боимся решительных смелых реформ в области экономики и политики, топчемся на месте. Но такие реформы приведут страну к капитализму. Но под оболочкой социализма невозможно проводить перестройку, возразил Таймас. Во всяком случае в нашей стране и с нашим народом. Он задумался. Может быть, в странах поменьше, таких как ГДР, Польша, Венгрия или Чехословакии, с народом высокой культуры, разумно подчиняющихся порядку и закону, и можно было бы ее провести. И опыт проведения реформ у них есть, вставил слово Ильгам. Таймас, видимо, много размышлял над этой проблемой, потому что тут же заговорил жаром. Страны с так называемым социализмом не спасешь экономическими реформами, это все равно что косметический ремонт в аварийном доме. Впрочем, рано или поздно придется отказаться от искусственного социализма, который не признавал человеческой психологии, формировавшейся миллионы лет с лозунгом «я», «мое», а не с принципами первобытного коммунизма «мы», «наше». Ведь социализм – красивый с виду, но парализованный с рождения ребенок. Этого обреченного инвалида у нас пытались реанимировать 73 года. Подумай сам, занимая 1/6 часть суши, обладая бесценными природными ресурсами, бескрайними плодородными землями, Советский Союз не мог даже прокормить себя, обеспечить хлебом. Мы были вынуждены продавать за границу миллиарды кубометров леса, миллионы тонн нефти, газа, железа, золота и серебра, чтобы купить импортное зерно. Разве этот факт не подтверждает мысль о том, что мы искусственно выкармливали парализованного ребенка? Социализм переживает кризис не только у нас. Общий кризис давно уже разрушает социалистический лагерь. И это естественное явление. Нежизнеспособный организм, искусственная система должны в конце концов развалиться как песочные замки.
Такое государство держится лишь на тоталитарном режиме. Вообще, коммунизм возможно построить только на бумаге. У коммунизма имеется и много положительных сторон, возразил Ильгам. Все положительные стороны его уже усвоены современным капитализмом. Например, там широко распространена коллективная собственность, сильны социальные гарантии. Тайма замолчал, стараясь припомнить третий пример. «Высоко ценятся права человека», — добавил Ильгам. «Вот-вот, точно», — одобрительно закивал головой Таймас. «А хочешь, приведу тебе пример, самым красноречивым образом свидетельствующий в пользу капитализма?» — спросил он. Получив утвердительный ответ, Таймас пригладил усы и с явным удовольствием стал рассказывать. «Недавно прочел я книгу Евгения Евтушенко. В своих путевых заметках он написал о поездке по туристической путевке в ГДР. Приехали в город, устроились в гостинице, зашли в продовольственный магазин. Увидев там 20-30 сортов колбасы, один учитель из их группы от удивления впал в шоковое состояние и несколько раз произнес с досадой: «Мы же их победили». Мол, почему же мы, победители, живем гораздо хуже побежденных? Как это понять? В чем дело? Далее, Евтушенко пишет, что случилось бы с тем бедным учителем, если бы он узнал, что в соседней ФРГ в магазинах продается не 20-30, а под 200-300 сортов колбасы. Он без сомнения упал бы в обморок. А теперь давай сравним, продолжил Таймас. В СССР и ГДР – социализм. Но почему в ГДР уровень жизни выше? Немцы – народ аккуратный, дисциплинированный, трудолюбивый и культурный, сказал Ильгам. Не спорю, подтвердил Таймас, эти качества народа имеют очень важную роль. Но почему же в ФРГ уровень жизни во много раз выше, чем в ГДР? Ведь в этих двух странах живет один и тот же народ – немцы. В чем причина? А все дело в системе, ответив на свой же вопрос, завершил мысль Таймас. После некоторого молчания Ильгам ответил. Да, это бесспорно, яркий пример. Ты вообще хвалишь капитализм, приводя серьезные аргументы, улыбнулся он. Не я один хвалю. С началом перестройки все средства массовой информации начали агитацию в пользу капиталистической системы. Я тоже это заметил. Только никто не заявляет напрямик народу, что пора переходить к капитализму. Вели это сделать, то оболваненный за 73 года народ не примет и начнутся беспорядки, поднимут бунт. Значит, первым делом идет обработка общественного мнения, пришел к выводу Ильгам, вспомнив свою мысль, которую недавно записал в дневнике. Вот именно, улыбнулся Таймас, повторив свое любимое выражение. После стольких лет жизни в социалистической системе переходить так быстро к капитализму кажется очень страшным, сказал Ильгам. Во-первых, даже при большом желании сделать резкий переход не удастся, ведь строить капитализм заново – задача не из легких. Только разрушать легко и быстро. Во-вторых, другого пути развития и у нас нет. К сожалению, история человечества не знает другого общественно-политического устройства, пригодного для современной жизни. Даже при переходе к капитализму нам не удастся быстро достичь уровней развития таких стран, как Дания, Швеция, ФРГ, США. Это же ясно как божий день. Не окажемся ли мы по воле Рока снова в XIX веке, на заре капитализма, когда он был весьма жестоким и неприглядным? Действительно, такая опасность существует. Продуманные, обоснованные политические, экономические и социальные реформы смогли бы уберечь дисциплинированный, трудолюбивый, культурный народ от скатывания в прошлый век. К сожалению, Россия такая страна, у нас любые прекрасные идеи и программы всегда терпели фиаско. Причина этого феномена в следующем: искусственная тоталитарная система успела испортить народ. Да, капитализм в ближайший период не приведет Россию в рай. Наоборот, он будет безжалостным и принесет многим безработицу, бедность. Ведь по законам эпохи накопления начального капитала средства производства, скорее всего, попадают в преступные руки. Пройдет еще несколько десятков лет, прежде чем из наших портократов, мафиозников, спекулянтов, жуликов,
привыкших заботиться лишь о своих сиюминутных интересах, вырастет класс капиталистов-производителей, проявляющих, как на Западе, заботу о всех членах общества. Не станет ли народ выступать против реформ из-за хаоса в стране, спекуляции, преступности, безработицы, нищеты, резкого падения уровня жизни? Если протократы воспользуются ситуацией и установят диктатуру с целью реставрации тоталитарной системы, спросил Ильгам с сожалением в голосе. Это очень даже возможно, задумчиво ответил Таймас. Россия слишком непредсказуема, здесь ничего нельзя гарантировать. А если установить диктатуру и восстановить социалистическую систему, то чем закончится дело известно. После того, как бездарно будут израсходованы все природные ресурсы в обмен на питание, мы придем к окончательному краху. Ресурсы тоже не безграничны, на наш век еще хватит, но что мы оставим детям, внукам? Да, если дело так обернется, то потомки нас проклянут, сказал Ильгам. После некоторого раздумья он произнес: следовательно, нам ничего не остается, как потуже затянув пояса, постараться пережить трудные времена. Да, у нас нет другого выбора, ответил уверенно Таймас, только через безжалостный капитализм мы сможем войти в мир цивилизованных государств. После некоторого молчания Ильгам продолжил размышления. Если капиталисты смогли усвоить положительные стороны коммунистического учения Маркса, значит эта философия сослужила какую-то пользу человечеству, дала толчок развитию. А вот Октябрьской революции. Значит, она нам вовсе не была нужна. А наши деды зря поднялись на восстание. В истории ни одно событие не бывает зря, ответил Таймас. Возможно, Октябрьская революция должна была послужить всему миру уроком. Но почему она произошла именно в России, вспыхнул Ильгам. Конечно, если не брать в расчет позицию Ленина по этому вопросу, задумчиво добавил он. Видимо, это связано с отсталостью России от стран Европы, с национальным характером русского народа. Как ни смотри, но типичный русский капиталист был тупым и ограниченным невеждой. Не хотел и не умел идти в нужный момент на уступки. В конце концов все дело опять-таки упирается в культуру народа. Мне в голову внезапно пришла следующая мысль: ты не удивляйся, я немного мистик, сказал Ильгам. Из истории мы знаем, со времен Ивана Грозного Россия беспрерывно росла за счет завоевания соседних территорий и подчинения их народов. Может быть, социалистическая революция стала расплатой за это, что она совершилась как проклятие всех этих народов? Интересная мысль, задумчиво произнес Таймас, может все так и есть. А как отразилась Октябрьская революция на судьбе башкир и других малочисленных народов России? Положительно или отрицательно? Башкиры от Октябрьского переворота получили больше вреда, чем польза, погибло 1 миллион человек. Если до революции башкир было около 2 миллионов, то сегодня мы едва достигли 1,5 миллиона человек. За годы советской власти численность башкир сократилась. Происходила активная политика на разрушение нашей национальной культуры, языка, обычаев. Короче, если бы тоталитарный режим продержался еще 30-40 лет, то башкиры исчезли бы с лица земли. Эта же участь ждала все малые народы России. Пропаганда в последние годы твердила одно: в СССР сформировалась такая общность людей, которая называется советский народ. Даже в графе «национальность» в паспорте собирались писать «советский». От советской власти пострадали и другие народы, некоторые даже больше, чем башкиры. Гибель народов Севера я видел своими глазами, когда там работал. Средняя продолжительность их жизни – 30-35 лет. Процветает пьянство. В семье пьют все поголовно, и родители, и дети. А что им еще остается? Заниматься охотой невозможно, все зверье сбежало от грохота машин и тракторов, от шума нефтяных и газовых установок. Ловили бы рыбу, все реки отравлены отходами. В магазинах, шаром покати, только водку и продают. Короче говоря, народы Севера вымирают на глазах. И это уничтожение, на совести советской власти. А куда смотрит правительство? Об этой трагедии должно быть известно высокому начальству, сердито спросил Ильгам.
Конечно, известно. Я считаю, это целенаправленная политика правительства на уничтожение народов Севера. Советская власть не истребляет их оружием, а, лишив возможности жить своими традиционными промыслами, спаивает их до смерти. Какая же польза правительству от их полного вымирания? В таком случае для московских чиновников сама собой решится проблема коренных народов Севера. Это ужасно, воскликнул Ильгам. Если у нас народы Севера вымирают, то на Аляске они живут очень хорошо. Недавно показывали по телевизору, прилично одеты, лица просветленные, в глазах гордость и духовность. А уничтожение коренных жителей Севера у нас – сущность двуликой национальной политики СССР. Там она ведется самым неприглядным, незамаскированным способом. А здесь, у нас, стараются вести работу тоньше, скрытно, рубят корни родному языку и культуре. А цель одна – истребить все народы, а тех, кто выживет, русифицировать. Не зря же в произведениях русских писателей без конца натыкаешься на русский дух, русский характер, русский лес, русскую березу, русскую зиму, русскую женщину, русскую баню, русскую печь, русские блины. Можно подумать, что в СССР нет других народов кроме русского. И в результате за границей многие даже не подозревают о существовании в Советском Союзе более 100 других национальностей. В мире знают о таких небольших государствах, как Заир, Зимбабве, Монако, Люксембург, но никто не слышал о прекрасной стране Башкортостан, которой в 3 раза больше Бельгия и в 4,5 раза больше Голландия. Да, протянул Ильгам, перестройка открыла нам глаза на многое. На некоторое время в комнате стало тихо. Собеседники сидели в глубокой задумчивости, словно мудрецы, постигшие тайны прошлого и будущего всего мира, судьбы народов и человечества и даже способные решить их. Предвидеть будущее не так легко, как обозревать историческое прошлое. Эх, если бы все было так просто и ясно, как вы себе представляете. Первым прервал молчание Ильгам. О политике мы поговорили достаточно много, давай обменяемся мнением и по литературе. Как ты думаешь, в наше время, когда рушатся идеалы, по какому пути пойдут представители искусства и литературы, опираясь на какие идеи станут заниматься творчеством? Я недели 2 назад написал статью в Яшлик по этому вопросу, улыбнулся Таймас. По привычке, пригладив усы, стал неспешно рассуждать. По-моему, здесь не нужно изобретать всем известный велосипед. Как ни парадоксально на первый взгляд, я считаю, что мы обратимся к идеям эпохи Просвещения, знакомые нам с XVIII века. Если не брать во внимание отрицание религии, то Просвещение дало миру много ценных идей, например, опоры на разум, призыв к гармонизации социальных отношений по канонам окружающей человека природы и многое другое. Это великие, правильные и полезные для общества идеи. Значит, Вольтер, Монтескье, Руссо, Ломоносов, Акмула были на правильном пути. О том, что они были правы, говорят факты. В США, Дания, Швеции, Швейцарии и других передовых капиталистических странах удалось построить богатые, гуманные, правовые государства благодаря идеям просвещения. Есть даже такое понятие, как шведский коммунизм. Да, я об этом слышал, согласился Ильгам. Идеи эпохи Просвещения в СССР в ближайшее время могут стать весьма актуальными. Ведь у нас взялись за строительство капитализма, продолжал Таймас. Как я сказал раньше, наши доморощенные капиталисты из числа протократов, спекулянтов, мафиозников, привыкшие думать только о своей выгоде, нуждаются в многолетнем воспитании искусством и литературой в идеях просвещения. А метод, спросил Ильгам. Какой метод придет на смену методу социалистического реализма? Без всякого сомнения, национальный реализм, ответил уверенно Таймас, метод национального реализма, основанный на очень богатом устном народном творчестве башкир. Если представить себе мировую литературу в виде разноцветной тесьмы, вобравшей в себя все многообразие духа, национального облика и культуры населявших земной шар народов, то башкирские писатели должны добавить неповторимую яркую краску в нее.
Через некоторое время Ильгам кинул взгляд на часы. Давно было пора домой. Он наспех распрощался и поспешил к дверям. Таймас проводил его до улицы. Когда Ильгам скрылся в темноте, внезапно Таймасу пришла в голову мысль: он пишет сильнее меня. И где-то в глубине души шевельнулось чувство, похожее на зависть. Это чувство показалось Таймасу грязным для его чистой души. Поэтому он постарался сразу же с корнем вырвать даже мысли об этом. «Смотри-ка», — восхищенно подумал в свою очередь про Таймаса Ильгам. Технократ по образованию, а разбирается в литературе как специалист, эрудирован, сильно мыслит. Выгодная шабашка, подержанная машина и 2 мешка сахара. В мае Ильгам написал еще несколько рассказов. В начале июня, когда они с Таймасом собирались отправиться в путешествие по Башкортостану, к нему пришел бывший тренер Владимир Петрович. Как обычно, он сразу с порога заявил: «Выгодная шабашка есть, тебя беру бригадиром». Ильгам несколько растерялся. Конечно, неплохо было бы заработать много денег. Недавно Альфия все уши прожужжала о том, что Шамиль купил новенькие «Жигули» 9-й модели. «Только ты не чешешься. У меня ведь были другие планы», — сказал Ильгам. Теперь удивляться пришлось Владимиру Петровичу. Он даже с любопытством спросил: «Какие еще планы? Или кто-то больше денег предлагает?» «Да нет. Хотели поездить по Салаватскому району». «Зачем?» — спросил был и Владимир Петрович и, не дожидаясь ответа, предложил: «Если работа выгодная, меня возьми в компаньоны. На здешнюю шабашку найду другого бригадира». У Владимира Петровича загорелись глаза в предвкушении выгодного дельца. «Да не за деньгами я туда иду», — посмеиваясь, сказал Ильгам. «А зачем? Как тебе объяснить? Короче, уже примерно полгода я пишу рассказы, статьи». «Зачем?» — вновь изумился Владимир Петрович. «Как зачем?» Ильгам даже и разозлился. «Творчество для меня духовная сила, можно сказать, смысл жизни. Очень много платит за это, что ли?» После недолгого молчания шепотом поинтересовался Владимир Петрович, почесав бороду. Ильгам постарался ответить как можно спокойнее. «Нет, гонорары пока получал копеечные. Отчего ты голову себе морочишь? Лучше деньги делай, как я. Говорю же, духовная сила». Начал был Ильгам и, натолкнувшись взглядом на своего собеседника, осекся. Тот смотрел на него, как на сумасшедшего человека. Владимир Петрович всегда был человеком приземленным, его коренастая фигура словно подчеркивала это. На миг Ильгаму показалось, что перед ним не его тренер, а, скорее, удалой купец из прошлого столетия. «Если откажешься от этого предложения, будешь дурак дураком». В этот момент домой вернулась жена Ильгама. Владимир Петрович почувствовал, что получит поддержку с другой стороны, поэтому пропел: «Альфиюшечка, муженек твой меня не слушается, как бы уперся». «Ты почему взрослых не слушаешься?» — в тон ему ответила Альфия и погрозила мужу пальчиком. «Такая выгодная шабашка, председатель колхоза, мой приятель, договор подпишем на приличную сумму. За лето нам машину деньги сделает, а он отказывается, бессовестный». У Альфия после этих слов загорелись глаза. Ильгам, наоборот, не поверил Владимиру Петровичу. «Заливает, наверное, как всегда», — подумал он. В конце концов Ильгама с трудом уговорили ехать на шабашку. Он предложил Таймасу ехать вместе с ним, но тот отказался. Таким образом, Таймас отправился в путешествие по Башкортостану, а Ильгам — Колымить. Все лето, с июня по сентябрь, молодой писатель провел на шабашке. С рассвета и до заката они ремонтировали коровники на фермах. Отдыхали 1 день в неделю. За все лето Ильгаму не пришлось заниматься творчеством, не было времени даже подумать об этом. Впрочем, можно сказать, что в этом году он и не видел лета. Вместо этого он заработал неплохие деньги. Когда в середине сентября пришел Владимир Петрович и вручил ему 2 пачки 25-рублевок, Ильгам не поверил своим глазам. Было чему удивиться, сразу получить свою зарплату за 2 года. Он и не надеялся на такую оплату. Прикидывал, что получит 1002. Конечно,
И пропотеть им пришлось. Ильгам знал, как потратить эти деньги. Он купит машину. Альфия сразу примолкнет. Да, и среди родственников и соседей уважение повысится, если будет иметь машину. Владимир Петрович словно угадал мысли Ильгама. Если хорошо поторговаться, можно купить с рук подержанный «Жигули» первой модели. Могу помочь. Если покупать, то хотелось бы поновее. А еще есть какие-то сбережения. 1000 рублей. У мамы можно кое-что занять. Тогда собери деньги и в воскресенье пойдем на базар, сказал Петрович, который жил по принципу «куй железо, пока горячо». Казиме машины цена падает, может немного подождать? Нет, с этим делом тянуть нельзя, цены растут изо дня в день. Как и договаривались, в воскресенье отправились на базар. Прямо от ворот рынка выстроились нищие. К сожалению, в последнее время очень много стало попрошаек. Они направились сразу в ту часть рынка, где торговали автомобилями. Осмотрев почти всю машины, приглядели «Жигули» третьей модели. Владимир Петрович испытывающе посмотрел на простоватого по виду продавца. «Почем?» «12». «Ого!» — округлил глаза Петрович. Он с видом знатока начал осмотр кузова. «Да-да», — покачал он головой. Затем заглянул в салон и тщательно все осмотрел. «Откройте капот». Пока владелец «Жигулей» возился с капотом, Владимир Петрович незаметно показал Ильгаму большой палец, мол, хороша машина. Ильгам расстроенно подумал, хвали, не хвали, даже если продавец чуть уступит в цене, денег все равно не хватит. «Заведи двигатель, послушаем», — снова распорядился Петрович. Послушав двигатель, озабоченно протянул. «Да-да. Давай прокатимся». «Садитесь», — продавец предложил Владимиру Петровичу место рядом с собой. «Нет, нет», — испуганно замахал руками тот. «Я сяду на заднее сиденье». Когда машина тронулась с места, он заговорил. «Весной пришлось увидеть аварию, с тех пор на переднее сиденье не сажусь. Вообще, стараюсь садиться в автомобиль крайне редко. Лучше пешочком пройдусь или на автобусе». А зрелище было не из приятных: залитый кровью асфальт, размаженные мозги. Человеческий мозг розового цвета, оказывается. Увидев все это, я продал свою машину, на которой ездил 8 лет. Ильгам удивленно взглянул на своего бывшего тренера. О чем это он? Ведь только что приехали на его машине. Владимир Петрович бросил взгляд на побледневшего владельца машины и продолжил. Впрочем, в наше время все умные люди стараются продать свои автомобили. Потому что дороги плохие, аварий случается много, техобслуживание на низком уровне, цены на бензин постоянно растут. Вот ты, например, обратился он к хозяину машины. Прослышал о скорых изменениях на авторынке нашей страны, поэтому и стараешься поскорее сбыть машину с рук. Какие еще изменения? Сразу заинтересовался владелец «Жигулей». Не прикидывайся. Неужели не слышал? Нет, ничего не знаю, простодушно признался хозяин машины. Правда? Да. В ближайшем будущем иностранные капиталисты заполнят наш рынок своими иномарками. Владимир Петрович сказал это с таким видом, будто открыл великую тайну. С полминуты ехали молча. Затем он похлопал по плечу хозяина машины, словно лучшего друга. «Ты правильно делаешь, что сдаешь машину, потому что через полгода будешь просить за нее не 12, а всего 3000». По раскрасневшемуся лицу хозяина машины трудно было понять, разволновался он или разозлился, но тот резко нажал на педаль газа. «Не гони! Ради бога, не гони!» — закричал Владимир Петрович. «Фу!» — опять перед глазами разбрызганные мозги мелькнули. Б. Передернулся он всем телом. Владелец «Жигулей» снова побледнел. Владимир Петрович сделал вид, что ничего не заметил, и продолжил разговор. «Сколько говорил братишки, не торопись, чем с рук старей покупать, лучше подкопи денег и через годик купить иномарку». Нет, он картина хлопнул себя по ноге. И слушать не хочет, быстрее хочется ему на машине кататься. Сейчас разве младшие слушают старших?
«О каком братишке говорите?» — спросил владелец «Жигулей», удивленно переводя взгляд с Петровича на Ильгама. «У меня братишка один, рядом с тобой сидит, остальные все сестренки», — не моргнув глазом выпалил Владимир Петрович. «Какой же он тебе братишка?» — недоверчиво переспросил хозяин машины. «Ты, натуральный русский, а парень, видно, что мусульманин. Что ты шалишь, брат? Ха-ха-ха, нам эти слова не ты один говоришь, брат», — захохотал Петрович и, глядя в глаза, продолжил вешать лапшу на уши. «Он мой внебрачный братишка, ха-ха-ха». Ильгам густо покраснел и обернулся к Петровичу. Он уже был открыл рот, чтобы остановить своего бывшего тренера, как тот незаметно толкнул его в плечо. «Ладно, ладно, на правду не обижайся. Самое главное, что мы признаем свое кровное родство», — дружелюбно сказал он. «Вот нахал», — подумал Ильгам, но говорить ничего не стал. Владимир Петрович велел остановить машину. «Да, браток, запорол ты свой движок, на полгода хватит ли?» — заявил он. «За 10 лет всего 58 тысяч километров пробега», — возразил хозяин, правда, в его голосе послышалась неуверенность. Петрович тут же заметил это. «Значит, вовремя техобслуживания не проходили, или плохо, и как отрезал?» 6 тысяч. Что растерялся тот? «Можем дать 6 тысяч», — повторил покупатель. Хозяин «Жигулей» выглядел, словно рыба, выброшенная на берег. Наконец, он пришел в себя. «Вы что, ребята? Отец старый, да и я толком не ездил. Машину с 58 тысячами километров пробега и всего за 6 тысяч. Вот-вот, простояла в гараже, кузов-то весь изгнил», — стоял Петрович на своем. Хозяин «Жигулей» помолчал какое-то время и серьезно заявил. «Нет, ребята, если за 6 тысяч отдам, жена меня домой не пустит». Владимир Петрович долго торговался с хозяином. Ильгам сидел молча. Когда те почти сторговались на 9 тысячах, у Ильгама испортилось настроение. Если кузов гнилой, двигатель плохой, это сколько еще денег надо будет вложить в ремонт? Столько он заплатить не сможет, да и в кармане у него всего 7 тысяч. Ильгам решил закончить торг. Ремонт кузова и двигателя влетит в копеечку. «Не буду брать эту машину. Идем, Владимир Петрович», — сказал он и открыл дверцу «Жигулей». Петрович одобрительно взглянул на братишку и потянулся к выходу. 8,5, не выдержал хозяин. «Нет, тут еще 1003 придется вложить, чтобы привести машину в порядок». «У меня столько денег нет», — отказался Ильгам. Только он собрался было выйти из машины, как Владимир Петрович незаметно для хозяина нажал плечо Ильгама. «Сиди, не дергайся. 8 тысяч, плюс к этому 2 мешка сахара», — неожиданно предложил он. И это предложение заставило хозяина «Жигулей» надолго задуматься. Сейчас сахар был твердой и надежной валютой. Поэтому владельцу машины это предложение показалось очень заманчивым, и он, наконец, согласился. Недостающую 1000 рублей одолжил Владимир Петрович. Купленную машину Ильгам поставил около дома и с нетерпением стал ждать своего бывшего тренера, который вскоре подъехал. Не успел тот выйти из машины, как Ильгам накинулся на него с вопросами. «Где я возьму деньги на новый двигатель и ремонт кузова?» И так по горло в долги влез. Петрович захохотал на всю улицу. «Ха-ха-ха. Вот дурак. Так ты даже не понял, как ловко я надул этого лоха. Двигатель работает как часы, да и кузов отличный, ха-ха-ха. Сливки общества и таксисты-частники. Обмыть покупку решили в сауне спорткомплекса, где работал Ильгам. Народу собралось не так много, несколько тренеров, под 6 спортсменов, 2 привел с собой Владимир Петрович. «Познакомьтесь, сильные мира сего, тренеры и спортсмены», — сострил он, представляя своих спутников. «А это, гении нашего времени, богачи, короче, сливки нашего общества, бизнесмены Иван Никифорович и Алексей Ермолаевич». Они самодовольно кивнули в знак приветствия. Иван Никифорович, пучеглазый полный мужчина, и его приятель, щуплый, плутоватый Алексей Ермолаевич были уже податые. Хорошенько попарились,
Поплавали в бассейне, затем все сели в комнате отдыха. Ильгам достал водку, закуску. «Ладно, за твою машину. Удачной езды тебе. Пусть не ломаются», высказались все и выпили по рюмке. Владимир Петрович рассмешил всех рассказом о том, как надул бесхитростного продавца. Иван Никифорович довольно загоготал. Так и надо таким лохом. Он смачно облизнул пальцы после селедки, вытер их о свои волосатые ноги и потянулся к рюмке. Бизнесмен Алексей Ермолаевич выковырял из зубов кусочек мяса своими длинными ногтями и сплюнул его. Кстати, кусочек мяса попал к соседу в стакан с минералкой. Ему тоже пришелся по вкусу рассказ Владимира Петровича. «Правильно говоришь. Олухам так и надо». Алексей Ермолаевич подцепил масляными руками свою рюмку и одним махом опрокинул в рот. На следующий день Владимир Петрович привел Ильгама на стоянку, где собирались извозчики и частные таксисты. По дороге в машине Петрович завел разговор. «Таксовывать очень выгодно. Будешь с умом этим заниматься, а купишь машину за год. Сегодня я познакомлю тебя с тонкостями этой работы. Через неделю-другую куплю права тебе по знакомству, начнешь сам возить. Я хотел выучиться как следует на водительских курсах». Владимир Петрович оглушительно рассмеялся. «Не мели чушь. Чем проводить несколько месяцев попусту, деньги заработаешь за это время. Я и сам не ходил на курсы. Подучил немного правила и купил права. Сам видишь, вожу неплохо. Значит, предлагаешь мне таксовать?» «Конечно. Я говорю же тебе, прибыльное это дело. Многие частники к тому же торгуют водкой. Берем ящиками в магазине по 30-ке, сплавляем клиентам. Сам знаешь, водка в магазине по талонам, а алкаши, пруд-пруди. С каждой бутылки, 100% прибыль. А милиция не ловит? Ха-ха-ха. Моя милиция меня бережет». Владимир Петрович пропел. «Везде все схвачено, за все заплачено. В милиции свои ребята, у нас там целые организации», сказал он уже серьезно. «Свой профсоюз, свои законы, связи. Со временем сам все узнаешь. Одно запомни, будешь иметь дело со мной, не пропадешь. Сейчас в моей компании Витька Фролов, он тоже бросил тренерскую работу, и Славка Рысков. Правда, Рысков толком не работает. Стесняется брать деньги с клиентов, размазня. Ничего, воспитаем. Думаю, на стоянке возьмем власть в свои руки. Самое главное – держаться вместе. Кличка нашего шефа – Слон, Пашка Слон. У него 7-8 приближенных к нему людей. Нас мало, но мы в тельняшках, ха-ха-ха. Рано или поздно возьмем власть в свои руки», — повторил Петрович. «Ты как мафиози, говорит, начал», — рассмеялся Ильгам. То довольно хмыкнул. «Не мафиози, а бизнесмен». На стоянке было около 15 легковых автомобилей. Таксисты собрались в группу и о чем-то толковали. Владимир Петрович затормозил рядом с ними. «Знакомьтесь, Ильгам Буранбаев. Скоро будет с нами работать», — сказал он таксистам. Ильгам кивнул всем головой. «Здравствуйте». Здоровенный мужчина лет 40, видимо, Пашка Слон, кинул взгляд на мускулы Ильгама и обратился к Владимиру Петровичу. «Опять своих спортсменов приводишь?» Владимир Петрович за словом в карман не лез, ответил вопросом на вопрос. «А что? Разве нам не нужны крепкие, здоровые парни?» Они готовы были схватиться, да клиент помешал. Парень лет 22 подошел к таксистам. «Мужики, водка есть?» «Сколько?» «4». Слон сделал знак своим. Двое таксистов повели клиента к машинам. Значит, и в этом есть свой порядок. Видимо, водку продавали по очереди. Ильгам пожал руки знакомым. Виктор Фролов когда-то был вторым на первенстве СССР по дзюдо, в последнее время работал тренером. Вячеслав Рысков был неоднократным чемпионом России. Оба – мастера спорта. «Слышал, что ты бросил тренерскую работу», – сказал Ильгам Виктору. «Да, бросил. Устал с детьми работать, да и зарплата мизерная. Сейчас устроился водителем на станцию скорой помощи. Там и платит побольше, и хлопот поменьше. Иногда сюда выхожу.
Ильгам, идем, отвезем клиента, вмешался в разговор Владимир Петрович. В машину сел модно одетый подвыпивший парень. «Шеф, в старый город», распорядился он. «Сколько платишь?» 5, 8. Что так дорого? Старый город, такса такая», — уверенно сказал Владимир Петрович. «Не хочешь, езжай на троллейбусе, сейчас как раз час пик». «Ладно, поехали», — извиняющимся тоном сказал парень. «Мне еще пол-литра нужно, есть. Найдется». Парень, хотя и был в подпитии, по дороге не проронил ни слова. Только когда подъехали, ехидно поинтересовался: «За бутылку сколько берешь?» 30. «Недавно только под 25 рублей брали», — возмутился парень. «Что же поделаешь? Цены растут каждый день», — сочувственно произнес Владимир Петрович. Пассажир расплатился за дорогу и бутылку. Вышел из машины и силой захлопнул дверцу. Владимир Петрович разозлился. «Это тебе не ЗИЛ, скотина. Молчи, спекулянт. Ах, ты. Сейчас я тебе покажу». Владимир Петрович дернулся было выйти, но Ильгам остановил его, схватив за плечо. «Ладно тебе, Петрович, не кипятись». Тут к ним подбежал мужик с опухшим лицом и повис на стекле. «Шеф, выручай, водка нужна». 30 рублей, зло бросил Владимир Петрович. «Шеф, денег нет, вот, возьми мои часы, всего полгода носил». «Мне твои часы не нужны», — даже не взглянув на них, отрезал Петрович. «Шеф, спасай». Умираю с похмелья. Мужик со слезами на глазах уставился на него, словно от таксиста зависела его жизнь. Наконец, Владимир Петрович обратил внимание на протянутую руку, и глаза его заблестели. Часы были неплохие. «Ладно, держи». Дрожащими руками засунув бутылку во внутренний карман, мужик направился к заводскому общежитию. Владимир Петрович с Ильгамом поехали обратно на автостоянку. У обоих было неважное настроение, поэтому всю дорогу умолчали. «Нет, я никогда в жизни не буду таксовать. Совесть не позволит», — решил про себя Ильгам. На стоянке находилось около 20 таксистов. Все они что-то шумно обсуждали. Один обернулся к Владимиру Петровичу и поспешил выложить плохую новость. «Рашек попал в аварию, сейчас в больнице». «Как он там? Кто у него был?» «Пока никто, слона ждем». В такой момент слона ждать надо, что ли? Владимир Петрович с трагическим выражением лица вытащил 100-рублевку из кармана. «Ребята, окажем материальную поддержку Рашиту. По 100 рублей с каждого». Через несколько минут Петрович сосчитал собранные деньги и вручил их мужчине лет 40. «Саша, вот 9100 рублей. Сходите с Мишей проведать Рашита. Скажите, за машину пусть не беспокоится. Сейчас договорюсь в автосервисе, дней за 10 вернут в строй. Опять без меня командуешь?» Это был Пашка Слон. Никто и не заметил, как он подошел. Шестерки слона почувствовали что-то недоброе в голосе шефа и потянулись к нему. Владимир Петрович не успел ничего ответить, как Пашка уперся взглядом своих налитых кровью глаз в Ильгама. «А ты чего уставился, Вилок?» В этот момент с Ильгамом будто что-то произошло. Он, ни слова не сказав, высоко подпрыгнул и пнул слона 2 ногами в грудь. Здоровенный мужик, словно подкошенный, рухнул на асфальт. Подпевалы слона тут же бросились на Ильгама. Одного Ильгам перебросил через голову, ухватив за плечо. Другому вывернул руки и дал по спине. Владимир Петрович, взревев как медведь, набросился на нападавших. Спортсмены, народ дружный. Витька Фролов, Славка Рысков тоже поспешили на помощь. Потасовка длилась недолго. Вчетвером они за несколько минут без труда раскидали десятку мужиков. За это время набежали зрители. Они с интересом наблюдали за дракой. Заметив это, Владимир Петрович схватил за шкирку слона и затолкал в машину. «Что больше я тебя здесь не видел», — прорычал он. Затем обернулся к водителям и скомандовал напоследок: «Ребята, по коням, делаем ноги. Завтра в 10 здесь сход». Таксисты разбежались, и уже через минуту на стоянке никого не было. На следующий день рано утром к Ильгаму пришел Владимир Петрович.
«Здравствуй, браток», — радостно поздоровался он. «Здорово ты вчера врезал слону, а я все голову ломал, как переворот сделать. Ты решил проблему одним ударом ноги. Как будто заранее сговорились». Ильгам приложил указательный палец к губам. Как бы жена не услышала. «Хорошо, хорошо, молчу», — улыбнулся бывший тренер. «Давай, быстро собирайся, идем на сходку. Ты, Владимир Петрович, не обижайся, только я туда больше не пойду», — твердо отказался Ильгам. Что случилось? Улыбку словно стерли с лица Петровича. «Мне не по душе таксовать. Насчет долга не беспокойся, выплачу». «Да брось ты, я с тебя денег не требую, когда будет, тогда и отдашь». Видно было, что у Владимира Петровича упало настроение. «Я огорчен, что ты отказываешься. Надеялся, что будем работать вместе». «Ладно, сам знаешь, может еще и передумаешь», — сказал он напоследок. Происшествие на стоянке на некоторое время лишило Ильгама душевного равновесия, он как бы раздвоился. Одна половинка одобряла: «Молодец, Ильгам, хорошо отделал слона. Не зря годами проливал пот в спортзале. Что ни говори, в наше время еще нужна физическая сила. Так и надо тому, кто посягнул на твое достоинство, молодец». Но вторая половинка упрекала: «Эх, ты, человек с высшим образованием, интеллигент. Разве можно идти на поводу у чувств? На меня, на трезвый разум, надо опираться в делах. Заруби себе на носу, сильный победит один раз, умный — 1000. Человеку, который собирается стать писателем, не к лицу драться». Вдобавок ко всему, Ильгам снова надолго выбился из творческой колеи. Даже стыдно, за 4 месяца, ни одной строчки. Как только он отходил от творчества, душу начинал точить червь, который словно стоял на страже. Когда во время предвыборной кампании червь взялся было за свое черное дело, Ильгам ловко заткнул ему глотку. «Я не для себя, ради суверенитета, для Башкортостана стараюсь». С ума сойти можно. За 4 месяца не прочитал ни одной маломальской книги, не написал ни одной строчки, не сделал ни единого шага навстречу своему ослепительному будущему. Значит, 4 месяца жизни прошли впустую. Но с другой стороны, он ведь чего-то достиг. Что ни говори, заработал деньги, купил машину. Но домчит ли его конь на железных крыльях к той великой цели, которая полностью захватила душу и манит своим сверкающим ореолом славы? Суверенитет и первый загадочный сон Ильгама. Ильгам в хлопотах с машиной и не заметил наступления глубокой осени. Как-то вечером он вернулся домой после обычных своих дел. Поужинал, включил телевизор и лег на диван. В эфире шли новости дня. Диктор очень взволнованно, но в то же время торжественно объявил: сегодня на сессии Верховного Совета народными депутатами была принята Декларация о государственном суверенитете Республики Башкортостан. После этих слов у Ильгама замерло сердце, потом ему стало жарко, и горячие волны прошли по всему телу. Он устремил все свое внимание на голубой экран и, затаив дыхание, слушал, как диктор читал текст декларации о суверенитете. Несколько слезинок скатилось по его щеке. Ему стало так тесно в доме, словно его заперли в 4 стенах. Он подхватил плащ и кинулся на улицу. Качаясь из стороны в сторону, бродил он по городу. Его переполняли радостные мысли. Перед глазами промелькнули волшебное видение. Кураисты играли походный марш. Бесчисленным потоком башкирское конное войско двигалось к Седому морю, и всадники исчезали в его бушующих волнах. Вдруг вдалеке из морской пучины вынырнул белый крылатый конь и помчался навстречу войску. Воины, завидев Тулпара, остановились. Акбузат восторженно приветствовали они его. Многие от радости выпустили из рук оружие. «Акбузат, сколько крови мы пролили за тебя!» Но Акбузат, не достигнув берега, громко заржал и, отвернувшись от башкир, вновь скрылся в морской глубине. «Что мы наделали, глупцы!» — вскричал один воин. «Возьмите в руки оружие! Вперед! В морскую пучину!» Войско вновь двинулось, широкой рекой вливаясь в море. Вскоре над волнами снова появился Акбузат.
Но войско, завидев его, продолжало идти вперед. Акбузат прилетел и остановился рядом с воинами. От его громкого ржания обрушились прибрежные скалы. Тулпар назвал имя Джигита, достойного оседлать его. Вернуться из мира грез в реальность Ильгаму удалось с трудом. Сосед Вася обратился к нему. «Что, дома не сидится? Под таким проливным дождем гуляешь?» Ильгам вздрогнул и, наконец, пришел в себя. Действительно, шел дождь. Он вымок до нитки. На дворе ночь, на небе луна, звезд не видно, хорошо, что фонари освещают дорогу. «Домой иду», — ответил Ильгам, и они вместе поспешили к подъезду. Альфии дома не было. После ужина она заглянула к соседке и до сих пор не вернулась. «Дети, у бабушки». Ильгам сбросил мокрую одежду, переоделся в сухую и засел за дневник. С каким-то внутренним трепетом он начал писать: «Наконец, наш Башкортостан добился суверенитета. С сегодняшнего дня страна Башкортостан самостоятельна и свободна. Это грандиозное историческое событие. 11 октября станет самым радостным национальным праздником. С этого дня ни одна страна нас не будет грабить, вмешиваться в наше внутреннее дело. СССР идет к развалу, да здравствует независимый Башкортостан. С Россией и другими странами возможен только экономический союз». Наконец, башкир вернул свои земли. Но сколько веков вел борьбу за это народ. На теле Башкортостана не найти, наверное, ни одного кусочка, не залитого кровью. Батырши, Карасакал, Юлай, Салават, Каранный, Кинзи, Валиди, миллионы других наших славных предков. Ваша кровь пролилась не напрасно. Пусть земля будет вам пухом, а душа спокойна. Башкортостан отныне свободен. Осталось только суметь быть хозяевами. Слезы радости наворачиваются на глаза. 11 октября 1990 года. Ибуранбаев. П.С. Только слова являются субъектом СССР не совсем по душе. Ильгам перечитал написанное и задумался. Ему захотелось с кем-нибудь обсудить это важное событие. Хоть бы жена скорее пришла домой. Не поймешь этих женщин, как можно так долго сидеть у соседки. И не зайдешь за ней, скажут еще, что выслеживает. Ильгам разозлился. Наконец, Альфия вернулась. «Ты, что, застряла там?» — не смог скрыть своего раздражения Ильгам. Так, разговаривали, жена сделала вид, что не заметила раздраженности мужа, и самым серьезным видом принялась рассказывать новости округи. В несколько сараев от нашего дома залезли воры. 3 дня назад, в сарае тети Соня, а вчера Васина обчистили. Утащили капусту, соленья, картошку. Договорились караулить ночью по очереди. У нашего сарая дверца слабая, надо бы укрепить. Дом, где они жили, был построен еще до Великой Отечественной войны и состоял из 3 двухэтажных домиков, поставленных в форме буквы «Г». Напротив дома жильцы понастроили сарайчики. Некоторые не только хранили там запасы на зиму, а еще держали кур, свиней и одна бабка даже козу. Сколько здесь живем, ни разу на моей памяти сарай не грабили. Неужели есть люди, которые так голодают? Наверное, есть, задумчиво ответила Альфия. Пенсионеры, тунеядцы, алкаши, может, и голодают. Цены с каждым днем растут. Кстати, чуть не забыла, соседка тетя Ольга начала сухари сушить, на случай голодухи. Говорит, что у нас многие пенсионеры так делают, может, мне тоже начать сухари сушить? Вопросительно уставилась на Ильгама жена. Значит, за этой болтовней про суверенитет и слыхом не слыхивали. А то бы не стала в такой радостный момент панически рассуждать о сухарях. Вот обрадую-ка ее, подумал Ильгам. «Сюрприз», — сказал он торжественно. «Что дашь?» Альфия заметно оживилась. «Ладно, что-нибудь куплю тебе, говори скорее, чем обрадуешь». Наш Башкортостан стал сувереном. Разочарованно протянула жена. Слышала, очень хорошо, на лице не осталось и тени от улыбки. Что так настроение упало? Нет, не упало. Отчего не радуешься? Радуюсь. По тебе не скажешь, нахмурил брови Ильгам. Я подумала было,
что ты мне что-нибудь купил и хочешь обрадовать», — виновато сказала Альфия. «Фу, ты. Такое грандиозное, радостное событие для республики, а она все о себе думает. Свои ничтожные переживания ставит превыше таких великих свержений. Неужели все жены такие несознательные, как ты?» Ильгам в бешенстве ходил по комнате. «Что, я должна прыгать от радости, по-твоему, или на голове стоять? Честно говоря, я не верю в этот суверенитет. Не даст нам Москва никакого суверенитета». «О чем ты говоришь? О суверенитете принята декларации, значит на самом высоком государственном уровне принят документ. Иге, да в наше время плевать хотели на твой документ. Бумага все стерпит. Вон, в газетах каждый день указы печатают, а что толку?» — перебила его Альфия. «Неужели Центр не признает декларацию?» — задумчиво спросил Ильгам. «Ой, Москва так просто не даст суверенитета, какую-нибудь допричину придумает», — уверенно заявила жена. «Если все автономные республики будут действовать сообща, Москва никуда не денется». «Не даст, сами возьмем», — разъярился Ильгам. Альфия посмотрела на мужа. «В таком состоянии лучше гладить его по шерсти, не то подеремся», — подумала она и сказала. «Да, в таком случае дело выйдет». Казалось, что Ильгам несколько успокоился, но его охватили тревожные мысли. Перед сном он долго ворочался, не мог уснуть. Наконец, с трудом забылся. Ему приснился какой-то странный сон. Будто к нему пришел белобородый святой старец. «Ассалам алейкум, Аксакал», — приветствовал его Ильгам. «Вагалейкум ассалам», — ответил старик. «Сынок, у меня есть что тебе показать и рассказать, идем со мной». Ильгам безропотно повиновался. Долго ли шли, коротко ли, наконец, поднялись на пригорок. «Смотри», — повел рукой старец, — «во что превратили нашу землю». Пред ними открывалась безрадостная картина. Земля была вывернута в нескольких местах. Там, где раньше росли густые леса, теперь высились горы мусора, почти засохшие реки и озера, небо затянулось черной пеленой. Разум человеческий затуманен, люди потеряли свой язык, забыли историю, утратили культуру, миром правит ложь и лицемерие. Причина этого проста: человечество потеряло свою веру. Поэтому в мире процветает не добро, а зло. Если так и дальше пойдет, род людской одичает и вымрет. Старец привел Ильгама к какой-то пещере и увлек внутрь. Они сели в кабинку лифта и очень долго спускались под землю. Наконец, остановились. Старик показал вниз. «Вон, видишь, мать-земля плачет кровавыми слезами за нечистых людей, творящих зло». Действительно, вниз капали кроваво-красные капли. Через некоторое время они поднялись наверх. «Причина вымирания твоего народа в том же, бесчестии, безверия. Нужно обуздать взбесившееся без меры зло. Праведную борьбу нужно немедленно начинать в каждом доме, в каждой стране». Старик окинул оценивавшим взглядом Ильгама и спросил торжественно: «Ты готов принести себя в жертву ради народа, страны, добра?» «Готов», — ответил не раздумывая Ильгам. «Хорошо. Видишь, гору напротив? Это гора ума, просвещения, справедливости. Ты должен взобраться на вершину, невзирая на трудности. Там тебя принесут в жертву. Если выполнишь это условие, твоему народу снизойдет ум, справедливость, знание. И народ будет свободен и счастлив». Ильгам поспешил к подножью горы. Дорога становилась все труднее и круче. Он старался не обращать на это внимания, думал о своем. «Да, мне не суждено даже достичь возраста Иисуса. Что поделаешь, придется выполнить свой долг по традиции предков. Не я первый и не я последний башкир, кто сложит голову за родную землю. Детей жалко. Им суждено расти без отца. Ладно, если в стране все будет хорошо, не пропадут. Мир не без добрых людей, помогут. Одно только обидно, не успел полностью реализовать данный Богом талант, столько было творческих планов. Впрочем, и это не столь значительно по сравнению с судьбой народа. Самое главное, страна будет свободной, а народ – счастливым». Подъем в гору все более усложнялся. К тому же,
Пошел дождь со снегом, дорога обледенела. Когда он почти поднялся до середины, налетел сильный ветер, порывы ветра били в лицо, но Ильгам, несмотря ни на что, продвигался вперед. Стоило Ильгаму почти вплотную приблизиться к вершине горы, как грянул гром, засверкала молния и налетела буря. Небо заволокло черными грохочущими тучами, молнии сверкали беспрерывно, страшно взвыл ветер. Вскоре стихия разбушевалась настолько, что Ильгам был не в силах устоять на ногах. Тогда он встал на четвереньки и продолжил свой путь. Выбившись из сил, потерял сознание. Придя в себя, лег на плоский камень и перевел дух. Оставшийся путь Ильгам прошел где на четвереньках, а где ползком. Наконец, ему удалось взобраться на вершину горы. Как по волшебству, ветер тут же стих, тучи на небе рассеялись, выглянуло ласковое солнце и осветило все вокруг. Странно, но Ильгам чувствовал себя очень хорошо. Даже не скажешь, что только что лежал без сознания. Он огляделся. По небу неторопливо плыли редкие белоснежные облака. Внизу среди зеленеющих лугов блестела, переливаясь золотом, река. Вдалеке виднелись густые леса. Свежий воздух с пьянящими ароматами трав щекотал ноздри. Настоящий рай. Ильгам запел от переполнявшей его грудь радости. Допев, он оглянулся и увидел Акбузата. Грива у него, белая, как шелк. Светло-серый масти он, круглые копыта у него. Ноги, как шило, тонки. Уши торчат, как камыши. Бронзой отливают глаза. Веки белые у него. Шея крутая, поджарый он. Как щука, крепко телом сбит. Нос околиный, ноздри широки. Узкая морда, нижняя челюсть заострена. Челка по обе стороны лба, вот он каков. Внезапно вся красота куда-то пропала. «Ильгам, проснись, ты бредишь», — тормошила его жена. Ильгам долго лежал и думал о своем сновидении, красивый и странный сон, к добру бы. Через некоторое время, после немалых усилий, Ильгаму удалось войти в творческую колею. Если бы не встретил Хакимага, который встряхнул и благословил его, может быть, Ильгам до сих пор не взялся бы за перо. Чтобы к февралю будущего года сборник был готов для проверки, твердо сказал руководитель литературного объединения. Что оставалось ему делать? Только засесть за письменный стол. Литературное творчество Ильгама на сегодняшний день обстояло следующим образом. 9 небольших по объему рассказов, из них 2 опубликованы, еще 4, отправлены в редакцию, возможно, будут напечатаны. И еще, вышли в печати 2 его статьи. Дела, вроде, идут неплохо. Ильгам перебрал имеющиеся в запасе сюжеты. Собранного материала хватало, даже если не выходить из дома, но 4-5 лет работы. Создание партий или политические диспуты. Ильгам с большим волнением прочитал в начале декабря в республиканской газете статью «Зачем нам нужна своя партия?» и основу деятельности, порядок деятельности создаваемой Башкирской народной партией, глубоко задумался. Одно было ясно как божий день, он не может оставаться в стороне от такой важной работы. Прихватив газету, Ильгам поспешил в литературное объединение. На столе у Хакимага лежала та же газета, и он находился в глубоком раздумье. Посоветовавшись, решили сделать следующим образом. Агуй начнет создание партии в городе, а Ильгам – в родном районе. Ведь этой работой надо охватить как можно больше людей. На следующий день Ильгам съездил в Уфу и вступил в Башкирскую народную партию. Затем на своей машине поехал в родную деревню. Первым делом зашел в сельский совет. Его однокурсник по институту был недавно избран здесь председателем совета. Узнав о цели приезда Ильгама, Шакир приветствовал его всей душой. «Ты занят очень важным делом. Я готов помочь тебе всем, чем смогу. А сам вступишь в партию?» Ильгам пристально посмотрел в глаза бывшему однокурснику. Шакир не растерялся от неожиданного вопроса. «Конечно, вступлю», — ответил он напрямик. Они отправились на МТС, чтобы встретиться с людьми. Собрав шоферов, трактористов, слесарей, председатель сельсовета обратился к ним. «Товарищи,
Вот Ильгам прибыл к нам с очень важным делом, по вопросу создания Башкирской народной партии. Сейчас он вкратце ознакомит вас с уставом, программой и задачами партии. Дорогие земляки, начал свое выступление Ильгам. Положение нашего народа близко к катастрофе. Если республику гнетали извне, когда 95% от произведенного продукта отбиралось у нас в течение 70 лет, то внутри нее всячески угнетали и унижали башкирский народ, никогда во главе нашего правительства не стоял башкир. Именно поэтому не готовились национальные кадры, не отдавалось предпочтение коренному народу при поступлении в высшие учебные заведения, социально-экономическое развитие башкирских районов находилось на низком уровне. В 70-80-е годы были уничтожены сотни башкирских деревень как неперспективные. Правление колхозов, совхозов, районные центры перевели в русские деревни. Башкирских детей в школах стали учить на русском языке. Только за последние 10 лет 420 тысяч башкир уехали из республики. Если с одной стороны башкиры подвергаются русификации, то с другой – ассимиляции татарами. Например, в нашем районе, на наших глазах, стали татарскими деревни Юмагужи, Айтуган, Урман. По материалам ревизии 1816 года и районный центр когда-то был чисто башкирской деревней. Процесс ассимиляции идет по всей республике. Короче, разрушается наш генофонд. Башкирскому народу грозит опасность исчезновения. Чтобы спасти Башкортостан от положения колония, а народ – от вымирания, мы решили создать Башкирскую народную партию. Партия станет силой, сплачивающей наш народ, способной организовать национальное освободительное движение и найти средства для спасения от катастрофы. Основная цель партии – создание суверенного Башкортостана. Земляки. Наши мужественные предки в течение столетий сражались за свободу Башкортостана и счастье народа, не жалея собственной жизни. Продолжить эту борьбу – наш священный долг. В выступлении Ильгама односельчане встретили одобрительными аплодисментами. Только стоящие у дверей главные специалисты хозяйства не поддержали его. Далее Ильгам вкратце рассказал об основах и порядке деятельности партии. После того, как он ответил на вопросы, к землякам обратился Шакир. Товарищи, у кого есть какие-либо предложения по созданию партии? Вообще, как вы смотрите на этот вопрос? Поделитесь своим мнением. Вперед выступил завхоз дяди Бассер. Я хочу сказать вот что. Ильгам своим выступлением полностью убедил меня в том, что Башкирская народная партия – очень важное и нужное дело. И хоть я коммунист, я за создание партии. Кстати, Ильгам, к тебе такой вопрос: может ли член КПСС вступить в эту партию? Ильгам раскрыл газету и сказал: вот здесь сказано, что прием в члены партии не должен быть закрыт для лиц, состоящих в других общественных объединениях, по национальному или религиозному признаку. Таким образом, и члены КПСС могут вступить в Башкирскую народную партию. Если так, то я, возможно, и вступлю в партию. Во всяком случае, буду сочувствующим, ответил дядя Бассер и затем обратился к односельчанам. Ребята, надо поддержать свою партию. Народ с одобрением воспринял его слова. Ильгам, оставь нам на пару дней свою газету, мы изучим устав и программу. Подошел к нему механик Сагит. Хорошо, земляки, я ведь вас не тороплю, не призываю сегодня же записаться в партию. Прочитайте газету, подумайте, желающие вступить в партию напишут заявление вот по этому образцу. А я приеду через несколько дней. Так завершил собрание Ильгам. Ближайшие планы Ильгама были следующие. О создании первичных организаций Башкирской народной партии в башкирских деревнях родного района. Создание районного комитета БНП. Подготовка к Башкирскому народному собранию, которое должно пройти с 21 до 22 февраля в Уфе. Работа по сбору подписей в районе с требованием представления Башкортостану статуса союзной республики была не напрасной. Во всяком случае, он уже знал, на кого можно опереться при создании партии.
Сегодня нужно провести собрание еще в одной близлежащей деревне. Как назло, повалил густой снег. Мало того, что дорога скользкая, так теперь и видимость была плохая. Ничего, потихоньку он доберется до нужного места. Не возвращаться же из-за плохой погоды. Вообще, у Ильгама такой характер: если не выполнит намеченного дела, то не может спокойно спать. Наконец, показалась деревня Кармаш. Здесь живет его друг по институту Альберт, учитель башкирского языка. Наверняка, он поддержит идею создания партии. Ого-го! Сколько лет, сколько зим! Проходи, садись. Альберт встретил друга с распростертыми объятиями. После недолгих расспросов Ильгам перешел к основному вопросу. «Я пришел к тебе с очень важным делом». Лицо Альберта стало серьезным. «Ну, и в чем дело, говори. Ты, наверное, слышал об ЭНП? Читал в газете. В таком случае не нужно тебе доказывать необходимость нашей партии», радостно улыбнулся Ильгам и ознакомил его со своими планами. «Я надеюсь, что первичную организацию в Кармышево создашь ты». Альберт, недолго думая, ответил. «В нашей деревне это не получится». «Почему? Разве ты не слышал о нашем колхозном председателе?» Ильгаму приходилось слышать о нраве местного руководителя хозяйства. «Неужели мы испугаемся этого диктатора? Что поделаешь, мы, учителя, по всем вопросам обращаемся в колхоз. Да и вообще я человек аполитичный. Недавно предложили вступить в КПСС, я отказался. Лучше не состоять ни в какой партии, и быть подальше от политики. Хочешь остаться сторонним наблюдателем?» просверлил его своим взглядом Ильгам. «Я не красный и не белый, моя хата с краю. Кто его знает, победят демократы или же, наоборот, коммунисты перебьют их, устроив диктатуру». «На самом деле ходят разговоры о коммунистической диктатуре», сказал Альберт, не обращая внимания на сердитое лицо Ильгама. «Мол, сейчас нарочно дали свободу, чтобы узнать, кто есть кто. Они благонадежных КГБ вносят в свои списки, чтобы затем их арестовать. Неосторожные люди, поверившие красивым словам о демократии, подобно бабочкам, летящим на огонь, могут обжечь свои крылышки». Альберт вдруг пристально посмотрел в глаза товарищу. «Что будешь делать, если восстановится диктатура, и тебя посадят в лагерь?» «Если посадит, то посадит. Но нельзя прятать голову в песок», ответил Ильгам, зло сверкнув глазами. «Наши предки, не боясь тюрьмы и даже смерти, в течение стольких веков поднимались на восстание. А ты, учитель родного языка, башкир, ничего не хочешь делать для своего народа». «Я воспитываю своих учеников в духе народа», ответил Альберт без тени смущения. «Как ты можешь воспитывать народный дух в учениках, если его в тебе нет? Ты, премудрый пескарь». Ильгам от досады махнул рукой и ушел. Под впечатлением этого нерадостного разговора сам по себе сложился сюжет рассказа. Остановив машину, он стал торопливо записывать в блокноте. Прошли годы. Альберт, проживший на белом свете, заботясь лишь о себе, очень постарел. Башкортостан – давно уже свободная и счастливая страна. Но нет в том заслуги Альберта. Поэтому его мучает совесть. Обращались ко мне и однажды: «Давай вместе бороться за свободу Башкортостана». Почему же я не послушался? Какой же смысл, что я прожил 100 лет и не оставил свой светлый след в сердце народа? Человеку недостаточно жить не делая зла, он должен бороться против него, творить добро, чтобы быть настоящим человеком. На следующий день Ильгам снова поехал в родную деревню. Сразу же зашел в сельсовет. Шакир был на месте. Его круглое лицо как-то осунулось, было заметно, что он без настроения. «Здравствуй. Я ждал твоего приезда». «Плохи дела», — встретил Ильгама председатель сельсовета. «Что случилось?» «Вчера кто-то сообщил о собрании в райком. Только ты уехал, как райком почти в полном составе прибыл к нам. Создание Башкирской народной партии они восприняли как пожар. Почему допускаешь на своей территории такое?» Наехал на меня первый секретарь. Тут же провели на МТС собрание.
А ближе к вечеру прошло партсобрание. Райкомовские работники категорически требовали запретить у нас организацию БНТ. Но после того, как выступили дяди Басыр, Мансов, председатель колхоза Александр Иванович, заявив один голос, мы не вправе мешать созданию партии, коммунисты решили промеж себя не участвовать в этой работе, а агитировать против. Да, протянул Ильгам, молодцы, оперативно работают. Вот что, Ильгам. Замялся Шакир. Я пока не буду вступать в партию, а то первый на меня сильно давит. Я вступлю через год, когда освоюсь на этой работе. А пока запиши меня в сочувствующие, могу взносы платить. Хорошо, согласился после недолгого раздумья Ильгам. Я понимаю твое положение. Тебе и в самом деле нужно укрепиться на этой должности. А там видно будет. Тут нам еще одну пакость устроили. Шакир нахмурился и вытащил из ящика стола сложенную вдвое газету. Ту самую, которую оставил в МТС Ильгам. Вот, повесили на дверях сельсовета. На странице, где было написано об основе и порядке деятельности БНП, стоял жирный отпечаток грязного сапога. Ах, сволочи! Какой манкурт учинил это безобразие! Ильгам сжал кулаки и стиснул зубы. В этот момент в сельсовет вошли две женщины средних лет. Ильгам их знал. Одна из них, с черными вьющимися волосами, работала заведующей отделом идеологии райкома КПСС. Звали ее Гульзифа Сагитовна, с ней Ильгам работал 5 лет назад в одной школе. Другая, русоволосая, голубоглазая, Галия Закиевна была третьим секретарем райкома. Они вежливо поздоровались. «Здравствуйте, рад вас видеть», — многозначительно улыбнулся Ильгам. «Ильгам Янбаевич, нам нужно с вами поговорить», — сказала Гульзифа Сагитовна. «Пожалуйста. Нас привело сюда ужасное известие о том, что вы организовали в деревне Талкас националистическую экстремистскую башкирскую народную партию, призываете башкир к войне против татар», — серьезным тоном объявила Гульзифа Сагитовна. Ха-ха-ха, Ильгам не мог сдержать своего смеха. Когда здесь работал, то на меня навесили ярлык националиста, а теперь я уже и националист-экстремист, оказывается. Пожалуйста, успокойтесь. Тот, кто вчера вам позвонил, с перепугу перегнул палку, дал искаженную информацию. Цель создания Башкирской народной партии – не сеять раздор между народами республики, а строительство демократического государства. Это основная наша цель. Рассказ о других направлениях деятельности партия займет много времени. Лучше я вам дам десяток газет с уставом и программой партии. Кто знает, может быть, прочтя их, вы поверите в наши искренние намерения. Возможно, что и сами вступите в партию, на худой конец, запишитесь в ряды сочувствующих, сказал он с улыбкой. Представители райкома улыбнулись в ответ. «А вы, оказывается, шутник, Ильгам Янбаевич», — сказала Галия Закиевна, «но ответьте, пожалуйста, что вы станете делать, если в ответ на создание башкирской партии татары начнут организовывать свою партию, если в нашем районе возникнет национальная рознь, вспыхнет межнациональный конфликт? Прежде всего, я хочу сказать вам следующее. В Татарстане давно уже организована Татарская национальная партия. Если ее филиал откроется в нашем районе, я, например, буду только рад. Мы бы стали работать вместе. Я считаю, что между башкирами и татарами невозможно не только какие-либо трения и конфликты, но даже недопустимы косые взгляды. Ведь мы – родственные народы. И башкиры, и татары одинаково угнетались тоталитарной системой, пострадали от политики русификации. Таким малочисленным народам, как наши, нужно не конфликтовать, а объединяться, чтобы противостоять тоталитарной системе, делящей народы по сортам. Возможно, все так и есть, согласилась Гульзифа Сагитовна, но в отношениях между народами нужно проявлять особую осторожность. Разве вас не пугают ужасные события в Карабахе? Волков боятся, в лес не ходить, ответил Ильгам. Если каждый народ в Башкортостане станет организовывать свою партию, то не приведет ли это к повторению событий в Прибалтике?
Разве вас не тревожит происходящее там волнение?» — продолжала спор Галия Закиевна. Услышав эти слова, Ильгам рассердился. «Наоборот, события в Прибалтике меня очень радуют. Наконец-то нашлись народы, способные потрясти тоталитарную систему, давившую нас 70 лет. Они молодцы, упорно борются за свои права. Если однажды проснется национальное самосознание у башкир и достигнет в своем развитии уровня народов Прибалтики, я буду очень рад». Райкомовские работники многозначительно переглянулись между собой. Спор продлился больше 2 часов. Коммунистки по очереди задавали ему множество вопросов, пытались доказать, что организация Башкирской народной партии является ужасной политической ошибкой. Но Ильгама голыми руками не возьмешь, все доводы оппонентов он сходу опрокидывал своими аргументами. Не сумев пошатнуть позицию Ильгама, Гульзифа Сагитовна, наконец, задала следующий вопрос. «Ильгам Янбаевич, а какие у вас цели, связанные с созданием партии?» «Я ведь уже рассказал о целях партии», — устало ответил Ильгам. «Прочитайте устав и программу». «Я не об этом», — перебила его Гульзифа Сагитовна. «Какие ваши личные цели?» До Ильгама дошло. Видимо, заведующая отделом идеология решила, что он, создавая партию, преследует свои личные интересы. И хоть вопрос этот сильно покоробил его, он спокойно объяснил. «Создадим в башкирских деревнях десяток первичных организаций, затем организуем альтернативный вам райком. Далее побеждаем КПСС на выборах и берем власть в свои руки. Вот и вся моя цель». Райкомовские представители, услышав это, обомлели. Женщины еще недели-две ходили за Ильгамом по пятам. Нужно ради справедливости отметить, что, несмотря на их поучение, попытку навязать свое мнение по каждому вопросу, различные обещания типа «скоро откроем в райкоме отдел по национальным вопросам» и другие намеки, не было с их стороны проявлений прямого противодействия и давления. Райкомовские работники вели себя довольно сдержанно. Причина этого заключалась, вероятно, и в том, что в последнее время в республиканской печати один за другим были опубликованы 3 рассказа Ильгама. Да и какой бестолковый начальник мог бы позволить себе в момент, когда под порывом демократических перемен по всему Союзу слетали с насиженных мест руководителя, допустить грубого обращения с писателем? А что бы сделали с Ильгамом за его деятельность в недавнем прошлом? Наверняка, вызвали в райком, дали бы нагоняй, затем попал бы он в лапы КГБ. А там либо тюрьма, либо психушка. А сейчас представители райкома сами ходят за Ильгамом и уговаривают, разве что не умоляют его, не нужно организовывать эту партию. Вот это демократия! Да здравствует гласность! Даешь плюрализм! Пусть сильнее дуют ветры свободы и демократия. За 2 недели Ильгаму удалось создать первичные организации БНП в 11 деревнях родного района. Теперь нужно было создать райком, для чего он написал текст приглашения. «Дорогие земляки! Вы приглашаетесь вместе со всеми членами БНП на собрание по организации районного комитета Башкирской народной партии. Собрание состоится 14 февраля в 11 часов в Тылкасовской средней школе. Повестка дня. 1. Выступление члена БНП и Буранбаева. 2. Отчет руководителей первичных организаций, список членов, взносы и так далее. 3. Организация районного комитета БНП. 4. Избрание руководства районного комитета, текущие вопросы. 5. Избрание делегатов на 5-й съезд башкирского народа, который состоится с 22 до 23 февраля в Уфе. 6. Составить общий список членов партии по району и направить телеграмму в центральный орган БНП в Уфе. Председатель организационного комитета – Буранбаев. Распечатав приглашения на машинке, Ильгам отправил их в конвертах по 11 адресам. Наконец, наступил назначенный день. Ильгам уже в 9 утра сидел в учительской комнате родной деревни, ставшей центральным штабом БНП в районе. Нужно основательно подготовиться, сегодняшний день будет для него очень трудным. А на улице со вчерашнего дня свирепствует буран.
Электрические провода гудят под порывами злого ветра. Только бы все приглашенные смогли приехать. Связаться с ними толком не удалось. Это обстоятельство очень беспокоит Ильгама. А уж незваные гости, конечно, заявятся. В половине 11-го пришли два парня, местные шоферы. Вслед за ними потянулись остальные. Вот приехал из деревни Табанлы бывший председатель колхоза старик Зайнула, которому шел 7-й десяток. Поздоровавшись, он с печальным видом сказал: «Плохи дела, браток Ильгам». «Что случилось, дядя Зайнула?» Приезжал первый и разогнал всю первичку. Когда изменился в лице Ильгам? Вчера. Кроме нас разогнал первичные организации в Месигутово, Буляки, Каинула, Ташбуканя и Браки. Ты ходил, создавал, а следом за тобой шел Анвар Галиевич с командой и разгонял. А какое он имеет на это право, возмутился Ильгам. Это ты у него спроси. В этот момент зазвонил телефон. «Да», — сказал Ильгам, едва сдерживая себя от ярости. Ильгам Буранбаев спросил мужской голос. «Я вас слушаю. Горячо поздравляю тебя с разгромом первичных организаций твоей партии, сын башкирского народа», — с издевкой произнес незнакомец и бросил трубку. Ильгам яростно сжал в руке телефонную трубку. Собрав всю свою волю в кулак, он сумел совладать со своим гневом. Вот прибыли представители из деревень Имбикова, Муртаза. Не успели с ними поздороваться, как дверь широко распахнулась, и на пороге возникла величественная фигура Анвара Галиевича Барханова, первого секретаря райкома. Вслед за ним вошли Гульзифа Сагитовна, первый секретарь райкома ВЛКСМ Фанис Гасманов, журналист районной газеты Мударис Кутлугужин. Журналиста Ильгам приглашал лично, а вот остальных не ждали. Анвар Галиевич, грузный 45-летний мужчина с пронзительным взглядом, сказал сердито: «Власть у меня в районе хочешь забрать». Неужели приняли всерьез мои слова, сказанные тогда в шутку? Да нет, наверняка, просто решил припугнуть меня, подумал Ильгам и, сверив первого секретаря взглядом, ответил: «Это, Анвар Галиевич, покажут предстоящие выборы». Ильгам старался говорить серьезно и солидно, словно за его спиной стояли сотни членов БНП. Анвар Галиевич расхохотался на всю комнату. «Ха-ха-ха-ха. Ты сам-то веришь в то, что говоришь?» Ильгам терпеть не мог насмешек над собой. И сам того не заметил, как выпалил в ответ: «Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Через год увидим, какая партия победит в Башкортостане, КПСС или БНП?» Анвар Галиевич быстро сменил тон и прорычал: «Создание башкирской партии – противозаконное действие». «Мы законы маленько знаем», – перебил его Ильгам. «В период демократии разрешено создавать любые партии. А вот ваше вмешательство в организации нашей партии – произвол и беззаконие. Я не разгонял ваши организации, а убеждал людей в опасности, исходящей от национальной партии и национализма. Я в ответе за то, чтобы в нашем районе не повторился Карабах. Я заявляю еще раз, что в своей деятельности опирался не на принуждение, а на убеждение. Зная мы ваши методы убеждения», — вступил в спор учитель физкультуры Генрих Асадуллин из деревни Инбикова. В прошлом году. Но Анвар Галиевич не дал ему договорить, яростно сверкнув глазами, гаркнул: «А ты, Асадуллин, не лезь куда не следует. Так не годится. Вы пришли сюда не для скандала, давайте решим вопрос мирным способом», — остановил перепалку дядя Мударис. «Если бы я прибыл сюда только в качестве журналиста, то не стал бы вмешиваться в спор. Однако, в какой-то мере, я ваш единомышленник и считаю, что вправе высказать свое мнение. Как вам известно, я давно занимаюсь историей башкирского народа. И чем глубже изучаю события прошлого, тем крепче становится моя уверенность: башкиры – великий народ с исключительно богатой культурой. Следы ее и нашего языка обнаружены в Венгрии, Цейлоне, Пакистане, Индии, даже в Латинской Америке, в цивилизации племени майи. История наша славная, только сегодняшнее положение – плачевное. Как нам возродить народ? Что мы можем сделать для этого в нашем районе? Может быть, и в самом деле,
Это удастся сделать БНП? Давайте обсудим прежде всего эти проблемы. Непродолжительную тишину нарушила Гульзифа Сагитовна. Как вы думаете, для чего вам нужна Башкирская народная партия? Вообще, с какой целью вы в нее вступили? Заведующая идеологией задала свой вопрос одному из молодых шоферов, первыми записавшимися в партию. Прошла минута, а молодой человек словно воды в рот набрал. Тогда она спросила о том же другого парня. Тот, не зная, что ответить, виновато улыбаясь, сказал: «Знаю, что партия нужна, а объяснить словами не умею». Гульзифа Сагитовна была довольна ответом и повернулась к Ильгаму. «Видите, Ильгам Янбаевич», — сказала она с ехицей, — «члены БНП не знают, для чего нужна эта партия и для чего они туда вступали». Ильгам не растерялся. Он, в свою очередь, задал подобный вопрос своему оппоненту. «Гульзифа Сагитовна, а вот вы с какой целью вступили в КПСС?» Все присутствующие в комнате усмехнулись, предвкушая ответ. Даже Анвар Галиевич не сдержался от улыбки. Гульзифа Сагитовна словно язык проглотила. Тут ей на помощь подоспел секретарь комсомола Фанис Гасманов. «Вы шумите по поводу партии, а вот в Америке представители разных народов гордо называют себя американцами. Если бы мы жили в богатом, развитом правовом государстве как Америка, то не стали бы утруждать себя созданием партии». Быстро заткнул рот комсомольскому вожаку Ильгам и перешел в наступление. «Анвар Галиевич, когда мы остановим процесс ассимиляции башкирских деревень татарами в нашем районе?» Действительно, поддержал его старик Зайнула, во многих башкирских деревнях давно уже выветрился башкирский дух. Вот ваша родная деревня, Анвар Галиевич, уже совсем стала татарской. Вот перед нами живой тому пример. Генерит Асадуллин указал на Русоволовцева, голубоглазого директора школы из деревни Штугназгата Ишбулдина. Это так, мы по родословной, Шижери являемся башкирами. И в паспорте записаны башкирами, а говорим по-татарски, подтвердил его Азгат. Ассимиляция – это естественный процесс, происходящий не только в нашем районе или Башкортостане, а в масштабе всего Союза, ответил бесстрастно районный начальник. После этих слов Ильгам вспыхнул. Что же мы будем сидеть сложа руки, считав естественным процессом русификацию башкир, с одной, татаризацию с другой стороны, равнодушно наблюдав исчезновение народа? Это не естественный процесс, это национальная трагедия. Неужели нет никаких средств, чтобы остановить это вымирание? Для этого нужна специальная программа в масштабах всей республики. Являясь депутатом Верховного Совета, я буду содействовать ее созданию, сказал Анвар Галиевич. Эту работу можно уже начать в пределах района, вставил слово Генерит Асадуллин. Например, начать выпуск районной газеты на башкирском языке, внес дельное предложение дядя Мударис. Вместе с редактором районки мы уже давно прорабатывали этот вопрос. Очень скоро намерены наладить выпуск дубляжа на башкирском языке, заявил руководитель района. Начальство района уже несколько лет обещает сделать это. Не знаю, доживу ли я до того часа, когда возьму в руки номер районной газеты на родном языке, горестно вздохнул старик Зайнула. Мне часто приходится быть в башкирских школах. Повернул разговор в другую сторону дядя Мударис. И вот что бросается в глаза, почему-то в башкирских деревнях очень редко назначают директоров школ из представителей коренного населения. «У нас вообще не растят башкирские кадры», — воскликнул Генерит Асадуллин. «Способные учитель мужчины часто назначаются директорами школ», — возразил Анвар Галиевич, беспочвенно и утверждение, что не растим свои национальные кадры. Вот я, например, башкир, Заврона, башкир, председатель райпа, башкир, заводелом социального обеспечения, башкир, Гульзифа Сагитовна, как вам известно, тоже башкирка. Этот список можно продолжить. Анвар Галиевич с победным видом оглядел окружающих и продолжил. Своей партией в районе добьетесь только одного: возникнет противостояние между двумя нациями, башкирские кадры окажутся под угрозой. Какая польза того, что вы, башкиры,
«Если ничего для народа не делаете», — сказал Ильгам, глядя прямо в глаза районному начальнику. Черные глаза Анвара Галиевича зло сверкнули, его лицо слегка порозовело. Увидев это, Ильгам удовлетворенно подумал: ага, получил, но постарался не выдать своих чувств. Большому начальнику, воспитанному административно-командной системой, было ой как нелегко слышать такие слова из уст молодого человека. Но он совладал с собой и дал отпор. Национальный вопрос – самый сложный и опасный. От вашего надрывного крика о судьбе башкир больше вреда для народа, чем пользы. Здесь нужно вести очень тонкую, мудрую политику. Этим мы и занимаемся в Верховном Совете. И в районе не сидим сложа руки, работа ведется, вставила Гульзифа Сагитовна. Только что-то ваших результатов в этой области не видно, интересно знать, чем это вы занимаетесь, усмехнулся Ильгам. Гульзифа Сагитовна не оставила реплику без ответа. Если бы мы без всякой пользы галдели как и вы Башкортостан, нации, будоража народ, то разумеется, было бы видно. Да, в наше смутное время будоражить народ – очень опасное дело. Поэтому еще раз повторяю, я в ответе за то, чтобы в районе не повторился Карабах. Считаю вашу деятельность очень вредной политической акцией, запрещаю организовывать в нашем районе райком Башкирской народной партии. Эти слова Анвар Галиевич произнес властным тоном, с металлическими нотками в голосе. Ильгам не хотел сдаваться, уверенным голосом сказал: во-первых, вы не имеете права на такой запрет, а во-вторых, на данный момент у нас тоже нет права на организацию райкома партии, так как прибыли представители лишь 6 деревень, а по уставу БНП, для этого необходимо участие не менее 10 первичных организаций. В-третьих, если бы прибыли представители всех 10 наших организаций, то райком был бы создан, несмотря на ваш запрет. В-четвертых, мы не откажемся от задачи создания райкома БНП, ведь у нас сохранилось еще 6 первичных организаций. Как бы ни затянулся этот спор, стороны не смогли прийти к единому мнению. Райкомовцы твердили одно, их оппоненты – другое. Устав от всего этого, в конце концов, разошлись. В учительской остался один Ильгам. Он сидел за столом, размышляя о сегодняшнем дне. Да, план на организации райкома партии был сорван. Это было равноценно поражению. Он достал блокнот и стал торопливо записывать: причина поражения при организации партии, малограмотных, толковых ребят, самые образованные из них сделались начальниками, опасаясь за свою карьеру, не хотят участвовать в национальном движении, следовательно, в них слаб национальный дух, низок уровень национального самосознания. КПСС работает четко, оперативно, а у нас не хватает организаторского опыта. Словно подтверждая размышления Ильгама, из радиоприемника послышалась песня группы «Караван-сарай». «Где вы, где вы? Эй, башкирские джигиты! Где вы, где вы? Урал-орлы!» Ильгам вдруг почувствовал дрожь по всему телу, его бросало то в жар, то в холод, кровь прилила к лицу, стиснулись зубы, а в горле застрял ком. Сколько он просидел в таком состоянии, трудно сказать. Наконец, ему стало легче. Не сдаваться, у нас еще есть 6 неразогнанных организаций. Не сдаваться, приказал он сам себе и, взяв листок бумаги, принялся писать. Через несколько минут обращение было готово. По известным всем вам причинам рекомендую уцелевшим организациям уйти в подполье. Нужно сохранить партийные организации любой ценой. Опирайтесь в своей работе на основу деятельности и порядок деятельности БНП. Вступайте в прямую связь с Центральным управлением партии в Уфе. Председатель оргкомитета БНП в районе Ибуранбаев. Ильгам отпечатал обращение на машинке, запечатал в конверты, подписал адреса и собрался в обратный путь. Психоз обогащения. Ильгам вернулся домой часа в 4. Ты зря носишься с идеей партии, лучше прочитай, что тут написано. Жена вручила ему «Комсомольскую правду» и ушла на кухню греметь посудой. Она всегда так делала, когда очень злилась. О чем пишут, то спокойно поинтересовался Ильгам. Звон посуды несколько утих. В СССР сейчас уникальная ситуация,
Дней за 10 можно стать миллионером. Альфия с надеждой посмотрела на мужа. Нашла новость, сейчас об этом везде пишут. Ильгам швырнул газету на трюмо. Неужели ты не понимаешь, Ильгам, мы сейчас переходим в капитализм. Умные люди занимаются накоплением капитала, чтобы открыть свой бизнес. Не всем же быть бизнесменами, и в капиталистическом обществе нужны хорошие учителя, врачи, писатели и рабочие. Жена продолжала твердить свое. Говорю тебе, уникальная ситуация. На Западе для того, чтобы сделать состояние, нужно работать в поте лица всю свою жизнь, а здесь достаточно и 10 дней. Воспользуйся ситуацией, скопи капитал за год-другой и делай все, что твоей душе угодно. Хочешь, пиши книги. Разве не лучше быть богатым писателем, нежели бедным? Умные люди. У Ильгама сегодня был очень напряженный день, он внезапно вскипел. А я не умный человек, я дурак. Конечно, дурак. В это время, когда люди обогащаются, мы прозябаем в нищете, сказала с горечью Альфия. Ильгам счел ненужным дальше продолжать этот разговор, прошел в зал и с грохотом захлопнул дверь. Чтобы успокоиться, включил телевизор. Что за дела? И с экрана ему твердили об этом. Купите кирпичный завод, станьте богатыми. Ильгам готов был выбросить телевизор в окно, так надоели ему эти рекламы. Он со злостью переключил на другой канал. Шла какая-то передача. Показывали 7-8-летних детишек. «Когда я вырасту, стану миллионером», заявил один малец. «Когда я вырасту, выйду замуж за миллионера», в том ему сказала одна малявка. Сын Ильгама, которому шел 6-й год, тоже не остался равнодушен к передаче. «Папа, ой, а ты, я тоже хочу стать миллионером», с вызовом сказал он. Ильгам не нашелся, что ответить сыну, и переключил телевизор на 3-й канал. А там, полный бардак. Голые женщина и мужчина. Короче, секс, точнее, порнография. Ильгам взглянул на сына. «Смотри-ка», пацаненок заинтересованно смотрел на экран и не собирался отводить глаз, шельма. Ильгам скорее выключил телевизор. «Хватит, надоело. Уже несколько лет призывают богатеть и показывают голых баб». В этот момент перед ним возникла жена. Муж Райсы, Шамиль, выкупил продуктовый магазин, тот, что напротив кожзавода, сердито сказала она. Ильгама эта новость окончательно вывела из себя. «Ты мне всю плешь проела со своим Шамилем. По мне, так пусть хоть что выкупит. Если так нравится этот Шамиль, иди к нему второй женой», закричал он и, схватив шубу с шапкой, выскочил из дома. Быстрая ходьба заметно успокоила его. Ильгам замедлил шаги, огляделся по сторонам, он дошел до остановки «Мир». На ней никого не было, кроме старика, который подозрительно что-то высматривал в мусорной корзине. Вот он наклонился и пошарил в корзине рукой. Ильгам заметил, как на лацкане пиджака блеснули медали. Ильгам понял, что старик подбирает окурки. Он не впервые видел такую картину. Как-то на автовокзале такой же старик подбирал окурки, громко матеря при этом все правительство. Ильгам быстро прошел мимо, чтобы не ставить в неловкое положение пожилого человека. В какое-то странное время приходится жить поколению Ильгама. Вроде не росли, как родители в голодное время, не пришлось пережить страшные годы репрессий, когда от каждого стука в дверь тревожно замирало сердце, не страдали в тяжелое лихолетие войны, как деды, не понадобилось сражаться за землю и свободу, как предкам. На первый взгляд им повезло, но если вдуматься, диву даешься. На их долю выпало очень трудное и страшное время. Потому что привычный общественно-политический строй, который обеспечивал жизненный минимум в любых ситуациях, переживал свои последние дни. Рушились уклад жизни, впитавшийся в кровь с детства, принцип морали, идеология. Одни, разбогатев за месяц, разъезжали на мерседесах, другие рылись в помойках в поисках окурков. А тебя, Ильгам, не ждет ли такая же участь, как этого старика? А что ждет твоих детей? Что надо делать, чтобы не дойти до такой жизни? Может, в словах жены есть доля правды? Действительно, не стоит ли все бросить и заняться бизнесом, скопить капитал?
Творчеством можно было бы заняться в свободное время или же потом, когда скопил бы достаточно денег на жизнь. Да, чтобы поддаваться бурям во время смены систем, чтобы остаться в живых и жить достойно, наверное, надо подстраиваться под новые каноны перестройки. Если не сумеешь найти свое место в капиталистической общественно-политической формации, навеянной ветром демократия, эта напасть сметет тебя на помойку. Кто-то дернул за рукав Ильгама, задумчиво бредущего по улице. Смотрит, это Таймас, стоит, улыбается. Рядом с ним молодой парень. Сколько рядом с тобой шли, нас не замечаешь. Что, новый роман сочиняешь? Да нет, сейчас не до творчества. Вот, познакомьтесь. Молодой поэт, подающий большие надежды, Ирик Байгужин, живет в деревне. А это, самый талантливый молодой прозаик Башкортостана Ильгам Буранбаев, торжественно представил их Таймас. Молодые люди пожали друг другу руки. «Ну, Таймас, ты все преувеличил», — засмутился Ильгам. «Сказал чистейшую правду», — ответил Таймас. Затем указал на неоновую вывеску книжного магазина и предложил: «Давайте заглянем, посмотрим новинки». После осмотра книжных полок у ребят заметно упало настроение. «Какой позор!» — сердился Таймас. «В таком большом магазине башкирских книг раз-два и обчелся. И эта страна называется Башкортостан», — с горечью согласился Ильгам. «Зато сексамекса завались, полки ломятся», — усмехнулся Ирик. Действительно, магазин был заставлен книгами в ярких обложках. Большинство из них представляло собой сексуально-порнографическую продукцию, остальные – иностранные детективы. Таймас подступил к продавщице. «Почему у вас всего 2 книги на башкирском языке?» Продавщица, смуглая девушка, по-видимому, башкирка, посмотрела на Таймаса и выпалила по-русски: «Все, что есть, на прилавке». Но заметив хмурый взгляд Таймаса, девушка смягчилась. «Книги на башкирском языке редко поступают». Они купили по одному экземпляру книг и вышли из магазина. «Ребята, у меня есть предложение», — загадочно улыбнулся Таймас. «Какое?» — поинтересовались Ильгам с Ириком. «Возьмем пару бутылок и пойдем ко мне. У меня дома свобода, жена уехала в деревню». «Давай тогда, идем», — радостно согласились они. В ближайшем магазине они купили все, что нужно, и направились к Таймасу в общежитие. Они наскоро приготовили перекусить и уселись за стол. Таймас разлил водку в маленькие рюмки. «Ребята, первый тост», — медленно начал было он, но его перебил торопливый Ирик. «За встречу». «Нет, братья по перу, первый тост поднимем за наш Башкортостан, за его свободу». «Правильно». «Да, за наш Башкортостан», — чекнулись ребята и выпили до конца. «Эх, Башкортостан!» — нарушил тишину Ильгам. «В таком большом магазине всего 2 книги на башкирском. Не истребят ли наш язык, литературу, а затем и народ эти дикая рыночная экономика, бесчеловечные отношения капиталистического строя? Неужели история народов подчиняется теории Чарльза Дарвина о естественном отборе?» Конечно, башкирские книги не могут конкурировать с иностранными детективами и сексуально-порнографическими изданиями. По-моему, в условиях рыночной экономики башкирскую литературу, и вообще, серьезную литературу могут спасти только государственные дотации. Для нашего народа только литература на родном языке по-настоящему может быть духовной пищей. Поэтому, хотя они не приносят прибыли издательству, должны печататься в большом количестве. А что касается теории Дарвина, то раньше боролись с помощью физической силы, теперь – время ума. Народ силен своими знаниями, культурой. Эх, Таймас, говоришь знания, культура, если бы ты знал, как сейчас живут в деревне. Редко встретишь человека, читающего книги. Поэтому башкирские книги выпускают маленькими тиражами. Да, и выпущенные не раскупаются, пылятся на складе. Деревенский люд, можно сказать, завяз в болоте пьянства, с горечью сказал Ирик. «Знаю, Ирик, знаю. У городских башкир положение еще хуже. Можно сказать, уже превратились в русских, не выписывают башкирские газеты и журналы.
Вообще, сегодняшнее положение нашего народа оставляет желать лучшего. Несмотря на это, я верю, что однажды народ воспрянет, сердцем чую это. Аминь, аминь, пусть так и будет, поддержал слова Таймаса Ирик. Пусть слова твои сбудутся. Ильгам поднял рюмку и предложил свой тост. Ребята, за великий башкирский народ, который перенес столько лишений и веками боролся за свободу. После второй рюмки Ильгам почувствовал небывалую легкость, словно стряхнул себя собранную за целый день усталость. Что может быть лучше, чем вот так сидеть и беседовать со своими друзьями, единомышленниками? После нескольких минут расслабленного состояния он вспомнил о сегодняшней поездке в район. «Говоришь, рано или поздно народ поднимется, Таймас, пусть будет так. Но ведь нам тоже нельзя сидеть сложа руки, ожидая, когда это произойдет. Мы, то есть представители национальной интеллигенции, должны поднимать свой народ». «Каким образом?» — конкретно спросил Ирик. «Например, организовать башкирскую народную партию. В уставе и программе партии четко сказано, что нужно делать для пробуждения народа. В последнее время я вплотную занимаюсь этим делом», — объяснил Ильгам. Тайма с улыбкой пожал Ильгаму руку. «Я тоже вступил в ряды башкирской народной партии. А по-моему, писатель, и вообще творческая личность, должна быть свободной от партии», — заявил Ирик и продолжил. «Творческая личность должна быть свободной от всяких партий, стоять выше политики. Если писатель будет партийным, ему придется кому-то подчиняться, вмешиваться в политику. А политика – грязное дело. Творческий человек обязан, не подчиняясь партиям, никого не опасаясь, донести до народа то, что требует его совесть. При условии, что государство правовое, народ счастлив, то, конечно, творец был бы свободен от политики, разных политических объединений. К сожалению, мы живем не в правовом, а колониальном государстве, и в этих условиях наш народ никак не может быть счастлив, а мы, свободные от политики, печально констатировал Ильгам. Да, творческая личность, болеющая за народ, в наших условиях не может быть аполитична, поддержал его Таймас. Создать произведение, способное поднять дух народа, разве не это служение народу? «Политика делает творчество», — горячо возразил Ирик. «Ну и пусть мешает. Но в наше время мы должны за свободу народа в какой-то мере принести в жертву творчество и заняться черной работой, которая называется политикой. Потому что в нашем обществе нет другой силы, кроме творческой интеллигенции, способной поднять народ на борьбу за свободу», — сказал Таймас. Ирик после непродолжительного раздумья спросил: «А почему тогда центральные печатные издания, радио, телевидение критикуют излишнее увлечение россиян политикой? Пишут, что на Западе политикой занимаются только профессиональные политики». Ирик был очень доволен приведенным аргументом и торжествующе взглянул на собеседников. Таймас улыбнулся в ответ. В развитых капиталистических странах, действительно, народ не особо обращает внимание на политику, потому что он живет в правовом государстве, поэтому не особо беспокоится о себе и своем будущем. А у нас, в то время, когда идет становление нашего государства, как можно отстраняться от политики? Если сидеть дома, мол, надоела политика, то так и жди, что кто-то решит твою судьбу в свою пользу. «Да, да», — подхватил Ильгам, «а что касается центральных средств массовой информации, то они в руках определенных политических сил. Следовательно, этим силам невыгодно увлечение народа политикой». Или какое-то время сидел молча. «Да, вы меня почти убедили, ребята», — сказал он. Затем, вспомнив о чем-то, оживился. «Да, кстати, хотел спросить, как вы оцениваете то, что молодежь захватила телецентр и сбросила государственный флаг России?» Услышав эту новость, я подумал, что пока есть у нас такая молодежь, нация не вымерла, жив еще непокорный, храбрый дух башкир, и очень обрадовался, — сказал Ильгам. «Точно так», — воскликнул Таймас. Этой политической акцией башкирская молодежь доказала всему Союзу, а, может, и всему миру, что жив еще башкирский народ. Ильгам поднял рюмку.
Ребята, за удалую башкирскую молодежь, показавшую московским чиновникам и всему Союзу, что жив еще башкирский дух. Достаточно разгоряченные собратья по перу шумно поддержали этот тост. Эх, хорошо они сделали. Да здравствует башкирская молодежь. Они вышли в коридор покурить. В последнее время в центральной прессе постоянно пишут о возможном распаде Союза. «Как вы смотрите на это?» — спросил Ирик. Таймас задумчиво погладил усы. «Союз действительно распадется. Потому что он несправедлив», — высказал он свое мнение. «Пусть распадется», — поспешил поделиться своей точкой зрения Ильгам. «На кой черт такой союз, который делит людей по сорту? Ты, кажется, веришь всему, что пишут в газетах», — сказал Таймас Иреку. «Я, например, им не верю. Потому что они освещают события односторонне, так, как им выгодно. Освещение событий в Прибалтике, на Кавказе — яркий тому пример», — добавил Ильгам. В комнате они опрокинули еще по стопке. «Ну, Ирик, теперь расскажи, как положение на селе?» «Народ пьет, начальство ворует», — тяжело вздохнул Ирик. «Современная демократия открыла дорогу ворам, никого не боясь, тащат в открытую. Ни закона на них нет, ни черта. Воровство и в городах процветает», — включился в разговор Ильгам. «В разных магазинах, разные цены, сдачу никто не дает. Короче, везде по всей стране бардак. Можно сказать, что воруют половину продукции». «Да», — согласился Таймас. «Воровство сегодня массовое явление, превращается в эпидемию, начиная с выкапывания чужой картошки в огороде дошли до незаконной продажи сырья за границу». «Да», — протянул Ильгам. «Трудно было жить при тоталитарной системе, но и во время демократии с недействующими законами нелегко. Как бороться с ужасающим воровством и преступностью? А вот как, за преступление надо сурово наказывать зло», — выкрикнул Ирик. «Тюрьмы и так переполнены», — возразил Таймас. «Не хватает старых, построим новые. Преступление не должно оставаться безнаказанным. И это не будет антидемократично. Конечно, в странах с правовой демократией уважают законы и человека, независимо от положения в обществе, строго призывают к ответу». Ильгам как будто согласился с Иреком. «Но в наших условиях, будь по-твоему, то 90% населения угодило бы в тюрьму, и Россия превратилась бы в большую зону. Такую эпоху наша страна уже пережила однажды и, не дай бог, это повторится. А сейчас у нас настоящая демократия. Нам до настоящей демократии еще и как далеко», — протянул Ильгам. «Если бы у нас сейчас была настоящая демократия, то Горбачев не прерывал бы на съезде так грубо Сахарова. Вообще, истинные демократы как Сахаров не уходили бы из политики. И самое главное, сидящие у власти демократы дали бы дорогу самоопределению нации и признали бы суверенитет республик», — привел основательные доказательства Таймас. Ирик некоторое время обдумывал слова друга, затем выразил свое полное согласие. «Ты привел неопровержимые доказательства», и пожал ему руку. Хозяин по привычке пригладил усы и разлил водку по рюмкам. «Ребята, давайте выпьем за то, что и у нас когда-нибудь наступит настоящая демократия. За настоящую демократию. За будущее правовое, демократическое государство». От водки Ильгам все больше расслабился, потеплел душой. В этот момент сидящие за столом показались ему такими близкими и родными. Он вдруг вспомнил о своем замысле, который пришел ему в голову еще на улице. Принять окончательное решение тогда ему было очень трудно, но теперь все оказалось просто и ясно. Конечно, надо заняться бизнесом и за несколько лет скопить капитал. А творчеством он займется позже. Ильгам решил немедленно поделиться своими мыслями с собратьями по перу. Для дорогих друзей ничего не жалко. Пусть и они, воспользовавшись моментом, разбогатеют. «Ребята, как вы знаете, сейчас в стране переходный период, то есть идет активный переход к капитализму. Читали, наверное, в «Комсомолке», сейчас у нас уникальная ситуация, можно стать миллионером за месяц. Умные люди, воспользовавшись моментом, сколачивали капитал.
Парни, давайте мы не упустим такую возможность, займемся бизнесом и года за два накопим капитал. А творчеством будем заниматься в свободное от бизнеса время или же потом. Это неожиданное предложение заставило растеряться друзей Ильгама. Таймас и Реком несколько минут не знали, что ответить. А если все писатели воспользуются уникальной ситуацией и уйдут в бизнес, спросил, наконец, Ирик. Да и вообще, у людей, занимающихся бизнесом, вряд ли остается время на творчество. А Таймас точь-в-точь повторил слова, недавно сказанные Ильгамом жене. Не всем же быть бизнесменами. Любому обществу нужны хорошие рабочие, учители, инженеры, и в конце концов, писатели. Говорю же, уникальная ситуация. На Западе, чтобы накопить капитал, надо всю жизнь отдать, а у нас и месяца хватит. Дальше, делай, что хочешь. Хочешь, твори. Или пиши в свободное от бизнеса время. Таймас погладил усы. Двух зайцев одним выстрелом хочешь убить. А почему бы и нет? Конечно, есть люди, которые одновременно занимаются и бизнесом, и творчеством. Но такой тип творческой личности встречается крайне редко. Потому что не всем по зубам это. Поэтому такие высоко ценятся на Западе. Ну, вот видишь. А если за двумя зайцами погонишься, и ни одного не поймаешь, спросил Ирик. А может я, как Таймас говорит, отношусь к редко встречающимся типам творческой личности? Ильгаму не хотелось спорить. Не знаю, не знаю. Сомнением покачал головой Ирик. Тут с трудом пробиваешься в печать, а ты говоришь, и творчество, и бизнес. Хорошо, ты что-то написал, но ведь произведение надо еще и пристроить. Да, поддержал его Таймас, в наше время молодому писателю помимо таланта еще требуется пробивная способность. Будь молодой писатель хоть гением, никто к нему не придет, мол, давай напечатаем произведение, давай выпустим книгу. Самому ходить надо. Таймас лукаво прищурился. А что вы скажете на эти слова Твардовского: молодых надо топить, как слепых котят, чтобы не плодить графоманов? Если бы Твардовский взглянул на нашу литературу сегодня, то так не сказал бы, сердито буркнул Ирик. В 20-30-е годы молодым писателям было хорошо, опубликуют в печати несколько рассказов или стихотворений и их тут же принимали в союз писателей. Конечно, принимали. Надо же было кем-то восполнять ряды писателей, которых истребили за годы революции или бежавших за границу. Нет, слова Твардовского никак не подходят для нашей литературной среды, сказал Ильгам. Потому что мы потеряли и так много талантов, которые не смогли пробиться сквозь препятствия, ведущие к башкирской литературе, и теряем еще. Этому виной, в какой-то мере, национальная особенность нашего характера. Другие народы стараются растить, лелеют и ничтожные ростки таланта, а наши даже недюжинный дар зарывают в землю. Для нашей литературы подходит другое выражение по отношению к молодым: талантам надо помогать, бездарности пробьются сами. Первый сборник и второй загадочный сон Ильгама, или психоз обогащения продолжается. Где-то в середине марта в литературном объединении прошел проверку первый сборник рассказов Ильгама. Писатели разобрали по косточкам его творения, но рукопись пропустили. Можно сказать, что с успехом. Выступающие в большинстве своем одобрили его рассказы, было сказано немало похвальных слов. Указали на некоторые недостатки, но единогласно рекомендовали сборник в печать. Таким образом, важные для писателей события, проверка первой книги, которая случается раз в жизни, для Ильгама прошла легко и успешно. Пусть так будет дальше. В эту ночь Ильгаму приснился странный сон. Как будто, ясный солнечный день и бескрайнее море. На чистом синем фоне неба летают белоснежные чайки. Волны бирюзового цвета весело гоняются друг за другом. Ильгам направляет свою лодку с небольшим парусом в открытое море. Он осмотрелся по сторонам и увидел, что не одинок. В бухте оказалось много таких же, как у Ильгама, лодок. Все они, стараясь обогнать друг друга, неслись в открытое море.
А в широком море неторопливо шли большие пароходы и корабли. Были среди них и огромные. Они, словно осознавая свою значительность, шли степенно и величественно. Временами давали оглушительный гудок на всю округу. В бухте не прекращалась гонка лодок. Одна лодка обогнала Ильгама, и, не справившись с управлением, разбилась о скалистые рифы. «Поспешишь, людей насмешишь», — хотел было сострить Ильгам, но спохватился, потому что нехорошо было смеяться над попавшим в беду. Он протянул руку человеку, барахтающемуся в воде, и втянул его в свою лодку. Ильгам подумал, что теперь им будет тесно вдвоем в этой маленькой лодке. Но, вот чудеса, лодка стала больше и шире. Еще одна лодка на большой скорости врезалась в айсберг и рассыпалась прямо на глазах. Третья, не рассчитав, крепко села на мель. Это ведь непростое дело, ходить в открытое море. Надо знать каноны навигации. Не будешь знать морских правил, так и жди, что наткнешься на подводные скалы или сядешь на мель. Короче, нужно быть очень осторожным и просчитывать каждый свой шаг. С приближением к открытому морю, лодка Ильгама становилась все больше и краше. В этот момент легкий ветерок, гнавший парус, вдруг превратился в грозный шквал и начал вздымать волны. Из бирюзового цвета они превратились в темно-серые. Небо покрылось черными тучами. Ильгам быстро сложил парус. Внезапно перед лодкой возник огромный корабль желтого цвета и дал пронзительный гудок. Затем остановился и начал выливать в море экскременты. В воздухе безостановочно звенели голоса. 1, 2, 3, 4, 5. Станьте богатыми, богатыми, богатыми. Уникальная ситуация, ситуация, ситуации. Миллионы, миллионы, миллионы. 1, 2, 3, 4, 5. Корабли, находящиеся в бухте, словно загипнотизированные желтым кораблем, на перегонки стали барахтаться в человеческих отходах. Столпотворение продолжалось, каждый старался побольше набрать экскрементов, непрерывным потоком льющиеся из огромных труб желтого корабля. Кому-то это хорошо удавалось. А кто-то переоценил свои возможности и набрал дерьма больше, чем могло выдержать судно, и камнем шел на дно. Были и те, кто опрокидывался от столкновения с другими, но никто не обращал внимания на неудачников, все рвались к желанному кораблю. Массовый психоз захватил Ильгама. Ему так захотелось присоединиться ко всем, что он и не заметил, как повернул лодку к желтому кораблю, но в последний момент в его мозгу проснулась трезвая частичка ума и заставила Ильгама засомневаться. Что делать? Он быстро огляделся по сторонам. Смотрит, оказывается, есть и те, кто обходит стороной это безобразие. Может быть, поплыть за ними. Но желтый корабль так сильно манит к себе. Что делать? Непрекращающийся гул голосов не дает прийти к твердому решению. 1, 2, 3, 4, 5. Станьте богатыми, богатыми, богатыми. Уникальная ситуация, ситуация, ситуации. Миллионы, миллионы, миллионы. 1, 2, 3, 4, 5. Ильгам проснулся в холодном поту. Тьфу ты, эти рекламы даже во сне не дают покоя, выругался он про себя. Затем повернулся на другой бок и провалился в глубокий сон. Мысль, пришедшая Ильгаму в голову, когда он увидел старика, рывшегося в мусоре, не давала ему покоя. Конечно, он еще не твердо решил все бросить и заняться бизнесом. Хотя, надо потихоньку копить начальный капитал. Как его копить? Таксовать он точно не пойдет, остается искать шабашку. Хорошо, у него есть в этом какой-то опыт. В начале апреля Ильгам на своей машине объездил окрестные деревни. Порасспрашивал председателей колхозов о работе. Старался не браться за первую попавшуюся, выбирал объекты полегче, да повыгоднее. Сколотив бригаду, в середине месяца приступили к делу. Про творчество Ильгам не забывал, старался часа два в день сидеть за тетрадью. Рассказы, статьи то и дело появлялись в печати. Сейчас его уже узнавали в редакциях, да и любителям литературы примелькалось его имя. Оно начало появляться и в критических статьях, посвященных творчеству молодых писателей, жанру рассказа.
С этой стороны дела у Ильгама шли хорошо. И на политику не махнул рукой Ильгам. Неудача с созданием райкома партии в родном районе не охладила его пыл к этому делу. Он писал статьи на политические темы, ежемесячно ездил в родной район, интересовался положением дел первичных организаций Башкирской народной партии. Актайлык. Так незаметно, за делами, прошли весна и теплое лето. Как-то в конце августа, в субботу, Ильгам проснулся на рассвете и на машине отправился в столицу. В 9 утра должен был начаться митинг в поддержку суверенитета Башкортостана. А в 10 часов в общественно-политическом центре начнется внеочередная сессия Верховного Совета. Бесчестные депутаты, попавшие в Верховный Совет с помощью подкупа своих избирателей водкой, конфетами, кирпичем и трубами, теперь на сессии намеревались скинуть первого в истории советской эпохи главу государства, представителя коренной нации. Мол, во время путча он не выступил против ГКЧПистов. На самом деле собирались перекрыть дорогу свободе, независимости и счастью вырастившей их земли. Воспользовавшись провалившимся путчем, они пытаются любым способом задушить суверенитет, принести как можно больше вреда республике. Подумав об этом, Ильгам со всей силой нажал на педаль газа. День обещал быть ясным, без дождя. Вспомнив события середины августа, Ильгам в который раз сказал самому себе: «Да, прав был тогда Хакимагай». 21 августа он заглянул в Литобъединение. Обсудили с Хакимагаем положение дел в стране. Тогда Ильгам спросил: «Как думаете, хоть полгода они удержат власть в руках?» «Даже 3 дней не продержаться», — уверенно воскликнул Хакимагай. «Разве таким бывает путч? Если бы они собрали всех своих противников, Хасбулатова, Ельцина и других, да расстреляли у стен Кремля, можно было бы это назвать переворотом. А так, сами сидят и трясутся перед телекамерами. А Ельцин в это время в открытую призывает народ выступить против них. Это не переворот, это спектакль». Подумав немного, он добавил: «В этом спектакле сильно чувствуется участие и самого Арбачева». За 1,5 часа Ильгам с ветерком добрался до Уфы. Припарковал машину в удобном месте и пешком пошел по улице Фрунзе. Площадь перед зданием общественно-политического центра была полна людьми. В этот важный и ответственный момент в жизни Башкортостана и его народа здесь собрались истинные патриоты. Бросив все свои дела, преодолев большие расстояния, собрались они со всех концов республики. Потому что не погас в их горячих сердцах дух башкирского народа. Вот все выстроились в колонны. Подняли транспаранты и лозунги, которые огласили: «Башкортостану, полный суверенитет, свободу Башкортостану». В одном месте собралась небольшая кучка людей, называющих себя демократами. Они призывали к другому: «Да здравствует единая, неделимая Русь, национализму нет». Появились и ответные лозунги: «Политика неделимой Руси – это попытка возрождения Российской империи». Долой, долой Уфимский горсовет, гнездо великорусских шовинистов, губителей башкирского народа. Демократы – это замаскировавшиеся протократы, шовинисты. Вот на лестницу, ведущую ко входу в здание, по обе стороны встали башкирские парни с зелено-синими флагами в руках. На глаза Ильгама навернулись слезы. Ему захотелось закричать во весь голос: «Храбрый сын с духом Салавата и дочери моего народа сердцем Барсынсылу! Раз вы здесь, значит, не вымер башкир, жив еще». Митингующие начали по слогам выкрикивать: «Суверенитет! Суверенитет!». Так они выразили свою поддержку главе парламента. Двое из числа демократов вплотную приблизились к оппонентам и пронзительно засвистели. У них отобрали свистки и прогнали подальше. От такого неласкового приема свистуны помчались в органы правопорядка. Наконец, открылась внеочередная сессия Верховного Совета Республики Башкортостан. Ход ее можно было услышать и на улице по громкоговорителям. В это время один из демократов поднял бывший Андреевский флаг Российской империи и важно поднялся по ступенькам на площадку перед входом. Его в тот же момент спустил вниз парень с налобной повязкой в виде башкирского флага. Через некоторое время демократ привел 2 охранников.
и Андреевский флаг бывшей Российской империи затрепетал над почетным караулом. Народные депутаты вышли на перерыв. Их встретили участники митинга, скандируя «Суверенитет! Суверенитет!». Хор голосов эхом отдавался в округе. После перерыва депутаты заняли свои места в зале, и безжалостная борьба возобновилась. Объявили, что слово предоставляется Анвару Ялиевичу Барханову. Ильгам с большим интересом и вниманием слушал его речь. Анвар Галиевич в своем выступлении, приведя основательные доказательства, защитил суверенитет республики и ее главу, резко раскритиковал политику московских властей, стремящихся посадить наместника российского президента на башкирскую землю. Барханов также резко осудил действия противников независимости Башкортостана из числа депутатов Верховного Совета. Ильгам вспомнил слова Барханова: «В отношениях между народами нужна очень тонкая и мудрая политика, и мы ее проводим в Верховном Совете». Ильгам встретил земляка Гинията Асадуллина. Они стали обсуждать происходящее событие. В этот момент к ним подошел, широко улыбаясь, как будто они не ссорились, Анвар Ялиевич. «Приехали, значит, молодцы». Затем он поинтересовался: «Хотите на сессию зайти? Если есть желание, проведу». «Нет, я, человек скромный», — улыбнулся Гиньят. Ильгам тоже отказался. «Если бы я приготовил выступление, то пошел бы». Митинг продолжился на Советской площади. Люди поочередно подходили к микрофону и высказывались в защиту суверенитета башкирского народа. Известные писатели, поэты, знаменитые профессора, заслуженные учителя, руководители Башкирской народной партии и Башкирского народного центра «Урал» находили слова, проникающие в сердце каждого башкира. Заморосил дождь. Но никто не обратил на него внимания, митинг продолжался. То и дело раскатывалось мощное «Ура!». Ильгаму пришло в голову, что «Ура» — клич русских. Например, японцы кричат «Бонзай». Башкирам надо придумать свой клич. Раньше у каждого башкирского племени был свой клич. Почему бы не выбрать один из них как общий для всех башкир? Например, Юрматинский Актайлык. Его даже можно сократить как Тайлок. На митинге давали слово и представителям других движений. Член Демократического союза поделился своими честными и справедливыми мыслями по отношению к башкирскому народу, чем доказал, что и среди так называемых демократов существует настоящее. Народ проводил его овации. Митинг закончился принятием резолюции. Некоторые важные пункты Ильгам записал себе в дневник. А. Бороться до полного суверенитета Башкортостана. Б. Добиться для Башкортостана права быть субъектом. Он должен быть только субъектом Союза. В. Поддержать главу республики. Г. Выразить недоверие Уфимскому городскому совету. Д. Предприятия, находящиеся на территории республики, перевести в юрисдикцию Башкортостана. Е. Критиковать политику единой и неделимой Руси. Ж. Направить делегацию в Москву к президенту Горбачеву и Ельцину. Определили и состав делегации. Митинг закончился, но народ не спешил расходиться, несмотря на дождь, все стояли, словно ожидая чего-то. Организаторы митинга посовещались и предложили снова пойти к общественно-политическому центру, чтобы выразить поддержку народным депутатам, которые защищали суверенитет Башкортостана. Все радостно поддержали это предложение. В считанные минуты все построились в колонны и пошли вдоль улицы. В длину колонна растянулась на километр. На тротуарах прохожие с любопытством наблюдали за шествием. Нашлись и те, кто показывал на демонстрантов пальцем. Молча идти было не очень весело. Организатор митинга почувствовали это и завели песню «Умудину красавицу». Но никто не подпевал, и песня стихла. Народные песни прекрасны, но какую из них можно спеть в этом случае в такт марша? Эх, был бы свой гимн. Сейчас пели бы во всеуслышание, подумал Ильгам. Нет, молча идти нельзя. Это же не похороны. Тем более, за ними с интересом наблюдают. Ильгам набрал в грудь побольше воздуха и крикнул во весь голос: «Да здравствует великий башкирский народ! Актайлык! Актайлык!
Актайлык. Актайлык. Актайлык подхватили его клич тысячи голосов. Да здравствует Башкортостан! Актайлык. Актайлык. Да здравствует суверенитет Башкортостана! Актайлык. 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 В этот момент Ильгам почувствовал себя богатырем, способным на любые подвиги ради своего народа и Башкортостана. В его душе внезапно родились стихотворные строки, как будто вспыхнула новая звезда на ночном небосклоне. «Где мой меч? Где мой конь? Где мой лук и стрелы? Поскачу на огонь. На врага я смело». Вернувшись из Уфы, Ильгам прочел в газете такую заметку и озадачился. 17 июля 1988 года эстонцы поставили своеобразный рекорд. На митинге, проходившем на площади Поляну Песня, собралось более 150 тысяч человек. Эстонцы, спустя 40 лет, никого не опасаясь, подняли свой флаг и спели гимн. Никто не прятал своих слез. Ильгам задумался. На митинг пришло 150 тысяч человек. А эстонцев по численности меньше, чем башкир на полмиллиона. В Уфе проживает 140 тысяч башкир. Башкирская народная партия и Башкирский народный центр Урал насчитывают в своих рядах около 30 тысяч членов. А на митинг за независимость Башкортостана пришло 4-5 тысяч человек. Роковое решение. Где-то через год после сдачи Ильгамом сборника рассказов в издательство, он решил съездить в Уфу, поинтересоваться судьбой книги. Сегодня у него было хорошее настроение, душа пела. А как же иначе, ведь то и дело его произведения выходили в свет. В прошлом году в республиканской печати было опубликовано 6 его рассказов и 2 статьи. Сейчас можно с уверенностью сказать, Ильгаму удалось пробить дорогу в печать и, будучи молодым писателем, он стал более или менее известным. Ясный мартовский день был под стать настроению Ильгама, первые весенние лучи солнца ласкали все вокруг. В издательстве его встретили не так ласково, как хотелось бы. Наоборот, словно ушатом холодной воды окатили. Вашу рукопись исключили из плана следующего года. Почему растерялся Ильгам? Сколько листов рукопись вместо ответа поинтересовался седоватый редактор. 7. Ваша фамилия имя? Ильгам Буранбаев. Удивился Ильгам. А сам подумал, неужели меня здесь не знают? Народ может еще и не запомнить молодых писателей, но редакторы издательства должны же наблюдать за литературным процессом. У меня рассказы часто публикуются, разве вы не читали? И наши произведения печатают, невозмутимо ответил редактор. Знаю, вот недавно, например, в журнале «Актирмы» читал вашу повесть «Не потеряйся в пути». Редактор улыбнулся. Почему же и мою рукопись исключили из плана? Потому что, товарищ Ильгам Буранбаев, в условиях сегодняшней экономики выпуск таких маленьких по объему книг не приносит издательству ничего, кроме убытков. Как это? Книги в мягкой обложке плохо продаются в магазинах и возвращаются в издательство. А что мы с ними должны делать? Приходится сдавать в макулатуру. Ильгам не знал, что и ответить. Он с ужасом представил, как сдают в макулатуру плод его творчества, которому он отдал всю душу. «А сколько листов нужно для книги с твердой обложкой?» — наконец спросил он. «Минимум 10. У меня столько сейчас нет. Тогда выпустим в сборнике совместно с несколькими авторами». «Нет, на альманах я не согласен», — решительно отказался Ильгам. Редактор слегка развел руками, мол, делай, что хочешь. Сколько Ильгам в своих мечтах представлял, что, наконец, у него вышла первая книга, и он раздает автографы и друзьям, родным, знакомым. Все поздравляют его, торжественно жмут руку. Сейчас он чувствовал, что мечта разбилась на тысячи осколков. Вдруг Ильгам спохватился от мысли, ухватился за нее, словно утопающий за соломинку. Книга же не выходит сегодня или завтра, я успею еще добавить 3-4 листа. Нет, нет, не получится. Редактор даже замахал руками для достоверности. Когда напишешь еще, когда проверит? Нет, не получится. Ильгаму стало так горько на душе. Он понимал, что спорить бесполезно,
но не удержался и обиженно сказал: «До этого и двух-трехлистовые выпускали. Говорю тебе, браток, рыночная экономика». Редактор принялся его уговаривать: «Согласись издать свой сборник вместе с другими авторами. Выйдет альманах, это все равно, что твоя книга. Если не согласишься, то книга попадет только в план 95-го или 96-го года». «Нет, на альманах не согласен», — твердо стоял на своем Ильгам. «Если печатаете, то печатайте одного». Редактор нахмурил брови. «В таком случае, плати 600 тысяч и выпускай книгу за свой счет», — сердито сказал он. Ильгам растерялся. «Да ты не особо удивляйся, есть и такие, кто издает книги за свой счет», — вмешался в разговор другой сотрудник издательства. Ильгам сам не заметил, как разозлился. «Вместо того, чтобы получить гонорар, я еще должен сам заплатить. Вы сами ставите молодых в такие немыслимо кабальные условия, а потом в статьях рассуждаете, что они не приходят в литературу». Ильгам круто развернулся и, не попрощавшись, ушел. Он не заметил, куда шел и сколько времени. Затем, обессиленный, опустился на скамейку. Такой прекрасный, солнечный день вдруг погас для него. В мозгу стучала одна единственная мысль: что делать? Может, согласиться на альманах? Но ему кажется, что это будет равноценно тому, что отказаться от журавля в небе и согласиться на синицу в руках. Но Ильгам не привык так делать. Всегда стремился к большому, к высшей цели. Стоит ли отказываться от своих принципов и в этот раз? Внезапно он вспомнил последнее предложение редактора и прошептал: 600 тысяч. Да, если здесь начали требовать денег, делам хана. Вспомнил, как недавно приобрел поддержанный грузовой ГАЗ-53 за 120 тысяч. Тогда он подумал, что ему может пригодиться машина, если он окончательно решит заняться бизнесом. Но до последнего момента он все же не решался это сделать. Какая-то часть внутреннего «я» мешала Ильгаму принять окончательное решение. «Если даже здесь деньги начали просить», — повторил Ильгам вслух. «Не зря люди скопом валят в бизнес». Ильгам, приняв решение, хлопнул ладонью по колену. «Все, решено. Ухожу на несколько лет в бизнес. Сегодня же». Он так и сделал. Эпилог. Ранняя осень. Только что омытая серебряным дождем листва на деревьях трепещет под дуновением ветра, сверкая под яркими солнечными лучами. Белые березы еще не сменили зелень своих крон, а желтый наряд, словно не желая признавать приход осени. Задумчивая черемуха только поцелотила свое платье. Роскошная рябина, опаленная ночным заморозком, украсила листья причудливой огненной вышивкой и блистала ярко-красными кистями спелых ягод. В укромном уголке парка на скамье сидел крупный мужчина лет 50. Волнистые волосы его были седы, широкий лоб изрезан глубокими морщинами, широкие плечи поникли. Вся его фигура напоминала человека, который потерял в этом бушующем океане жизни что-то самое дорогое и не знает, как ему быть дальше. Это был в давнем прошлом весьма талантливый молодой писатель, еще вчера – бизнесмен среднего уровня, а сегодня безработный Ильгам Буранбаев. Вот он оглядел все вокруг грустным взглядом и прошептал только что возникшие в его тоскливой душе стихотворные строки. В природе борется с зеленым цветом. С печалью схожей немая желтизна. Глаза Ильгама на некоторое время заблестели, взгляд просветлел. Потом он вспомнил о своей роковой ошибке, совершенной 18 лет назад, горестно поджал губы и вновь задумался. Тогда Ильгам планировал уйти в бизнес всего на несколько лет, а затем вернуться к творчеству. Но все получилось совсем не так, как он задумал. В сравнительно короткое время Ильгам смог заработать неплохие деньги. Но самым главным и очень трудным оказалось суметь защитить прибыль от чертовой инфляции. Приходилось безостановочно крутиться, для того, чтобы сберечь свои заработанные потом и кровью деньги от ненасытного чудовища по имени инфляции. И эта гонка незаметно растянулась на долгие годы. Наконец, удалось приостановить инфляцию, наладить экономику. В этих условиях, проработав еще несколько лет, Ильгаму можно было бы уйти из бизнеса.
Но магия богатства, денег, золотого тельца столь велика, что не спешит отпустить человека, наоборот, с годами превращает его в своего раба. Ильгам понадеялся, что проработав еще немного, увеличит свой капитал. Но сколько бы он ни старался, разбогатеть особо не удалось. Наверное, всему виной был характер Ильгама, ведь чтобы быть хорошим бизнесменом, нужно иметь холодный ум, трезвый расчет, осторожность, терпение. А горячий нрав Ильгама, импульсивность, азарт частенько приводили его к большим финансовым потерям. Ильгам не сдавался, упорно добивался своего. Но все равно не смог подняться выше среднего уровня. Это его очень расстраивало. Потому что Ильгам не привык довольствоваться золотой серединой. Он с детства хотел быть во всем самым лучшим и самым первым. Ильгам надеялся, что будет заниматься творчеством в свободное от бизнеса время. Но он жестоко обманулся. Где взять время для книг в условиях дикого рынка, рискованного бизнеса? Вынужденный отрыв от любимого дела Ильгам переживал особенно тяжело. Словно его лишили крыльев. Да и раньше, когда выбивался из творческой колеи, он испытывал внутренний дискомфорт и чувство вины. Неудачи в бизнесе, отречение от творчества породили в нем неудовлетворенность собой, расшатались нервы, испортился характер, нарушились отношения в семье. В особенно трудные моменты он срывал зло на жене: «Во всем ты виновата. Только ты отлучила меня от смысла моей жизни, творчества». Вчерашний день оказался для Ильгама особенно тяжелым. Распродали с аукциона имущество его фирмы, объявленной банкротом. Фирму забрал Шамиль, тот самый Шамиль, которого Альфия постоянно ставила в пример. Спекулянты Шамиль новое время за 20 лет превратила в руководителей крупной промышленной корпорации. Она поглотила в себя десятки таких фирм, как у Ильгама. Из выросших во время перестройки, как грибы после дождя, бизнесменов сейчас осталась только 1/10 часть. Но крах своей фирмы Ильгам не воспринял как катастрофу, наоборот, он почувствовал какое-то облегчение. Словно сбросил тяжкий груз со своих плеч. Ильгам достал из кармана маленький радиоприемник и включил его. В эфире были республиканские новости. Вот перешли к новостям в области культуры. Известный башкирский писатель Таймас Альхамов удостоен государственной премии имени Салавата Юлаева за роман «Времена». Это произведение также получило широкую известность в тюркоязычных и восточных странах. Вчера Союз писателей Башкортостана получил радостную весть о присвоении Таймасу Альхамову за роман «Времена» международной премии «Восток» в области литературы и искусства. В эти дни писатель отметит свой 50-летний юбилей на собственной вилле в пригороде столицы. В торжествах примут участие иностранные гости. Эта новость поразила Ильгама как гром среди ясного неба. Разумеется, об успехах Таймаса на литературной ниве ему доводилось слышать. Но чтобы на таком уровне, в этот момент Ильгаму открылась большая истина: не гонись за тем, что тебе не по силам, не испытывай судьбу. Если народу не написано, то, сколько бы ни старался, все равно не разбогатеешь. Вот Таймас никогда не гнался за богатством. Он шел по своему пути, никуда не сворачивая, стал мастером своего дела, и богатство, слава, счастье сами пришли к нему. «А ведь я был талантливее его», — промолвил грустно Ильгам. «Эх, я, глупец». И все же упорство в характере Ильгама взяло верх. После долгих горьких раздумий он пришел к какому-то решению и обещал сам себе: «Сейчас мне только 48 лет. Коли суждено дожить до 70, то у меня есть еще 22 года времени. Пожалуй, еще не поздно вернуться к творчеству. Хоть я остался без работы, моих сбережений хватит на несколько лет, а там видно будет. Напишу роман о том, как я пытался идти наперекор своему призванию, своей судьбе, о своей роковой ошибке. Пусть эта книга станет предостережением для остальных». Внезапный порыв холодного ветра ударил в лицо, прошелестел по кронам деревьев, которые, словно подтверждая мысль Ильгама, прошептали: «Мы еще поживем, осень еще только начинается».